Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Так, bugun шығабыз. Үш ютубтан. Так, в данный момент потом посмотрим кешесіне қарап. Потом один какой-нибудь выключим, будем читать новости и комментарии. Так, только что я выключил вот этот. Что за... Так, все. Куршуляр грузин песню слушают. Шундай хал. Так, хайрлы киш. Жамағат. Так, мен шәйді ішіп бітіргенім жоқ әлі. Так, сағат неше болды ол? 9-дан 13 минутта. Ассаламу алейкум отырғанларға. Так, справа ютубта уже 2 кіші, 1 лайк. Слева 1 кіші, рахмат. И яңа ютубта әлі пока кіші жоқ. Ярар. Har жерде har xil контингент жиылды бекінді. Бірінші интересный момент, как в тот день я высказывался, вот его хочу теперь озвучить, ну, темалар бек көп, но бүтінісін еске түсіріп болмай. Ассаламу алейкум. По этому каналу пока. Я пока по этому каналу. Давайте. Да. Вот слева канал, он очень такой опасный. Вот этот канал надо там, как говорится, контролировать этих шайтанов. Начнутся сейчас оттуда. Там потому что много подписчиков. Шулай. Итак. Самая интересная тема, наверное, это этот Башкортостан, Татарстан, само собой. Ну и вот эта фигня, которую говорят про атомную бомбу, потом в то же время говорят размножаться, в то же время башкорт белән татар үлә, сугышта, и вот это все. Ну, пытаюсь донести это, ну, я уже где-то записывал эти маленькие кусочки, но шуны хәзер хотелось бы расчленить на разные темы. Ну, попутно можете задавать вопросы, как обычно, я буду пытаться читать все, попытаюсь, буду на все отвечать. Так, башка появилась, окей, шалом. Понятно. Самый интересный момент это Башкортстанны һәм Татарстанны яшьләре. Мына мен темаларында примерно шундай қойып қойдым. Молодежь. Ну, молодежь дегенде интеге, я не хочу сказать, что там 20 яшьликләрне подтягивать в это дело. Нет. Молодежь это 30-дан 50-га хәтле. Вот это молодежь примерно. 30-дан 50-га хәтле халык, который уже в чем-то уже в что-то там достиг, не достиг, но уже начал жить свободной там или семейной жизнью. 30 яшьтан 50 яшькә хәтле кадәр ирләргә дә, хатыннарга да бу касается. Именно Башкортстан белән Татарстанны. Күп комментарийлар языла, но у комментарийларны күбесе шундай агрессивный, что вот какой привет, такой ответ инде. Меня акыл өйрәтергә уйлыйлар. Мына азакы комментарийлар даже я скриншотил. 1 километр язган кемдер. Но если сез шулай 1 километр комментарий язасыз, дәрес бирергә уйлыйсыз икән миңа, ну вы как-то откройте канал, диктуйте свои права. Мне мозг не надо выносить. У меня так, как говорится, до хрена этих комментариев. Я могу понять, на что отвечать. И вот самое интересное, яшьләр
Boshqirdiston bilan Tatariston yoshlari, которые пытались Qushtauga chiqib qarorga, onda, munda. Tataristonda bitta onday narsa движенияларga chiqqanida yo'q. И вот когда возникает татары против башкиртов или башкиртлар против татар, вот этот неуместный момент. Именно bu politika bora yoshlarda. Siz o'zingiz boshda определитесь, sizga kim tug'an? Urug'lar tug'anmi sizga, или boshqirt bilan tatar tug'anmi, или qozoq tug'anmi bizga, или qirg'iz, или o'zbek tug'anmi bizga? Определитесь. И потом shunlardan so'ng endi возникает вопрос. Biz, допустим, yoshlar bitinda biz mana 30dan 50ga qadar degan yoshlardan men so'zlayman bitinda. Если мы вот такие вот молодежь, которые примерно должны, как говорится, в дальнейшем там кто кем-то стать там или там, я не знаю, организовать какие-то, так скажем, движения, в данный момент даже, если отталкиваться от нашей тематики независимости, то кто, кроме нас, как этот ВДВшники или там десанты говорят же, кто, кроме нас, у них же какое-то выражение есть же такое, кто, кроме них, а кто, кроме нас. 20 yoshliklarini sug'ishga olib ketadilar, o'lib qaytalar. Как будто бы на срочку, и потом onda da yo'qolalar, плен, туда-сюда, o'lalar, qolalar, тупизм. И самый birinchi o'rinda, как вы знаете, Башкортостан и Татарстан. И мы вот этот, посмотрев, 30dan 50ga yoshli малайлар, которые сидят дома, которые, как я, сбежали и так далее. Shular должны осознавать. Narsa uchun ular o'la, shu yoshlar. Hali dunyoga kelmagan hali, bilak, ko'kay siyiqlar. Грубо говоря, qutiga turmaganlar hali sug'ishga ketib bora. Biz o'tirib qolamiz. Munda o'tiramiz narsadir o'ylab. Bilak, Moskvaga borganmi, или Ukrainaga borganmi kishi o'tiriga? Или qochib ketirganmi? Вот в таком зацикленном моменте мы живем. Shunlarga men aytam, Boshqirdiston bilan Tataristonning yoshlari tiri qolir uchun ham bizga o'xshagan yoshdagilar ularni qutqarish uchun ham kelajak bolalarimizga yordam berish uchun, как bizni ota bobolarimiz yordam bergan kabi, biz bilak Moskvaga intilirga tejibmiz. Moskvaga qarshi chiqirga tejibmiz. А то мне начинают писать, mana chiqdik, dumbasladilar, tiqib qo'ydilar, bilasing bit endi. Butun radioda shuni so'zlar, o'rislarda, chechenda, ingushda, Dagestan, butun shuni so'zlar. Выйдешь, башку оторвут, выйдешь, башку. Ну, я для вас narsa не pishag'man, bilak, men sizga so'zlayman, постоянно so'zlayman bit endi shuni, bilak. Chiqqach, talpa bilan chiqirga kerak, bilak, 5 shtuk kishi bilan kim chiqaydi? Chiqalar lozung bilan, я против Путина, 1 штук, блядь. Конечно, его загребут. Или там выйдет один за Куштау, блядь. Конечно, вас загребут. Sizga 100 уже keldi bit endi, блядь. Shiqirga bo'lgach, mana yoshlar 30dan 50ga qatli, я ниже не призываю даже. 30dan 50ga qadar yoshlar, mana shu yoshlar, ya'ni bizni ota bobolarimizga ondan da yosh shoqda to'g'ri keldi sug'ish, 41, 45, 18 yoshida ketdilar, 17 yoshida ketganlar sug'ishga. А sug'ish 4 yil bo'lgan. Они не возвращались домой, понимаешь ли, в отпуск. Они были 4 года там с этими, блядь, фашистами, нахуй. А здесь, мында, блядь, bizda стоит мощный, блядь, нахуй, фашизм, блядь, того же периода. Даже какой-то уже он деградированный, блядь. 21 века, фашизм 21 века, это Путин и его команда. Как это, Тимур и его команда, блядь. А тут Путин и его команда и вся вот эта хуйня. И шунарга, сіз, если не понимаете, что, блядь, нахуй, урыслар бізге туған түгіл, и вы идете, блядь, умирать, ну, это, блядь, получается, нахуй, сені балаң, малайың, қызың, в дальнейшем, блядь, уже все. Урыс была. Мәктәпләр юк, айттым бит инде, везде уже трезвонят про это. Тел юк, бір нәрсе юк. Кімдір менге жазып берген, үйде өйрәнергә кирәк. Үйде нәрсәне өйрәнәсең? Мына мен үйде өйрәнгәнмен. Мен мәктәптә укыган юк татар теленә. Мына мен үйде өйрәнгән кешемен. Мен только үзбәк нәрсә кейин өйрәндем мен школда, үзбәк телен.
Men o'rganganim yo'q, Allohga shukr so'layim. No, men bet, блядь, tege literaturniy bilmayman uni. Literaturniy men uni bilmayman. Ammo kelajak bolalar вообще bilmaydi. Literatura даже qo'ya. Adabiyot. Adabiyot, totar adabiyoti qoidasini ko'rganim bor. Qaysi shkolda adabiyot bor. Shunlardan so'ng, потом siz сложа руки сидите, mana yigitimni, o'g'limni so'g'ishga olib ketdilar. Mana shulay o'tiramiz endi, nishlising endi. Потом baq, блядь, приходит нахуй уже в мешках. Qora paketda kelalar, блядь. Ну, и что вы с этого, что вы хотите, блядь? Если взять пример Казахстана, как мне люди, как говорится, добрые докладывали из своей точки зрения, из истории. 89-да, 86-да, когда у них вот этот кипиш был, именно студентлар шыққан, яшьлер шыққан. Получается, студент бит 30 яшьлік болмай. Студент ол, блядь, 18-дан 25-ке қатты студент ол. Шыққанлар ма? Шыққанлар. Но оларны, как говорится, задавили. Ну, вроде бы все равно что-то они добились в дальнейшем. Ну, блядь, ульмище болмаймын да, блин. Сіз думаете, что, блядь, Навальный пропиздошилась, еще кто-то там, еще этот Яшкин Кут, блядь, говорит об этом, и вы думаете, что, они нам просто так на блюдечке отдадут? Ни хрена. Шунарга мен айтам бетім сізге, блядь, мына этот Габбасов айтмай сізге, Расфис Кашапов айтмай сізге. Олар шығалар лозунг білән, анда, мында, блядь, хуйней маются. Это как бошлыклар кебек планып йөриләр паттагилар. Ненавижу я таких людей, блядь. Чё они, блядь, нахуй? Кайдан килгән алар? Кем алар нахуй? Шулай, блядь, йөрүгә, блядь, бүтән җирдә, блядь, талавын чиеп өскә, блядь. Если ты, блядь, нахуй за народ и за свою землю борешься, значит, сен, блядь, бер тигезләр тейсең алар белән, блядь. Бер җирең нахуй чыгып киткән, үтеп киткән булмаска тигеш. Значит, получается, если они ломят вот такую тематику, типа олар башлыклар, ну тогда, блядь, нахуй, как мне сказали, 20 кеше меня жирга куштылар, блядь. Жийсынлар әле? Кая олар бер отряд жийдылар микән әле? Башкорт татардан отряд жыйылдымы әле? Яшьләрдәнме, олыларданмы? Потом такую речь услышал, то, что бүтән урысларда и мында да бүтән картлар сугыша икән. Яшьләр сугышмый икән, яшьләр качып киткән. Украинада да и Российда да, один черт. Это вроде где-то, блядь, пропиздошил кто-то. То ли Майкл Наки сказал, то ли кто. Ну, понятно. Яшьләр сугышмый, понятно. Картлар бара, картлар үлеп бетә дә инде, как бы утилизация, да, идет старых. И все. Яшьләр кала. А яшьләр потом нәрсә эшли? Шул ук урыслар белән яшәргә үлиме? Ул картлар нәрсә өчен соң тогда үлә, блядь? Шу башкорт белән татар тагын шул руслар белән, блядь, яшәсен дип үләме алар? Вот этот момент я не могу понять. Бер яшьләрдән миңа таки җавап килмәде. Дөрес дигәнләр бер икесе килде инде. Обычные, которые, наверное, люди сидят. Шулар гына миңа сөйләде. А башкалары куттагымда, блядь, күтен күтәрмәде. Все на хихи-ха-ха, блядь, в Инстаграме сидят, блядь, блоги ведут, нахуй. Ну, как бы жизнь у них кипит. Аларда сугыш юк. Аларда мустакыльлеккә ынтылу юк. Как жили, так и живут, им похуй, блядь, с руснёй не будут жить. Аларны урыслар сигәме, килеп монда, блядь, китайлар сигәме, блядь, японлар сигәме, хуй его, кем сиксә дә ярый аларга. Алар мына шундый. Шундый дәрәҗәдә, блядь. Аларга ни хрена не нужно. Путин әйттеме, киттеләр сугышка, блядь, еще кемдер килә нахуй, сугышка. Потом, дальше, икенче теманы, мен, чтобы не забывал, дальше вот делать, блядь, буду говорить, потом буду как-то, блядь, выходить на связь. Икенче тема, 58-дән 75 яшькә хәтле бабайлар рулят над вами. Блять, над нами был, я не с вами уже, нахуй. Над вами рулят. Матвиенко, блядь, 75 икән, әби, блядь. 75 яшьлек әбигә куттак бармы, блядь, властьта. Барсын, блядь, невара-чеварасын карасын янбәттәге. Нахуй она нужна, блядь, сезгә?
Если вы так топите, блядь, в десна целоваться с узкожопами. Потом, или сегиздан самый младший екен, блядь, или сегиздан боштана екен, блядь, депутаты. Нихуя себе, что за, блядь, бардак там, блядь. Ну, которые именно вышки, на вышке, которые сидят, блядь. Пидорас Путинга 72 яш екен, блядь. Бастрыкинларга да шулай, 73, 70, блядь, дурт шулай, блядь. Блядь, 70, короче. Это, блядь, 70, это идиотизм. Америкада да шундай хуйня, блядь. Она, блядь, Байден, блядь, нахуй, Трамп, блядь. Эти гандоны не хотят отдавать власть, блядь, нам, молодым. Получается, Яшкин Кутта, блядь, такой же имперец. Нам ихняя власть, по сути, не нужна. Bizga Boshqirdistonda Татарстанны olorga kerak. А kim ona ola? Бабай kelib oladimi? В виде Рафиса Кашапова, которому 60 с хуем лет. Или kim ona uli keladimi? Kim kelasin? Shu Tatarstonga или Boshqirdistonga. Bizga yoshlar kerak. Prezident bo'larga tegish yosh. Yosh bo'la turgan bo'lgach nahvoy. Значит, bosh bo'larga tegish u, блядь. O'qigan. Rусский мирni o'qigan tugul, a Boshqirdiston, Tatarstonni tarixini bilgan kishi kerak bizga. Который не продаст свою родину гондонскую, блядь, как вот сейчас продают, блядь. Минихана, блядь, Хабиров. Все просрали. Вдобавок где-то что-то ВКонтакте читал, блядь, продают даже какую-то хуйню, блядь, теплицы, блядь, я не понял, блядь. В каком-то районе, блядь, я не знаю, какой-то что-то уже продают, блядь. Все продают, все продают, блядь. Последние трусы скоро будете продавать, нахуй. Кишельян. Потом вы говорите, Башкортстанда bütünüsü biz хуja тугул бит. Ermeniler хуja, еще әллә кемләр атак-сатак bütünüsü хуja. Конечно, хуja. Потому что siz күтәрелмисез. Sizni, блядь, ничек күтегезгә тибеп торгызырга, что ли? Я не знаю. Мин бер үзем. Мин сезне бастыра алмыйм, блядь. Оңгыраларны, блядь. Потом нәрсә сүгәсең дип язалар миңа, сүкмисең. Сиңа яхшы сөйләсәң дә куттагын башыңа керми, блядь. Яман сөйләсәң дә керми, блядь. Дегроды ёбаные, блядь. Что с вами? Как вы с вами общаться, нахуй? С вами невозможно, блядь, нахуй, без рамсов, блядь, общаться. Только мына шулай гына, мына шундый сыныпка сіз даете әзгенә, блядь, мне комментарии. И то, блядь, нахуй, қызғанып, блядь. Даже, блядь, подписаться и, блядь, репостнуть не можете, нахуй. Что Башкортостан ішіне кірсін халыққа. Может, те, которые меня смотрят, может, они, блядь, манкурты. А внутри, может, нормальные есть. Не манкурты, которые хотят видеть какого-то сдвига. В конце концов, какого-то лидера надо вытащить. Ал сыны, блядь, утырганына шотланып йөрисез. Еще 80 кешене утырталар бит инде, она меня телеграмга постоянно скидывают этот әйбәт кешеләр. Что мана утырткан, блядь, 80 кеше утыра. В тот раз уже говорил, блядь, 80 семья. Бір ауыл утыра. Бір ауылны мужикларын тыгып койдылар. Чтобы, блядь, хатынын башкасы 80 аны килеп. Допустим, узкожопыйлар. 4 ел, 5 ел, блядь, хатыны көткә тиеш потом инде ана, әйме? Балалары үсеп бетә, 10 яшьлек балалары була. Если не старше. Заебись дөнья. Башкорт белән татар нихуя үлергә курка, понимаешь ли? Чыгып Москвага барырга үлергә курка, а Украинага барырга үлергә куркмый, блядь. Это мына мин белмим, мына шул маразм, блядь. Мына шул маразмны как вам, блядь, излечить? Из-за этого уже я не знаю, сколько вот этого я твержу, постоянно говорю. Но именно яшьләргә дип мин әйткәнем юк әле. Бөтен халыкка әйтәм. И вот на днях впервые понял, после того, что в школах издевки идут, там издевки, везде издевки. И тут получается манашунды хәл. Не говоря то, что школда, блядь, агрессивные дети друг друга, блядь, дерутся, избивают, блядь, это на камеру снимают, блядь.
Потом это выкладывают везде, блядь. Потом кого-то зовут, того зовут, этого зовут, блядь. То же самое, блядь, этот Узбекистан, да. Наехали на какую-то узкожопую. Тут нахуй еще пиздит это Захарова уже. Типа русских бьют там нахуй. Пиздец в Узбекистане. Не то что бить нахуй. Кутана типа жибарега керек нахуй. Мәскәүгә кайсын, блядь. Шулай Башкортстан белән Татарстанда булырга тиеш. Ну и это тоже на миллион один раз. Это нечаянно, блядь, кто-то попал, блядь, под эту тему. А такой хуйни в Узбекистане вряд ли когда-нибудь будет. Это тоже больно милосердные, блядь. Үзләре аңламый, что башына утырды уже ураз, блядь. Башына утырып тышты бит инде. Но не могут понять. Доброта, блядь. Минем үзбәкләрем добрыйлар. Татар белән башкорт андый түгел, блядь. Үзбәкләр добрый. Шуларга әйтәсе килә, что, блядь, нахрен урысларны көне кыскарды. Но сіз не ждите, когда это все закончится. Или там, как говорят, Украина за вас победит. Нихуя за нас никто не будет делать. Понимаете? Как одни, блядь, за Турцияга ябышкан, кимдир, блядь, Украинга ябышкан. Блядь, не легче ли, блядь, башкорт белән татарны үзен уятырга, блядь? Не легче ли, а? Зачем опираться на кого-то, блядь? Это же идиотизм. Зачем мы должны, блядь, унижениями, блядь, нахуй, опираться? Просить, вот, Куртросус, блядь, Зеленский киткен, блядь, как говорится, юриманда, нахуй, люлига укшап. Блядь, то там попрошайничать, тут попрошайничать. Как этот, как его обозвали, торговец, блядь, купи-продай. Ну, блядь. Почему? Потому что, наверное, ул теге яхуд, еврей бора инде үзенең еврейларына попрошайничать, как будто бы, на публику. Но без бит еврей түгел. Без башкорт, татар. Без нахуй, горурлыгыбыз, блядь, безне вообще, что ли, уже юк, что ли? Яшьләрдә да, картларда да и все, у всех, блин. Которые начинают мне, без башкортлар, татарлар берсе бүгенме, кичәме язып җибәргән, туганлар урыслар белән дип язып җибәргән. Туганлар икән. Охренеть. Ну, базара нет, если у тебя есть какая-то кровь русская там, или ты, блядь, вот этот шуханганлар, блядь, как Татарстанда, блядь, хуй с вами, блядь. Как они сами говорят, олар әзгенә проценткана. Ну, их куттагым аларга, блядь. Но, блядь, Башкортстанда, Татарстанда ондыйлар юк. Шуханганлар. Которые, блядь, имеется в виду, урыс каны бар. Ондыйлар, блядь, надеюсь, юк. Бөтенесендә урыс юк та инде. Даже болса да, ну, сен бит татар, сен бит башкорт, сен үзеңә тырышырга тиешсең, блядь. И когда сезне мәктәпләрне ябып ташладылар, ЕГЭ заставляют, блядь, на русском, все на русском, история на русском, блядь, физика, геометрия. Блядь, чего вы ждете, я не могу понять. Ладно, мин, блядь, Узбекистаннан келген. Но сіз, блядь, шунда коренные, блядь. Кореннойлар нихуя не могут сделать, блядь. Еще тут мне один комментатор демагогию разводит, потом почитаем. Пиздец он там развел. Все упирает по каким-то силам, блядь. Какие силы? Алладан гына сорарга кирәк. Какие-то у него силы, блядь, у него какие-то... Он, блядь, из Луны как будто упал, блядь. Мне космические темы рассказывает мне, блядь. Какой-то психолог, наверное, баттаги. Психологические атаки, вот эту вся хуйню вы делаете этим манкуртам, многобожникам, вот им. Бездә Алла бар бездә. Без Аллага гына таянабыз. Плохо становится, намаз укып алабыз, дуа кылабыз, Алладан сорыйбыз, тынычланабыз. Без бит сорамыйбыз малдан, сыердан, блядь, айдан, нәрсәләрдер, блядь. Мы же не многобожники, мы же не долбоебы. Я их долбоебами люблю называть, блядь. Которые, блядь, придумали себе богов, блядь. Где стоит, когда стоит тут я, истина. Шунарга башкорт белән татарны болезненно в том,
особенно яшьларында, это, блядь, тусоваться с узкожопами и выглядеть как они. Ваша, блядь, вот этот эшегиздagi маразм до такой степени копировать любит, блядь, урысны кыланганларын, и вы думаете, это классно. Ни хрена не классно. Bu классно түгел. Классно деп бетебетіне урыс тілін дотладық бетенді. Урыс тіліндегіне сөйлешеміз. Татар тілін білмейбіз, башқұрт тілін білмейбіз. Понимаете? Ондай нәрсе жоқ. Өзбекстанда ондай нәрсе жоқ. Har bir o'zbekni men могу сказать, что ол o'zbek o'zini tilin biladi. Нет ондай o'zbek, что o'zini tilin bilmaydi. Это уму непостижимо. Уму непостижимо. Если брать пример, mana ulardan пример надо брать. Til masalasida. Qozog'istonda da shulay yo'q. Но qaysidir shasi bizga yoqin bo'lg'ach, yuqqan ularga da zarazi, bizdan zarazi o'tgan ularga da. O'zbekiston, Qozog'istonni ko'rishi bo'lg'ach, ularda yo'q onday zarazi. Потому что qozoqda, o'zbekda o'zini tilida so'zlashadilar orasida. Bizda bizni bit oramizni quvondik koridorini kesdilar, o'rislarni tiqdilar. Bizda da shu munosabati biz balkim bo'lar, но o'ris tig'ilg'ach biz yo'g'oldik. Shu aytirib Rossiyani kutuna kirganlar biz. No. O'zbekistonda da ham Aziyada da болезнь bor, что ularni boshliqlarida гниль идет, как рыба гниет, deyaladi. Но ularda только boshig'ina gniет, osti не gniет. Bizda boshida shirigan, dumida, блядь, xvostida shirigan, блядь. Quyrug'ida shirigan. Butunay birimiz shirigan bizni. Потому что biz Rossiyani eshidan chiqib keta olmaymiz никак. Потому что вы каждый o'zini yurganini tortadi. Birisi urus bilan yashayim deya, birisi urus bilan yashamayim deya, потом через какое-то время, блядь, Alsинov kabi ekstremistga aylanamiz biz. Понимаете? Которые просто хотят, чтобы у нас не было узкого мира. И враги народа. А русский мир своей ебучей общиной, блядь, может везде тусоваться. Везде. Бірісі шуларға қарсы шықмай. Ну, sizga миллион причин aytdim. Так, русский мир, русская община причина раз, Куштау артынан yürüge kerakmay tog' boshында, блядь. Потом нацизм 2, потом maktablar butun narsa o'ris tili 3, masjidlarni yondiralar 4. Sizga еще неча повод kerak, чтобы вы восстали, блядь. Салават Юлаевga bir nenida повод kerakmay bo'lgan. Потому что урыс kirgan bizni, блядь, границаларga kirgan уже. И ул quturgan. Потому что ул o'zini boshqirtlig'in isbot etgan. Siz, блядь, нахуй, урыс bilan quchoqlashasiz, boshqirtlar Totarida shulay, shu qilasiz, siginasiz, блядь, ishlaysiz, блядь. И после этого вы еще, блядь, орете среднеазиатларга, что они чурки, блядь. Хуттагым, siz narsa, узкоглазые, блядь, нахуй, одни лупоглазые, блядь, нахуй, светловолосые блондинки, блядь. Siz narsa. Думаете, не чурки, что ли? Шундук чурки, блядь. Чуть-чуть просто веет от вас это узкожопостью. А так шундук чуркасыз, блядь. Кузыгizda qisiq, блядь. Tiligizda хуй поймешь. Урыс tili tugul. Башкирт, татар tili. Не так ли? Если уж на то пошло, блядь. Ну никак вы не вписываетесь в этот контингент, блядь, узкожопы. Вы же не финно-угры, блядь. Поэтому, когда вы начинаете что-то бурагозить, блядь, Азияга, блядь, и так далее, o'zingizni esga oling'iz boshda. Что вы не с узкожопами. Sizni tubigiz baribir связан Азия bilan. Особенно boshqirtniki.
Когда вы называете свои имена Лариса, Светлана, Ирина. Пиздец, блядь, имена, блядь. Охуеть можно, блядь. Yoshlarga kelganda endi tog'in. Yoshlarni eng zo'r bir problemasi bu eshuv. Eshib tamaki tortib mana shu yurugingiz приводит к тому, что вас не нужно даже, блядь, нахуй обрусевать. Вы сами по себе уже обрусевшие. Вас не нужно даже заставлять это делать. Siz уже урыслар. Теперь наша задача переделать вас обратно башкирт bilan татарга. Вот самая глобальная проблема. Sizni как переделать, блядь, долбоебов, которые, блядь, возомнили себя узкожопами. Родился сам башкиртом, татаром, а он, блядь, сука, узкожопый. Ну, ничектор sizni надо переделывать. Или мочить нахуй всех. Потому что, блядь, только могила вас будет исправлять. Потому что bizga onday qutaq boshlar keragi yo'q. Или Курга нахуй, Москве. Как Украина захватит Москву, вот туда мы вас на каторгу отправим. Манкурты нахуй нам не нужны, блядь. Конечно, Руслан Габасовы, Рафис Кашаповы скажут, не-не-не, мы не должны так делать. Дьяволар, сразу. Но в то же время, нахуй, олар үзләре, блядь, утырган агашка болта шаба потом. Почему? Потому что, блядь, нахуй, они сами не знают, что творят, блядь. Опираясь, блядь, туда, этим пантологиям, этим, блядь, демагогиям, всяким хуйню, муйню, блядь, пособирают, блядь. И цель у них какая? Ну, отойти от империи. Ну, окей, ладно, отошли от империи. Потом что? Ну, начинают строить. С кем строить? С кем строить? С кем строить? Только самим можно строить. Ни с кем. Ни с кем, блядь. Ни с Турцией, блядь, нахуй. Ни хуюрцией, блядь. Ни с кем не надо строить. Строить надо үзебезнекен, үзебезге. Беркем безге керек түгел. Потом мы можем дальше просто сотрудничать. С кем-то близко, допустим, Казахстан, блин, Узбекистан, блин, Кыргызстан, блин, Таджикистан, блин, очень близко. А с другими дистанцию соблюдать будем. Примерно шулай. А если вы думаете, что, блин, молодежь, которая сейчас сдохнет, потом, блядь, я не знаю, кто, блядь, нахуй Башкортостан, блядь, Татарстана заселять будет, блядь. Я не могу понять, эти пустые земли, кому нахуй они нужны, блядь? О, блядь, Башкортстанның северінен оқырамыз ба Куандыкский коридорға. Сәлем, сен қайда деп, әйме, блядь. Кіші yok, блядь. Хайван тула бізге. Потом будем точно, блядь, нахуй, как в этом, блядь, древнем мире будем жить, блядь. Охотиться, нахуй, на животных, блядь. Животные на нас, блядь. Вот так будет у нас. Потому что людей не хватать будет. Так и так уже передохли, блядь, все. Только один способ есть, блядь. Придумали они, нахуй, размножение, блядь, со школы, блядь, с 18 лет, нахуй, чуть ли, нахуй, до 11 класса трахаться нужно уже, рожать надо, блядь, в школе уже. Охуенно, блядь. Вам учат, блядь, узкий мир, блядь, мусульманам такую жизнь. Поэтому только bir gina способ. Mustaqil bo'lg'achgina O'zbekiston, Qozog'iston kebek, Кыргызстан кебек без көбәйергә может без. Когда мы сами спокойно начнем жить, никто нас нахуй туда-сюда в убийство не будет таскать. Умирать, ездить не будем никуда за кого-то. Воевать не будем ни с кем, надеюсь. Вот шунда гына можно тынычлык табарга. А не слушать какие-то Яшкин Кута, который, блядь, нахуй говорит, что как мы будем делить атомную бомбу, блядь. Атомную бомбу не то, что делить будем, нахуй. Москвага кутак береміз оларға. Майға бутап.
А все атомные нахрен, всю военную хрень, как они демилитаризацию хотели сделать в Украине, мы сделаем для них эту демилитаризацию. Мы уничтожим ихнюю армию, и у нас только будет все армия, все вооруженные вещи поделим во всех регионах. Допустим, сколько там, 50 регионов, или 180 регионов, или сколько наберется. Сколько наций, столько регионов, да, допустим. Может быть такого. Регионов, допустим, 20-30 у нас будет. 20-30 регионов, поделили это все, это барахло, вот это железяки. Все, разошлись. У каждого по 5 штук, допустим, БМП, по 5 штук, нахуй, атомной бомбы, и все, разошлись нахуй. Никто мозги не ебет никому. Поделили. А у остальных полностью оставить только в лаптях. Потому что они так и так, блядь, в лаптях останутся. Украина все заберет, блядь, под себя. И все, на этом конец. Не нужно нахуй тут строить, блядь, какую-то хрень, то что Яшкин Кута кто-то будет слушать, блядь. Понимаете? Это, ладно, это моими тупыми мозгами это доносить пытаюсь, блядь, людям. Но, блядь, укыган кишилер бар бит. Коясыз, 100 мәртә айтам, блядь, коясыз, давайте кушалык. Будем уже более, блядь, правильно это все доносить людям. Давайте собираться, давайте сделаем армию свою. Чтобы Башкортстан менен Татарстанды жеңип алырга, үзебезгә алып алырга, понимаете? Урыстан тартып алырга. Biz tursak bütün region tura, понимаете? Kütüp кенә торалар безне туруыбызны, сез шуны аңламыйсыз. Авызы ачып торалар bütün region безне туруыбызга. А һәрбер регион, наверное, айта, без турсак алар тора дия. Юк, именно без турсак алар тора. Сез аңламыйсыз, біз уртада. Біз уртада Рәсәйне сындыргач кына bütün башкалар тора. Аңламыйсыз шуны, сез. Үзәге без, үзәк. Biz Рәсәйне үзәгендә. Үзәкне генә сындыргач кабыргасына. Үзәк сынгач. Шите, тышы сынгач бер нәрсә булмый. Үзәк кабыргада, үзәге позвоночник сынгач кына bütün нәрсә тарала. Эшләми башлый. Шуның өчен үзәкне сындырырга кирәк безгә. Үзәгендә без. Хоть налево пойди, хоть направо, центр без, блядь. Шунарга безгә ничек булса да, блядь, басырга кирәк. Яшьләргә 30-дан 50-гә атлы мужиклар булса, чыгыгыз нахуй, заебали уже дома сидеть, блядь. Как мне написал кто-то, хатын итәгенә артына качып утырасыңмы дигән миңа. Монда минем хатыным юк, итәк тә юк монда. Мин бер үзем. Килегез, кунакка көтүп калам. Итәк юк монда. Итәк ул сездә. Сез өйдә утырасыз Башкортстанда, Татарстанда. Кутак чәйнәп. И пиздите на меня еще. Мен уже Рәсәйгә кутак куеп чыгып киткән 2 ел уже булды бит инде. 24 сентябрьдә. 2 ел булды уже. 2 ел нахуй. Мен дөресен әйтсәм, блядь, Башкортстанда күп яшәмәгәнмен дә, блядь. 2 ел армиядә булдым. 2 ел монда хәзер. Пиздец нахуй. Мен баш кирәк. Күтәрергә тиеш. Пиздец засели нахуй. Прилипли, блядь, как будто вы намазали в задницу вам, блядь. Не можете встать, блядь. Только, блядь, нахуй экология наулила, асфальт, блядь. Куштау, хуяу, блядь. Бүтінісі утырғаны аңламайлар. Вы за что сидите, вы понимаете, нет? Что, куштау это терроризм? Это не терроризм, а людоизм. Над вами, блядь, изгаляются как могут, блядь. Доеды эти, блядь, сверху. Путинисты, Хабировы, Минихановы. А сіз аңламайсыз. Сіз, блядь, экологический кішілерсіз, блядь. А мында, блядь, кішіні сіккенде уянырға керек. Yok, олар, блядь, экологияны, блядь, қойғыртып жүрілер. Меңе нахуй керек ол экология, блядь. Нормально трезвый кіші шулай дейірге тиіш. Менің халқым утыра. Менің Алсыновым утыра. Менің башқұртым утыра. Ни за что. Это то же самое, блядь. Салават Юлаевка, мына якында нәрсәкәй булган, нәрсәдер инде. Толком укымадым, но нәрсәдер булган инде. Короче, поминки, ну, типа, споntание какие-то. То ли утырганмы, үлгәнме, нәрсә. Короче,
224 yil bo'lganmi, narsa bo'lgan, так и не понял. Ну, итог в чем? Оны да ведь, mana tutib zindonga tiqqanlar, и никто не пошел. Получается, все повторяется. Алсынова посадили, 8 человек посадили, все, никто не встал. Все, испугали, что ли, вас всех? Все, пиздец, обосрались. Ну, так не бывает. Kimnidir o'tirtalar, kimnidir o'la. Выход yo'q, ikkisi betenda o'lgan уже. Ни за что, o'lgan bitta. Почему мы не можем ответить? Menim qortatayimni boshin, tashlab, meni qortatayimni bolta bilan o'tirganlar. Meni qortatayimni. Nanamni atisin, boshqirtni, starli boshda. Потом он улы, qaysidir bir улы. U dushmanini tutib, тоже ona boshini olgan qilish bilan. Я уже где-то рассказывал про это. Meni tug'anlarimda shunday hal bo'lgan. Bu maqtanuv tugul. Это пример тому, что каждый раньше был в ответе за своего отца. А мы? Bizni bit, блядь, xotinimizni da onada sigib ketsalar, biz ничего не можем сделать, блядь. Shunday mingirov deganday ong'ira kabi bo'lib qolganmiz biz. Который просто, да, блядь, нас там, блядь, что-то помяли. Ну, а что, выйдешь, засунут, блядь. Нахуй выходить, да? Мы примерно, mana shunday, блядь, лозунг, блядь, яшlaysiz, блядь. Нахуя, Алсыну посадили, нахуй, я сейчас выйду, тоже меня посадят. Пизду, я съебусь лучше. Mana, вот, олай bo'lmay, блядь. Олай bo'lmay, каждый, если будет съебываться, каждый не будет отвечать, блядь, за друг друга, блядь, урыслар будут править миром, блядь. Как говорится, править балом. Вот в чем прикол, блядь. Sizga, блядь, yoshlarga nindi tilda so'lashirga, блядь. Могу и по вашему сленгу попиздеть, блядь. По молодежному, нахуй. Погутарим, блядь. Но bor bir-ikki kishilar menga yozdi, degan narsaga angama tutib turamiz endi. Rahmat ularga. Но biz biz. Я за них тоже отвечу и за себя. Biz Urusqa qarshi примерно хотя бы aytib turam bit endi. 1000 kishidan ortiq bo'larga tegish kishi. Нормальный 1000 kishidan ortiq mujik bo'larga tegish. Которые реально могут взять qo'lina qilich, avtomat, хоть narsa, блядь, нахуй. Хоть narsa. Sanak bo'lsa da, блядь, lopata, sanak, хоть narsa. Bolta. На сухой конец, блядь. Ну, надо что-то делать, блядь. Ну, таким образом, блядь, вот им. Макаром, блядь, типа моя хата с краю, и мы не можем, мы слабые, мы ослабли, блядь. Нихуя. Мы не слабые. И никто нас не ослаблял, блядь. Вы просто спите, блядь. Biz слабый туголь, патагилар. Kunda sportga yurasiz, fitness-klubga yurasiz. Нихуя вы не слабые, блядь. Бухаете до усрачки. Потом дальше идете eshak kabi ishlarga 24 soat, блядь. И чё? Sibirga borib ishlaysiz. Если можно, блядь, bizni Boshqirdistonda butun oltin, butun ayber bizni Boshqirdistonda bor, блядь. Bir qo'ya ketmasdan ishlarga можно, блядь. Наоборот, bizga kelib ishlaylar kerak bo'lsa. Даже Европадан kelib ishlarga mogutlar. Если мы это организуем для них, площадку. Но вы ищете легкие пути. Легкие пути юг. Салам, Зенляк, ты анти-манкурт. Ну, мен анти, не анти, но мен просто, блясма, хочу, блядь, нахуй донести boshqir bilan totarga, что biz hali bor. Biz hali bormiz, понимаете? Biz bor, biz yo'q tugul hali bor. Но потом, чтобы biz yo'q bo'lmas uchun
Хазыр кыланырга керек. Хазыр турга керек, блядь. А не муму ебать. И ждать, блядь, нахуй. Когда же, блядь, что-то случится, как мне сегодня один демагога разводит, Аллах Таалям нәрсә десе, шу була. Ае. Я всегда говорю, таваккал Аллах. Таваккал Аллах кылып кына эшлибез бүтүн әйберне. Я что, против Аллаха ничего не имею. Но именно харакат кылганда гана Аллах Таалам безгә ondan da якын була. Чөнки ул безгә шул вакытта бәрәкәт бирә. Ну, харакатны кылырга кирәк. Үзебезне пользага, а не дошман пользасына. Украинга бару, ул дошман пользасына харакат булган була. Украинда барып үлеп китү безнең халык югалган дигән ул. Как только что услышал, один долбоеб выпустил такую херню, типа этот. Мужам, блядь, мужикам надо отдавать детей. Что-то такое, сыновей, чтобы мямли не вырастали. Такую херню хотят вытащить, блядь. Получается, такую хуйню, каждый раз какую-то херню начинает придумывать, но интересно что, знаете тут? Интересно то, что урыслар бізге мусульманларға пытаются научить, как мужикам делать мужчин. Охуеть. Понимаете смысл? Біз, мусульманлар, оларға дәріс берер урынына, олар бізге дәріс берге ули, блядь. Ни хрена себе, блядь. Это до чего мы докатились, блядь, башкорт, блядь, татар. Вот этот момент я что-то не понял, блядь. Без, что, блядь, до такой степени уже опустились, что ли, блядь, что мы не можем ничего собраться? Ну это, блядь, надо прекращать. Что бы, если мы, допустим, тоже опять один пример, если мы будем, блядь, потыкать желанием этих узкожопых, блядь, тогда получается, блядь, детей, блядь, нахуй они будут, получается, мужики воспитывать, это, все, вот это так. Бүтін наверное, бізге нәрсеге етіп қоялар да, но оставят один там, блядь, косяк, блядь. То, что, блядь, когда нас будут отправлять, хоть ты будешь сына воспитывать, хоть мать, разницы нету. Но умирать-то будем мы, значит, бола, кола детдомда. Если, блядь, отец будет воспитывать этого сына, что думаете, этот отец не пойдет на войну? Хуй-то там. Получается, мужик, если идет, сын-то на его шее, он что, матери оставит? Ну да. У Каримова он дан. Родом, чтобы вы понимали, блядь. Родом с Узбекистана человек пытается поднять башкорт-татарно, блядь. Уму непостижимо, да ведь, блядь? А почему я это делаю? Потому что минем қанда башкорт белән татар қаны бар. И тут пример. У Каримова 10 тысяч армия была своя, блядь, собственная, которая охраняла его, и все поголовно, говорят, были дедомовские, которым похую мороз было. Это головорезы, блядь, пиздец. Через нее никто не мог пройти. Им потому что похую умрет, у него нету, никто не будет за ним плакать. Это люди, которые чисто роботы, блядь, воспитанные. Осознав, блядь, вот эту всю хуйню, когда-то я говорил, что Каримова учитель кто? Никто. А вот Путина учитель это Каримов. Понимаете смысл? Это диктатор номер один нахуй. Блядь, в СССР это, блядь, Каримов, Эмомали Рахмон, блядь, еще Гондон один сидит там. И другие мелочевки. Итог какой? Каримов нахуй стоит нахуй статуей нахуй в этом Москве. Потому что он учитель нахуй Путина. Путин хороший ученик.
дальше ебет весь мир нахуй. В том числе и узбеков. Только чуть-чуть в другом эквиваленте узбеков. Только чуть-чуть в другом эквиваленте нахуй. Дворы подметают они. Тем самым нахуй унижает их он. Но они это гордо говорят, это наша работа, мы кормим семью. Прикинь, пиздец даже. Им даже не стыдно, блядь. Ну, хер с ним. Как говорится, у каждого своя правда. Шуларга айтам, что башкирт белян татарга, чтобы отчехлиться, блядь, выйти из этого положения, только один выход. Собраться за границей всем, поговорить, посидеть, подумать, где возьмем, блядь, оружие, и зайти обратно в Башкортостанга. Тиз орада, не надо, блядь, сидеть, мусолиться нахуй, как вот эти Рафисты Кашаповы, ждать, блядь, когда же пернет там Эрдоган. А он пернул уже, блядь, против, блядь, Палестины. До сих пор нихуя нет. А я вам говорил уже несколько месяцев назад, лето еще было. Эрдоган тұрды деп айттым мен сізге, подъебал еще. Сарказм был мой такой. Yok, тұрмады. Қыш кірә уже. Палестин үлә, Эрдоган урнында утыра. Бір кім шыққаны yok, Яхудқа қарсы. Так что, башкиртные татар, которые пиздят меня нахуй, не нужно нахуй здесь бурагозить, блядь, насчет Эрдогана. Особенно эти, как мне кто-то сказал, татаристы, блядь, сраные нахуй. Казанские, этот, блядь, нижний, блядь, кояли, блядь, сука, исемнер, блядь, набережные Челны, блядь. Челны, блядь, эти, блядь. Яршалла, блядь, баттаги. Вот, это вся шушера ебаная, нахуй, которая пытается, нахуй, через Турцию, блядь, взять Татарстан против Путина. Смешно, блядь, нахуй. Смешно, блядь. Сен өзіңні халқыңны тұрғыз, блядь. Этсеккен Турцияға ябышмастан. Заебали эти марионетки, сука, блядь. Живы. Так что нихуя ничего не ждите. Вот так вам, блядь, тупорылым, который татаристам, сраным. Мен, блядь, в последнее время яман көре башладым, что татарларны, блядь. Гандоны, блядь, винегрет сраный. Башкортостандағы татарлар ондай түгіл, нахуй. Ондайсы болса күтіне тебеміз, нахуй, что Татарстана кіріп кетсін, нахуй. Тварь ебаная. Подобие Рафиса Кашаповых, нахуй, гнит. Или Иршата Хабиб. В Нью-Йорке сидит еще один ублюдок. Ондайлар бізге нахуй дус болмай никогда, блядь. Это те же контрабандисты подобие Каримова, нахуй. Диктаторы сраные. Старики-разбойники, блядь. Бізге құттаққа да керекмей оларына доктринасы. С Турции, блядь. Құттағыма қойып қойғанмын Турциясында, Айзерында и мына шу татаристларына, блядь. Всякие ебланисты, нахуй, бізге дус болмай, нахуй. Была ол, была. Татарстанны может вытащить они то, все, блядь. Но будете рабами ихними, нахуй. Получается, урыс раба, потом, блядь, турк, блядь, татар раба была, диктатура. Вы думаете, что, цивилизацией будете жить? Хуй, блядь. Цивилизация будет только тогда, когда, нахуй, Татарстан, блядь, Башкортостан вместе атакуют Москву. Вместе, без всяких, нахуй, помощников, блядь. Мына шунда гана можно сыгып чыгарга урысны. Шунда гана будет мордобой, шунда гана будет, блядь, конкретная стоп-игра, блядь. А до этого, вы просто, нахуй, будете пешки в большой игре, где хотят просто командовать эти старики, блядь, разбойники, поставив своих, блядь, пешек, нахуй, и сидеть, нахуй, в Англии, нахуй, и рулить всем парадом, блядь, который будет проходить Татарстан, Башкортостанда. Кровопролитные бои, блядь. Ну, конечно, Руслан Габасов, это без крови хотелось бы взять, где? Сказочники, блядь. Все сказочники Карлсона, блядь, понаехали тут, блядь. Без вертолета своего, блядь. Пропеллеры, блядь. Поэтому только башкирт bilan татар o'zigina uyanmasa, нахуй, bizga bir kim yordam bermayashaq. Берега могут, когда? Когда у нас будет отряд, конкретный отряд, который, блядь, будет, нахуй, уже донатиться обычным народом.
обычный народ будет донатить нас. Нам не нужны нахуй огромные нахуй, блядь, турецкие нахуй, еще чьи-то нахуй поддержки. Нам нахуй они нужны, блядь. Потому что нахуй бізге Москваны сігіп шығарған нахуй. Әллә нәрсе керек ми мында? Мында просто халық қана керек. Халық керек, который просто тупо пойдет, блядь, на все, чтобы просто взять Москву. А юлда бізде құралы да бар. Башқұртстанда да, Татарстанда да, блядь, бүтін әйбір бар, блядь, қолда. Bütün zavodlar bizde, блядь. Bütün эйбір bizde шыға, блядь, нахуй. Те же дроны, блядь. Все выходит, блядь, Татарстанда, Башкортостанда, блядь, все готовится, блядь. Поэтому нам не надо искать где-то оружие, блядь. Оружие внутри. Нам только люди нужны, которые возьмут эти руки, эти оружия и пойдут, нахуй, мочить устошопок. Сперва зачистить надо Башкортостан от Татарстана, а потом дальше уже идти. Попутно, блядь, подключится нам. И марийцы выйдут, и чуваши выйдут. Всех возьмем по дороге. Пойдем на Москву. Да все за нами пойдут. Буряты, Саха, бүтінісі ортта күтіп тұра бізні. Понимаете, когда мы встанем. Мен мұны яшьләргә айтам, 30-дан 50-ге хәтле болған яшьләргә айтам мен мұны. Монқаларға айтмайм. 30-га хәтле монқалар керек жоқ бізге. Потому что им надо жениться, семью строить. А нам уже поебать. Шунарға ульсәк та, зато, блядь, мы на истине умрем. И Аллах Таалям бізге, Аллах берса, даст, как говорится, джаннат. Вот этот будет конкретная, как говорится, та историческая война, которая даст, как говорится, опор этому узкому миру раз и навсегда. И никогда больше никакие союзы, нахуй, хуюзы, блядь, СССР не надо делать, блядь. Коммунисты, контрабандисты бізге керек ми. Только мустақил Башқұртстан мен Татарстан ғана бүтін әйберге может претендовать. И дружить с Америкой, и дружить теми же чертовыми нахуй, если на то пошло, и с яхудами нахуй. Похую, блядь. Любыми мы можем дружить, потому что у нас не будет нахуй сверху босса. Хужа болмай үстібізді. Мы сіге тұрған. Дай, деп тұра тұрған, блядь. Ош, блядь. Аждаха. А после этого всего у нас будет и школы. Бүтін әйбір біздікі была уже. Қазақстан, блин, чигарялар болмай, как постоянно повторяюсь. Также со всеми. Как кто-то, помню, в комментариях сказал, что Кыргызстан, блин, Узбекистанда да граница битин, да, имя? Граница. Мына, көрәсізмі? Урыслар докатились до того момента, что онда да границалар битин бізде бар, блядь. Пиздец онда зур граница битин, да, имя? Особенно Дусликта. Вот там прям как будто, я не знаю, блядь, там как будто, блядь, кыргызлар захватят Узбекистан, блядь. Охуел я там, когда увидел, блядь. Раньше такого не было, блядь. Понастроили, блядь, хашарат, блядь, онда, блядь. Как будто, блядь, я не знаю, блядь, сука, Самарканд, блядь, устроили там. Нахуя? Нахуя? Күршілер білән, блядь, наоборот, болған кіші, ондай, блядь, хашаратлы нәрселер құрмай, блядь, нахуй. Оқша бітіріп, блядь. Шуларға мен тірі болсам, доживем до этого момента, Қазақстан білән Башқұртстанны бір неден нахуй растрат итерге түгіл, бір не колючка проволока даже болмай, блядь. Мен шуны алып баруға тиіс болам мен. Мына шу юлы алып барсақ, Алла берса, жеңіп шықсақ урысны, бізде шекара болмай Қазақстан білән. И это будет огромным примером всем другим республикам открыть эти зоны препятствия. Чтобы киши отошел от этого закона узкого мира, разделяй и властвуй. Нихуя. Только қияғазда была, мына картада была, мында бір пұшмағым қазақныкі, бірісі башқұртныкі, мына все бітті. Онда ора бізде бір кім болмай, урыс болмай, онда само собой. Все, қияғазда ғана, а клетка қойып, блядь, КПП қойып, блядь, нахуй, онда солдат отыртып, ол іш түгіл бұл. Бұл дуслық түгіл бұл.
Опять шулук диктатура. Та же система военная, ФСБшная. То же самое будет, блядь. Шпионы, хуёны, блядь. Да мы у друг друга шпионить, даже смысла не должно быть, нахуй. Чё шпионить, блядь? Козакта да шул эпей, минда да шул эпей. Онарда да шул итек, минда да шул итек. Онда да от, минда да от. Если добавить этим долбоебам, которые за природу еще рубятся, подавно. Сколько нәрсәкәй хайванлар, жәнлекләр, нәрсәкәй тегеннән үтәлми, моннан керәлми. Туда-сюда они должны ходить. Они ходили до нас туда-сюда. А вы, твари, позакрывали между собой все из-за русского мира. Вся земля была этих динозавров и так далее. У них не было нахуй препятствий. Это мы сделали, блядь, позакрывали. Нихуя не могут пройти, блядь. И вот примерно, если, как говорится, шундуюк тема, что и киши белән дә. И всегда болса, Мирзияев Кильгаш, это после долбоева Каримова, открыл границы с Таджикистаном. Сколько было, если видели эти видосы, плакали все, радовались. Таджики радовались, что узбеки им добро дали. Таджики, не узбеки. Таджики радовались, потому что узбек ёбканана, блядь, сука. А не таджик. И таджики радовались, что они смогли пройти туда к родственникам своим, блядь. Но это не говорит, что Мирзияева надо любить. Это просто, как говорится, кузбоя мачелик. Где-то он открывает, а где-то гайки закручивает. Им тоже не надо расслабляться. Вся красота все равно узкожоповские нахуй рабы. Верхушка вся. Не нужен тут нахуй блядь, хороший президент. Нихуя. И также у нас то же самое. Нам каждые 3 года надо менять. Этот, блядь, вроде бы уже дохуя сидит, блядь. Каримов качан өліп кетті, блядь. Этот долбень уже 2-й раз вроде баллотировался, блядь. Сколько он уже сидит, сука. Никак не может, блядь, отсидеться. Гнать шею нахуй его тоже, блядь. Менять другого ставить. Не таджика, а узбека ставить надо, блядь. Таджики, вон у себя нахуй в Таджикистане пусть сидят. И также Башкортостанда. Башкортостанда, да, блядь, нахуй. Татар, ради Хабиров, если он татар, это пиздец, нахуй. Это надо, блядь, раскусить его, блядь. Кто он же, блядь, на самом деле, блядь. Поэтому вот такой сыр-бор, блядь. Если Хабиров татар, сидят в тюрьме башкортлар. Понимаете, какой хуйня идет тут, блядь? И тут мне какие-то татаристы, нахуй, мне будут писать, что башкортлар былай, татарлар былай, нахуй. А, кстати, у башкорта язган что-то против татарлар. Ну, блядь, определитесь, блядь. Башкортостанда, что если нацизм будет идти, нахуй тогда, блядь. Строить, блядь, какую-то независимость, блядь. Вот этого не должно быть. Біздің душман только бір урыс болырға тиеш. Қалған милләткә тотынырға түгел. Қалған милләт онда чуаш, мары, мордва, хохол, башкалар дохуя. Только урысны күтенә тибергә керек. Почувствовали у них, что у них несет, блядь, нацизмом, блядь, имперским, блядь. Все, под зад, нахуй, московиту, нахуй. Туда гнать, нахуй. Или в ГУЛАГу нет, блядь. Куда-нибудь нахуй. В ссылку, блядь. В Сибирь, блядь. К этим якутам, блядь. Подарок, нахуй. Пусть олар сігіп, якутлар шында салқында тұтсынlar, блядь. Балық ашатып, блядь, только. Так. Сейчас комменты почитаем. Что-то много стало. А, Ника. Ника тут, да? Понятно. Украина. Салам алейкум. Так. Ну тут, короче, у вас, короче, тут, короче, ваш разговор, тут, салам алейкум, вот здесь было очень много. Так, Ильяс Ялзаманда, так, Башкортманда, сейчас почитаем, короче, много комментов, сейчас пройдемся.
Но kishi az o'tiradi. Munda da 4, munda da 6, munda da 2. Bugun juma и kishi az. Странно, удивительно. Плюс еще я рано начал и 10 часов вечера у Ники. Так, yok. Saat 1 tün уже. Башкортостанда. На том канале еврей. Вот. Салам туғандар. Бик ынык сөйләнәсең, монда охшамаган намаз укыганга син шума болотныйга охшагансың. Это Франция, в Узбекистане нужно открыть узбекскую общину. Так, в Узбекистане открыть узбекские общины против узкожопых, бля, будет идеально, идеально будет. Открывайте. Валейкум ассалам, башкорт. Так. Үзүндө курфет әле. Телеграмга языгыз. Сүйлөшөрбүз. Фидан, ты башкорт? Айе. Anladım. Fidan, ты за урусов, что ли? Юг. Еркүп кишес. Ну, шулай там инде? Так, там двое сидят на заборе. Понятно. Агай, бирай, 100 грамм тагып ату аузында табатак. Федя, блядь, мен нәрсеге ичмейм нахуй. Пойми. Сказал, 10 класс хватит, потом работать и рожать. Вот. Мана, айтам бит енді 10 классов хватит, блядь. Мен просто поражаюсь. Этого дерьма у нас хватает так и так. Без этих их сраных законов. Так и так там, блядь, в 11 лет, нахуй, рожали, блядь. Сколько сами видели, блядь. Блядь, в 11 лет рожают у нас, блядь. У них же, блядь, это нормально, блядь, нахуй. Пиздец, нахуй. Не только в Узбекистане, везде по всей Азии, также в нашей федерации нужны наши свои общины, ведь нас, кроме нас, никто не защитит. Шуны айтамын да, Уян, Башкортостан и Татарстан азаттык. Куштау был защищен на радость Москве. Так, не вижу, блин. Путин взял и соду 75% от прибыли берет Москва. Вот такой результат нашей беды. Да на Аллах надейся, но коня привяжи. Шуны айтам бит энди. Любой кипиш Башкортостанда, сода буламы, то буламы, любой, вот даже вот, ну, со школы даже проблемы, которые, да, ведь везде срано Бастрыкин лезет. Бастрыкин или кто там, блин, взял дело на рассмотрение. Бастрыкин взял дело на... Бля, каждую нахуй мелочь, если Москва будет брать, это что, это не звоночек, что, блядь, нахуй, Башкортостанда вообще юг хужалар, блядь. Как везде озвучивается, почему посадили Алсынова в Перми, других тоже в Оренбурге, Челябинске сажают всех. Потому что Башкортостанда боятся кипиша. Понимаете? Кипиша боятся, что Башкорт бар тура, а татар юклап ята. Потом еще гозит, блядь, подобие Рафиса Кашапова, то Татарстан вставал раньше, вставал. Где вставал раньше? Я раньше Татарстан вставал, я не видел. Вставал он или не вставал. Сейчас надо вставать, а не раньше. Исходя от этого, Татарстан вставал дегеш, я не в том смысле Татарстан должен вставать, а Башкортостандагы татарлар да босырга тийиш, башкорт баскач. Не пышагымдан нәрсе карап утырасыз, блядь. Татар этот башкортны изгәндә татарлар нәрсе карап утыра, блядь. И меня самое удивительное позор это минем ягым, блядь. Мин бит шул татар ягындан да инде. Шунага бит мин башкорт телен белмим. Мин татарча гына беләм. Получается, минем татар ягындан мин генә один выебываюсь, получается, блядь. Никто за мной не топит. Со мной не топит. С башкиртами не топит. Это получается, что я только, получается, пытаюсь соединить этот мост оборванный. Вот этого я не могу понять.
Ну да, meni qonimda bit boshqirt qoni bor. Balki shunarg'adir. А татарда башкирт қона bo'lmasada, что он не может, что ли, за башкирта врубиться? Вот этого я не могу понять. Когда вы шли в Чечню долбить всех, блядь, чеченцев, башкирт bilan татар birga borganlar. А narsaga hozir boshqirt bosh ko'targanda tatar turmay. Получается, блядь, sug'ushga borganda siz birga, а когда вам друг другу нужна помощь, вы не моя хата с краю. Это так получается, что ли? Вот этот момент я не могу понять. Это то же самое Узбекистан, да. Почему-то Андижан, Мином Андижаном, когда восстал в 2005 году, никто из других регионов не стал. Почему они сразу оптом не стали? Обвинили акромиляр, вахабиты, Хизбут Тахри, еще кто, Ишак, Ташмат, блядь, Равшан Джамшут. И всех ебанули, блядь. Потом поговорка пошла. Каримов просыпается и спрашивает: Андижан тинчме? Андижан спокойствие? Почему все не могут как один сразу, блядь, нахуй, как этот, как говорится, вирус, как басарга сразу. Вирус охватывает целиком тело. Также мы должны. Где-то поцарапались, значит, мы туда должны идти. Как где-то слушал какой-то этот интересный момент про кровь. Когда идет ну, разрез тела, начинает кровь течь, все вот эти в крови, я не знаю, как это называется, сейчас забыл, вот эти, так скажем, капилляры или как это все туда устремляется, икян, где течет кровь. И пытаются быстро это вместе, и, чтобы закрыть, чтобы не вытекало. Видите, а оно Аллахтарям бизга эштеган оно, чтобы они сразу начинают закрывать дорогу, что они вместе быстренько ну, вот, дают не течь. А безда ранили, получается, Баймак, никто не стал из Уфы, блядь. Понятно, приехали пару человек и все. И то, которые друзья, наверное, баймакских. Вот в чем наша проблема. Бардак в Дагестане, никто не встает. А, сами решат. Если мы вот эту херню осилим себе нафс свой, который нас загнал в страх, который диктует нам, блядь, наш нафс, это шайтан. Когда урада вахтанда, вот говорят, все врата закрываются, этот шайтанов, короче, все закрывается, джаханнам, эти на цепи сажаются, а потом вопрос кто-то задал. А еще остается кто-нибудь, шайтан? Да, остается. Твой нафс 30 дней, 24 часа во время уразы тебя, как говорится, использует. Это вот твой нафс, шайтан самый главный. Машу шайтаныбызны biz qurqirga da o'rgatamiz, qo'rqmasga da o'rgatamiz, osharga, oshamasga, simirga, yobig'irga, yugurga, yuqlarga. Mana shu ayberlarimizni biz, блядь, не можем сами себе сказать, что men bit boshqirt, men bit tatar, men bit mana shuni nechikdir ishlarga tegishman таким макаром, что men tatar bilan boshqirdni yoqlab qolishga tegishman. Nechik bo'lsa-da urusqa qarshi. Когда ты обижаешь одного узкожопого, вы где-нибудь видели, что они полетели вместе сразу? Во всех комментариях, везде, блин, начинается всплеск этот узкожопый минский. Контактқа кіріп қарағыз, башқа жерлерге кіріп қарағыз. Онда наезды, не дай бог что-нибудь напишешь. Вот то же самое, как я зимой еще выводил такой дронить Москву. Давайте дронить Москву. О, сколько
комментариев пошло, я запарился их удалять. Пиши адрес, мы тебя дрон отправим, пиши это, пиши это. Понимаете? И когда вы говорите, что мусульмане дружные, ни хера не дружные мы. Мы не дружные. Потому что biz nafs bilan kurashamiz. Nafsimizni kutimizga tiqib qo'ya olmaymiz. A urusda nafs yo'q. Ular bilmaydi u nafs nimaligini. Уlarda yo'q такая, и вообще эстетики нет такой, чтобы они пиздели про это. Это называется эго. Эго у них нету. Поймите, у неверующих нет эго. Только musulmon arab tilini bilgan или Qur'on o'qigan deganni u bilan nafs degan narsani bizgina bilamiz. Нам только это дано. Им не дано это. И мы, если этот нафс сраный, который мы не можем побороть и выйти против Путина, значит мы заложники своего нафса. Никакой шайтан тут не нужен. Шайтан просто сидит, хлопает ладошки. Потому что он не нужен здесь. Он не при делах. И Аллах Та'аляның қырында барғанда, когда допрос будет за него брать, он скажет, я вообще не при делах. Он өзінің нәпсі, блин, не мог побороться. У него сам, блин, говорит, сенің құлың сам слабый. И после этого мы все везде орем, вот мы мусульмане, мусульмане. Где мы мусульмане? Если мы не можем друг друга защитить перед русскими, где мы мусульмане? Мен аңламайм, нәрсәгә башкорт белән татар шуны аңламый. Не говоря другим еще это. А урыста юк, Аллаға ышану, они говорят, Бог с нами деп йөриләр. Бүтін жердә. Этот нацистлар. Оказывается, с нацистами Бог с ними, а с нами нет Аллах. Прикиньте, да? Это полнейший тупизм. Әйе, мына минем дә нәфсем бу. Сүгенәм, башка кылам. Бу минем нәфс. Но это минем нәфс. Но минем нәфсем бит. Әйтми, мин бармыйм сугышка дими бит ул. Мин барам дияптан. Мин әйтәм. Но Мәскәүгә каршы барам мин. Башкорт белән татарга каршы бармыйм. Казак, Дагестан, Чеченге каршы бармыйм. Бурятларга ям бармыйм каршыга. Потому что мы все заложники этого узкого мира. Даже мы, когда избавимся, Аллах берса, я не пойду против них, потому что мы уже 500 лет, там, 1000 лет в рабстве, грубо говоря. И получается, раб пойдет, бывший раб пойдет другому рабу что-то делать, минусовать его жизнь, или что-то воровать у него, или что-то нападать на него. Ну, это вообще никакому уму, разуму не входит. Олай болса, тогда, баланда, блядь, давайте пример возьмем. Викинги всю жизнь грабили всю Европу, викинги, норвежцы. Они безбожники были. Шайтаны конкретные они. Многобожники, они, хрен знает, каким-то, блядь, у них есть бог Тора, Тора есть. Это не Тора, это, бля, я не помню, на Т что-то. Торан или как-то вот, Тор вроде бы, вот так, короче. Норвежский бог Тор, блин, вроде бы. Вот такой, что-то такое. Вот они ему верили. Хрен знает, что это такое. Ну, какие-то, шайтаны. Но и то вот этой тематикой они в свое время занимались. В Диком Западе, так скажем. Дикий момент. Ну, хазар бит оларда ондин мораль юк. Понимаете? А урыста бар. Урыста не закончилось. И, кстати, добавлю еще, вспомнил, как раз сегодня сказали по новостям, что одному долбоебу узкожопому норвежцы не дали, отказали в беженстве от мобилизации. Потому что норвежцы, они сами по себе нацисты. Они ненавидят узкий мир. Они ненавидят Россию. Я это на своей шкуре прочухал. Еще
6 лет назад. Поэтому нужно понимать одну вещь, что башкирт bilan татар должны кровь из нос осознать, что nafs bizning только bizni ishimizda. Если мы это поборем, мы сможем преодолеть любые трудности. Москваga borabizmi, Вашингтонga borabizmi, похую, Алясканы olabizmi, разницы нету. Мы везде сможем открывать двери. Но опять-таки, возвращаясь к слову, мы должны будем бороться же этим нафсом. Значит, получается, мы должны освободиться от Москвы и больше никуда не идти. Я же не говорю захватывать весь мир. Но нас может. Что значит, нас можно использовать в своем усмотрении. Для этого он и есть нас у нас. Шайтан наш, которого мы должны укращать каждый день. Как в каком-то эфире я говорил, утром просыпаешься, смотришь в зеркало, чистишь зубы и спрашиваешь себя, ты высокомерный? У тебя есть такабирлик? У тебя есть кибер? Ты кичливый, высокомерный? И пытаешься поймать себя в этом. И то же самое, контролируй свой нафс. Да, это может я чуть-чуть пошел какую-то демагогию тупую, блин. Может кому-то это не нравится, но вот эта вещь bizga hozir kerak. O'zimizni nafsimiz bilan kurashishga tejibmiz. Ul bilasizmi nindi nafs? Qo'rquv nafsi. Qo'rquv nafsidan chiqir uchun Maskovga qurolni qaratir uchun shuni надо выбить у нас. А вам никто об этом не скажет. Bütün Rossiyadagi mullalar sizga narsa aytadi. Bizga kurashirga kerak Ukrainaga qarshi. Onda fashistlar. Mana shunday dars olib boralar. Qaysi biror mulla chiqib aytdimi sizga, что bizni dushmanimiz o'zimizni nafs, и biz shu nafsimizni kutimizga tig'ib Maskovga qarshi borga tejibmiz. Qaysi mulla shulay aytdi? Menga скиньте его. Дагват. Ни хрена никто не скажет такое. Не сможет сказать. Потому что все марионетки, чертлар хаммасы. Шайтаны с ильмом. Нахрена они вообще тогда учили Құранны? Для чего? Если сен ушу Құранны оқып тұрып, сен кішіге алдауны алып барасың. Нинди бит bilan sen потом tigi dunyoga borib Alloh taolamga aytasan. Meni ilmim bor edi, но men manqurt edim. Men o'zimni xalqima qarshi ishladim. deb Allohga u shulay javob beradi. Tigi dunyoda. Прямой jahannam. Безоговорочно, блин. И когда вас подталкивают по каким-то сектам туда-сюда, вы идете как орлы. Да, надо идти. Там, иди куда-то туда, блин. А когда sizga aytalar, Hizbut Tahrirga bormag'iz, onda bormag'iz, прямой Moskvaga borasiz. Yo'q. Siz endi sektalar bilan borib, o'ralashib, zindonda o'tirasiz. Нахрена вам это надо? Тупизм. Это получается, у вас вот этот нафс ваш слабый. И вы не преодолели нафс, когда вас мозги ебут, вам обманывают. Вы не смогли преодолеть свой нафс. Вот в чем ваш косяк. Сори. Вот шунарға. Мен мулла тугілмін, имам тугілмін, имам. Нәрсекай тугіл, мен. Аллаға шүкір, мен мұсылман. Но когда вам говорят, oq bilan qorani ajratinglar deganda, ozgina oq bilan qorani ajratgani ham bilish kerak-da. Har doim qorani qora, oqni oq desang, ты, получается, molga aylanasan. Sen mol. Molga bir только zelenni ko'rsatsang, u oshiydi, mana travani oshiydi, u mol. Alloh taolam onarga shundaygina miya bergan. Shundaygina mi bergan onarga, что u только shu zelenini oshiydi,
Ну, только она должна жрать. Но bizga bit Alloh taolam дал мозги, которые именно могут, как говорится, деформироваться с помощью ума, который будет нам ум добавлять ему, так скажем, этого бонусов, так скажем, узнавая что-то. А без өзіміздің молдан да хуже получается сейчас ведем, да? Потому что біз өзіміздің нәпсімізді тыя білмейміз. Біздің нәпсіміз самый низкий плинтус астында, блин. Мы не можем с ним бороться. Точнее, мы ниже этого наса в плинтусе. Нас выше нас. Точнее. Не можем укротить его, потому что он задавил нас. А если вы вот таким образом, таким макаром будете дальше жить, ну, шунардан соң сізда никогда не будет, блядь, свободного Башкортостана с Татарстаном. Да, может, я как-то переувеличиваю, как это говорят, до хрена говорю лишнего, но сізге, блин, оттуда что-то надо, оларға, нендедір бір какой-то вещь надо вытащить оттуда, какой-то плюс свой. Не все мои слова, может, правдивы в моем интерпретации, но в вашем интерпретации должны что-то вы должны для себя взять и распространить хотя бы, что, блин, башкир bilan татар урысқа қарсы барсын degan so'zga bit әлләнде мы керекми? Әллә нәрсә керекми мынарға? Мыссыз тауықлар да мына может понять, что, блядь, когда их долбит в жопу, что-то тут непорядок делать. И начинает искать петуха, чтобы спросить, что за хуйня? Нас долбят каждый день, блядь. Где ты нахуй? Ты же должен нас защитить, курочек. И получается нахуй, мы тоже должны это спросить. Когда нас долбят, блядь, всю жизнь, блядь. Что за хуйня? Путин дерга керять. Петух сраный. И пойти заклевать его, суку, блядь, до смерти. Чтоб больше никогда не рождались такие твари. Один, блядь, Гитлер был нахуй. Потом этот появился через, блядь, сука, 65 лет нахуй. Получается, каждые 65 лет рождается такой гандон в виде Путина и Гитлера. Вот и все. Каждые 65 лет, значит, нам нужен Салават Юлаев, чтобы вытрезвлять башкирно-татарно. Чтобы вы понимали, что, блядь, мындай холок, блядь, яшап болмай. Что бізге керек, блядь, независимость. А если вы будете дальше вот таким образом спать, никакие Салават Юлаевы нам уже не помогут. Потому что вы все будете русскими. Хуй вас долбить уже, если вы все будете русскими. Допустим, с Казахстана кто-то будет к вам приезжать и скажет, а это же русские все. Примерно так будет. Онда башкир, татар деген отличие был онда уже. Да, когда-то были какие-то, сука, залошарились, блядь, нахуй все. Вот так примерно будут нам обзывать нас. Ну, не нас, наших детей. Скажут, блядь, какие-то хз, блядь. Yok, мында башкир bilan татар yo'q, мында урыслар яшаган, biz bilmaymiz. А зато Казахстан, Узбекистан, Кыргызстанда, Таджикистанда олар также останутся. Размножаться будут еще больше. Мына шулайрак була инде ул. Я так думаю. Так, тут почитаем. Остаются человека лягянаты во время уразы. Тор, правильно, Тор. Ну да. А я безда сагат бір один был бог викингов. Ну да, духовный мир викингов Волгало. Прокуре. Не, ну... Ну да. Да, Тор, блин. Я же там, блядь, сколько, сука, 3 года жил в этой сраной Норвегии, блядь. Вначале я его полюбил, эту Норвегию, но потом нахуй пизду, блядь. Меня чисто природа там понравилась. Фьорды, блядь, думал, ну, типа, как Башкортостан себя чувствовал, как в Башкортостане там. Там
таулар, короче, су, нашлай. Но потом понял, что, блядь, что-то не то. Народ не тот, блядь. Они мне дали тогда уже от поворот, то, что мне вот так они сказали. Ты, говорит, к царю своему едешь. Путин же ваш царь армии. Это 2017 год, блядь, представляете? Как они надо мной издевнулись. Менты. Вы, говорит, рабы, Путин ваш царь. Блядь, вот таким образом я охуел, когда от них это услышал. И в натуре я, когда туда попал, Москва, да, в натуре я почувствовал себя рабом, блядь. Потому что мен килдім уже ислам, блин, Аллах'a шүкір. И понял, что мечети все прессуются. В мечеть пойти, что через двух ментов, там проходишь с двух сторон, да, ну, менты стоят, э, чуть ли не вооруженные, наверное, как-то, да, ведь стоят. И ты идешь в мечеть, выходишь, тоже менты тебя ждут. Вот так и ходишь по струнке. По струнке, шаг влево-право, расстрел. Шундай Мәскеуде, шундай Россияда смысл яшәргә мен аңламыйм вообще. Я херю, я не знаю, блин. Я поражаюсь, блин, вот когда вот дерутся, да, вот дагестанцы, чеченцы, они же все герои, да, вот так посмотришь, какого черта они-то терпят? Что они терпят? Ладно, без да, скажем, какие-то недрочуны, спокойные, да, так скажем. Ну, они-то что терпят, блин? Вот это я не могу понять, блин. Значит, получается, у них тоже после Первой войны, Второй войны всех убили, героев. Нет героев. Нет того, кто подымет их. А у нас вообще со времен Салават Юлаева никого нету. Или кто там последний был у нас. Вот и все. Шунарга, даже я не могу сказать что-то. Предъявить даже нечего. Только одна предъява, что мы должны встать. Вот и все. Если не мы, никто не встанет. Вот так вот. Такие дела. Короче, манда вот и кикиши утра, наверное, какой-то из них я, наверное, вытаскивать буду. Один этот, вот, короче, сейчас. Абу, вот Абу, где сидит, вот Абу сидит, этот YouTube я сейчас, наверное, буду закрывать, потому что и Кикина утро будем переходить на те две Ютуба, короче. Если кому интересно, на два те Ютуба можете перейти, продолжим там. Сейчас будем этот ну, комментарии, там новости почитаем. Вот так вот. Так что этот, да, эфирным ёбам, дуслар. Вот где Абу сидит, вот я буду закрывать. Вот именно где вот это сейчас. Ну, и кикиши, вот я где двигаю, вот это я сейчас закрою. И если интересно кому, перейдите, пожалуйста, на два других ютуба. Там тема Башкортостан турындайын, тоже самая тема, примерно такая же. Шулай. Так, а на два этих 5 бишкиши, дуркиши утра, рахмат. Сейчас будем продолжим. А Монарга... Так, яхши. Вот, по сути. Да, а ты что думал? Вот салям, а ты что думал? Салям, яхши. Вот давайте все вот эти вот яхши, салям, перейдите, пожалуйста, на другой YouTube. Ике нәрсеке тұрабит онда кіріңіз, пожалуйста. Ике YouTube, ну, имеется в виду, идет. Также идет два YouTube вот сейчас. А отсюда я выйду. Все, чтобы вы не теряли. Просто этот, в этом в Телеграме надо их почитать, короче, народу, пообсуждать с ними. Так, мында 148 кішігіне отырған, Big S, короче. Кішілер, наверное, пятница, я не знаю, отдыхают или что. Непонятно. Так, пусть пока обрабатывается этот. Так, давайте зайдем сюда. Так. Последние новости. Что тут? Вот как раз последние новости.
Петербургском мечети в Красном Селе прошла облава на молящихся. В ее ходе, как сообщил правозащитник Александр Ким, задерживались все, кто моложе 87 года, с целью принудить их подписать контракт для отправки на войну. Вот ведь гниды. Вот только вот про ислам что-то говорил, вот вам салям. Ага, все, а ты что думал? Салям. Всем салям, кто перескочил на другой, рахмат. Утыргыз, короче, ики онда YouTube. И вот, шундай хал, мына қарағыз, 87-ден моложе 87. Задерживались все, кто моложе 87 года. Кто моложе 87 года, прикиньте, блин, моложе. Охренеть, старше 87 уже как бы не берут, что ли? И итог какой? Получается, завтра этот уже пойдут новости такие, что, блядь, там, блядь, нахуй забрали. Дожга начинает плакаться, блядь, туда плакаться, сюда плакаться. Ну, sizga ведь айтып турам. Всех, значит-то думаете, что, татар bilan башкирт, что ли? Если петербургский мечеть, Петербург, вы думаете, башкирт bilan татар до хрена? Нет. Я вам скажу, кто Петербург-то много. Петербург-то очень много узбеклар и таджиклар. Кыргызлар азрак онда. Но до хрена таджик bilan узбек онда. Прям перебор. Кыргыз онда, наверное, 1%, наверное. Колганы узбек, таджик. Вот их, конечно, хлопнули. Вот их хлопнули. И потом мне будут они пиздеть, что узбеклер соғышқа бармай. Бармастан маншылар кем бара? Все, кто имеет гражданство, кто накосячил, все идут на войну. И этим надо завязывать. Завязывать надо. Мим-бельмим. Ну да. Че уж там, да, не жалко, да, узбеклар бит, 37 миллион. Че уж там, как говорится, закончится, ничего страшного, да? Но это же идиотизм, если вот так думать. Итак. Дальше новости. Саха турында да сөйлеп өткән, вот как раз про Саху, короче. Сегодня чиновники в Якутии отмечают день того, чего не существует. День государственности Республики Якутия. День государственности Республики Якутия, барыка. Но это полнейший идиотизм. Якутия не государство, а обыкновенный субъект федерации, как Амурская область или Крым. Не была республика никогда государством, и государственности у нее в природе никакой не было и нет. И не будет. Праздник это искусственный, придумали местные сепаратисты. Дальше. Республика Саха не нужна, заявили русские из провластного канала Хабаровска. Во многом им вторят сами же прикремлевские власти, прокремлевские, РС, которые сначала вносили ограничивающие изменения в Конституции, рассказывали населению, якобы суверенитет не нужен, а затем выступали о поздравительной речи ко Дню Республики. Депутаты и министры, которые ко Дню Республики открывали памятник ее первому президенту, стараются эту самую республику ликвидировать на волне патриотичности к ней же. Здесь добавлю, Башкортостанда да Башкортостан күні бар, Татарстанда да бар шундай күн. Мен поражаюсь, ничек ол былырға может, я поражаюсь, меня поздравляют там, ой, днем таким, республики. Какой республики, я не могу понять. Какой республики, если в натуре, вот здесь правильно пишут, что это все регион, регион. Мына республика был үшін, мына Өзбекстанда мұстақиллік 1 сентябрь. Мына біз выходной былай, біз школға бармайық. Мына ол шулай была. Мұстақиллік, независимость. А не так, что как будто бы независимый, а внутри России, блядь. Пипец, блядь. Если любое хорошее дело сперва довести до абсурда, а потом спросить, кому этот абсурд нравится, никто не выступит за. Именно этим они и занимаются. Доведением государственности народа Саха до абсурда, чтобы все выступили против нее. Понимаете? Вот это и есть деградация. Обрусение. На примере Сахи. Сахадағылар бит инде, вообще бит инде нәрсәкәгә әйләнеп беткәннәр, урыска әйләнеп беткәннәр. Онда бит инде не то, что башкортта Лариса булса, а аларда бөтенесе онда Иван, Вася, Петя, блядь, бөтенесе онда Ишмәт Ташматлар юк анда. Онда исемләре пиздец, блядь. Ну явно у Сахи, блядь, такие имена не должны быть. Хотя бы Чунчань, Пунчань, вот, примерно вот такие должны быть имена у них, блядь. Ну не явно, блядь, там Иван,
Алексей, Вася, Александр. Вот такие имена, блядь, этих якутов, блядь, я хуею, блядь. Шукандырганлар, блядь. Вот так вот. Так, дальше. Намеренный скрытый геноцид в РФ и во время СССР и в царской России была и будет особенно коренных народов. На территории... Кто-то это пишет, я не понял, кто это пишет. На территории так называемой России ныне есть кто дает по рыле России, это Украина. И все развитые страны мира помогают Украине на государственном уровне, а мы можем помочь Украине каждый по мере возможности. Не наблюдая процессом войны, ждать своего момента, чтобы вытащить, отстоять Башкортостан, Татарстан, Алтай и т.д. Алтай, наверное. С Казани до Магадана. И каждый должен знать и стремиться к объединению или к союзу стран Центральной Азии, РФ, Центральной Азии. РФ это ерунда. Тут уже есть шансы у нас с вами. Есть большая угроза со стороны Китая. Именно поэтому мы, братья, должны держаться вместе, как одна страна или на уровне союзников. Это большинство мнения людей, живущих в Кыргызстане, в том числе и я. Ну, наверное, брат Кыргыз, наверное, это пишет. Ну, рахмат. Как говорится, понимающий оңнаған кішілерге зур рахмат, потому что это, если система, получается, когда-то была и у вас, как бы внутри СССР, да, ведь теперь у нас это получается внутри России, мы дважды, получается, мы, если улясак, мы дважды ебанулись, грубо говоря. Вы успели СССР вақтанда отстегнуться, получается, вы один раз только были, как говорится, пішкенсіз, да, грубо скажем, күтігіз пішкен. Біз 2 мәртебе күтігізні пішіреміз. СССР вақтында шықмағанбыз, и қазір Ресейні, мына хашарат ішлерін біз көреміз. Ресейні уже, мына Путинні особенно. Грубо говоря, 92 жылдан бері біз вот этот ебанизм, блядь, на себе тащим, короче, которые не смогли в то время сломать эту тему. И теперь мы это несем. Как, блядь, на нашей шее, как говорится, да, это хаму, блядь, этот. Так, дальше. Так, тут пишут. Еще раз, салам алейкум, братья. У кого есть возможность и желание, донатьте на дроны ВСУ, пусть хоть там так поможет миру зачистить от нечисти под названием Русня. За предков наших и за внуков наших. Я надеюсь, понимаете, поддерживаете меня правильно. Лично я с 22 года по сей день примерно бросил 2-3 гранаты. На моей совести, может, 2-3 танка уничтожены во благо нашего общего будущего. Иншаллах. Эту тему тоже я пытаюсь понять, но пока у меня, короче, нормальных людей нету. Куда что донатить, блядь. Я же вон перегрызся в тот день еще вообще с хохлами, блядь. Вот так вот. Донатить, я думаю, блядь, как это нужно? Донатить нужно, когда образуется башкорт, блядь, татарна, именно ротоса. Вот там, наверное, нужно донатить, если оно вообще образуется. А так, хотелось бы, чтобы именно собрать народ, башкорт, блядь, татарна, где-нибудь на стороне. Вот я постоянно так говорю, и постоянно мне прилетают какие-то комментарии насчет этого. Где ты хочешь на стороне? Только в Европе. Потому что в последний день видели, Казахстанда, Узбекистанда всех высылают. Опасно, опасно, понимаете? И по данным, если по моей тематике вы будете там идти, то вас сразу прикроют. Опасно, понимаете? Вы казах халкын поставите, понимаете? Потому что казах халк это не против нас, а вот сверху манкурты, они само собой нас засунут. Точнее вас. Поэтому нужно нейтральный жийларға керек, нейтральный, чтобы никому ничего не попадало. А вот когда будем уже заходить к Куандыкка, вот там уже надо будет собраться, может быть, через Казахстан. По-другому мы не сможем собраться. Залететь не можем. Ковра самолета нету. Так, дальше. Ну, тут как реклама. Медведев вышел из алкогольной комнаты, чтобы показать весь ядерный потенциал России. Алкаш, қортайып біткен Медведев, и еще что-то пытается нам что-то доказать. Я же вам говорю, бабайлар, а именно рулят над этой русней, а мы не можем дать отпор им, блин. Вот это меня и бесит, блин, что молодежь, блядь, нәрсе күтіп отырадыр. Ну, сіз
Sizga это что, нравится, что жить, блядь, вот по таким гнетам, блядь? Я не могу понять. Ну, хотя бы ради своих детей. Давайте станем нахрен, пошлем этих узкозадых, блядь. Они боятся нас, вы не понимаете этого. Вы не бойтесь их. Понимаете? Только Sizga приукрасил, этот шайтан приукрасил вам страх. Вообще страха нету. Страха нету. Только нужно, как говорится, конкретно это понять это. Что против Русни страха нету. Олар o'zlari qochib ketadilar, блядь. Если половину уже русские здесь, блядь, просят, блядь, ВНЖ, блядь, ПНЖ, ХУНЖ, блядь, везде, блядь. Кто там нахуй остался? Там никого нету. Вы сами остались. Siz o'zingiz onda. Boshqa Тувинец, Якут, вот вы сами там воюете, там Русня не воюет с вами. Над вами Русня командует, блядь, только. Вот такие алкаши, Медведевы всякие, нахуй. Пригожины, блядь. И тюремщики, блядь. Стадо тюремщиков, блядь. Так. Так, тоже переприслано. Реформатор в Буденновке. Ну, манда, короче, про Яшина опять пишут, короче. Участившиеся высказывания так называемой либеральной российской оппозиции о необходимости сохранить РФ в сегодняшних границах откровенно напоминает стадию Дэниел, отрицание. У пациента в последней стадии рака. Недавнее выступление латентного империалиста Ильи Яшкин-Кута, вот этого, блядь, очередное тому подтверждение. Яшкин-Кут утверждает, что в современной России он не видит стремления народов к национальному суверенитету, блядь. Это выглядит не просто как заблуждение, это откровенное игнорирование реальности, которая нарастает внутри сегодняшней России. Видите, все об этом уже заговорили, блядь, подхватили, блядь, слова этого Яшкин-Кута. Этот Яшкин-Кут, получается, знаешь, блядь, от чьего-то имени, от чьей-то имени, блядь, этот решил подкинуть эту нахуй наживку. Кто его захавает? Наши захавали, мы все захавали, мы захавали это, и теперь они думают, как быть дальше. Они-то как бы скинули эту удочку, да, блядь, поплывок, так скажем, блядь, сука, с крючком, голожопым крючком. И мы набросились на эту тему. Теперь они думают, как, блядь, решить, нахуй, после Путина, нахуй, чтобы, блядь, Рашка не развалилась. Вот в чем прикол, понимаете? Не зря он эту тему высказал. Он и Кутынан Чагарбана Сулягана Юг. Ему дали задание, чтобы это сказал он, блядь. Которые смотрящие. Он всего лишь пешка, нахуй. Который выполз, нахуй. Он как мышь, нахуй, блядь. Из тюряги, блядь. Выпустили его, нахуй. С тонущего, так скажем, корабля. И все, теперь ему дают задание. Это скажешь, нахуй. Ну, как тот же Зеля, понимаете? Зеленского, блядь, Коломойский поставил, блядь. Коломойский, блядь, еврей, блядь, сраный. Его он, Зеленского он поднял. Зеля, блядь, вообще хуй в сраку, как говорится. Он непонятный, блядь, яхут, блядь. Актер ебаный. И просто его Коломойский вместо себя поставил, потому что Коломойский дальше уже не мог идти, блядь. И ему нужно было поменять свою рожу, блядь. И он в своем образе поставил этого, блядь, зверька, нахуй, Зелев, блядь, который дальше творит чудеса, да? А тут то же самое, блядь, Яшкин-Кута вытащили, блядь. У Яшкин-Кута, блядь, или нахуй ФСБ рулит, или навальнисты, или Ходорковский рулит. Вот это вся басота сраная. Вот и все. Монта нет, блядь, нахуй, той темы, что, блядь, нахуй, как этот Навальный сраный говорил, блядь, какая-то чистая Россия, блядь, свободная Россия, блядь. Нихуя. Нихуя. Мы должны понять, что мы не Россия, блядь. Ну, заебало это слово, блядь, Россия, блядь. Когда это все уже закончится, нахуй? Мы должны их назвать московским болотом в дальнейшем. А bizne Башкортостан республикасы и Татарстан республикасы, Ичкерия, республика Ичкерия, республика Дагестан. Вот примерно шулай боларга тиеш, блин.
во всех мировых эфирах, блядь. За победу нашу. Так. В 1980-е годы советские реформаторы вроде Горбачева и его окружения заявили, что проблемы Советского Союза можно решить путем реформ. Сторонник российского империализма всегда тешит себя надеждой, что стоит стоит только дать регионам чуть больше денег или суверенитета, и все проблемы исчезнут. Точно так же, как советские реформаторы обещали больше автономии, ла-ла-ла-ла-ла, больше свобод и так далее, блядь. Пиздеж. И чем это закончилось? Распадом. Сегодняшняя Россия находится на том же пути. Либеральная оппозиция предлагает те же утопические рецепты, что и советские реформаторы. Раздадим регионам больше прав и денег, и они будут довольны. Но это иллюзия. Со дня образования современной России в республиках присутствует множество проблем, начиная от территориальных и заканчивая экономически, и с тех пор проблемы не только не уменьшились, но и накапливаются по сей день. Оккупированные народы окончательно убедились, что их расценят как людей второго сорта. Везде сущий русский шовинизм со всеми его русскими маршами уже никого не удивляет. И как следствие растет национальная самоидентификация. Это процесс не остановить космическими изменениями. Сколько раз нам уже обещали перезагрузку отношений между Москвой и регионом, сколько раз мы слышали про новые законы типа реабилитации репрессивных народов и про усиление местного самоуправления с лозунгами «берите суверенитет сколько хотите». Все это блеф. Затягивание неизбежного распада. Россия – это бутафорское образование, в котором национальные республики лишь терпят на доминирование центра. Но этот срок терпения на исходе. И те, кто сегодня, как Яшкин Кут, делает вид, что распад это фантастика, завтра окажется в положении советских реформаторов, которые до последнего не верили в реальность распада СССР. Россия, как Советский Союз, не удержится под гнетом ложных обещаний и косметических реформ. Национальные республики не будут довольствоваться крохами с московского стола. Они хотят настоящего университета, и иншаллах они его получат. Пора признать, не существует никакого пути назад, распад неизбежен, и чем раньше вы это признаете, тем меньше прольется невинной крови. И тут Минюземнан добавлю, он не добавил вот здесь, языковая тематика, самое главное. Язык теряется у нас, понимаете? Галга, галга, да? Почему-то всех мы привыкли их называть ингушами. Галга это ингуши. Почему мы не можем называть их галгой? Потому что нам, блядь, научили называть их ингушами. Оказывается, они галга. Понимаете? Это то же самое, что называть нас башкирами. А без башкиртлар, татарлар. Они татары. Не надо нахуй. Татарлар. Вот я как произношу. И башкиртлар. А не так, что, блядь, говорить ингуши, чеченцы, чехи и так далее, блядь. Ичкерия, Нохчи, Галга. Нохчи и Галга жили там. Все. И в Дагестане дофига народностей. 46 народов, и их тоже надо называть как нужно, а не Дагестаном. Примерно так. Поэтому языковая среда убита, и поэтому мы уже до такой степени уже издевнулись над своими языками, так скажем, что мы даже свою нацию не можем называть как есть. По своему сленгу, так скажем, языку ингушскому там или, опять-таки, галгателе. Звучит даже, да, интересно? Так. Там Медведев, а точнее, Мендель Давид Аронович. Нифига себе, врагов одни евреи. Вот оно что. Понятно. Алкаш. Еврейский алкаш, блядь, получается. Жрет тут, блядь, на халяву наши эти, как говорится, республики. Шулай, Дуслар. Поэтому я не знаю, вот все вот эта тематика, да, которая вот присутствует, блядь, в Башкортостане, это о том, что наши, блядь, доят наши, блядь, республики, то все, блядь, мана шулай берлерне, теге анау қартлар, бабайлар көтеріп шықмай ни хрена, понимаете? Никто не выйдет, если не мы. 30-дан 50-ге яшьлі мужиклар шықмаса, біркім шықмай. Че, старики пойдут, блядь, сейчас на войну, что ли? На нашу войну, которая против этого осла Путина, вот этого, Москву, а не на Украину.
Кем барга тиже? Может, скоро, получается, подобие, как спел Алсынова сын, может, Алсынова сын должен пойти? Ну, может, так получается? Алсынова сын, может, пойдет, а мы посидим дома? Ну да, как раз Алсынова сын пока возрастает, нам будет нахуй полтинник уже. И они пойдут воевать против Путина. А мы будем сидеть стареть, блядь, от испуга. Аңламын. Так, Трамп, ну, Трамп, ну, индиштянсыздыр. Трамп заявил, что готов сотрудничать с демократами, чтобы прекратить боевые действия на территории Украины. Ну, пиздец, короче. Зелье, если трамплин, блядь, будет, зелье пиздец будет, нахуй. Поэтому я же вам говорю, это то же самое, нахуй. То же самое, блядь, нахуй. Как мы надеемся туркам, блядь. То же самое. То же самое, понимаете? Вы что думаете, блядь, Эрдоган по жизни, нахуй, будет он Кощей, что ли, блядь, нахуй? Эрдогану сколько, блядь? Тоже, блядь, уж не молодой тут парнишка, блядь. Шундык, блядь, наверное, житмешка баргандыр ул да, блядь. И поэтому вы не думайте, татарлар, татаристы сраные, вы не думаете, что, блядь, нахуй, вы через Эрдогана что-то добьетесь. Вот вам примеры, вот до хрена эти бабайларны примерлары сізге до хрена. Поэтому за Эрдоганом тоже придет какая-то ебатория. Она явно не будет топить нахуй за Башкортостан Татарстаном. Нахуя скажет, блядь. Менің проблемам біткен, что ли, Турцияда даял. Они сами не могут с этим гей-парадом нахуй справиться, блядь. Будут они нам, блядь, что-то помогать еще. Вот так бы. Дальше. Полуумные пропагандисты продолжают мечтать о захвате Европы до самого Атлантического океана и присоединения Лиссабона к ЛНР. Идиот, у тебя украинская армия уже полтора месяца в Курской области. Какой тебе Лиссабон? Проспись. Ему кто-то ответил. Вот такая вот херня. И тут вот эта демагогия, которую я хотел прочитать. Теперь башкорт белән татарларга. В тот день мне это писали, или сегодня писали, 8 часов назад, блядь. Берсе яза, Урал deydi. Siz татарлар башкортка соқығансы, башкортта соқығансы біздің менен болығыз. Біздің менен болығыз, присваиваете нашу историю, говорите на старом башкирском, половина татар в самом деле башкиры, поэтому держитесь за башкир, тогда после нас и у вас будет независимая республика. Иначе Уральская республика или еще какая-нибудь русская республика поглотит вас, у вас русские сильны, а вы сами слабые. Мен оларға жауап берем. Мен оңламым шундай кишилерни, вот заходят в мой канал, мен поражаюсь, блядь, за что я топлю екен, блядь. Менің бүтін каналымда Башкортостан deyip куйган, блядь. И мен удивляюсь мына шундай башкортлардан, которые выходят против меня, блядь. Я ему отвечаю, сен патакса башта мен кимлигимни бил, соң сөйле, кутак шейнеместен. Я ему ответил. После него заходит другой чувак, Гафуан Ахмадиев какой-то. И вот он мне начинает читать тут нотацию, блядь. 1 километр язган, блядь. Меня сен башкорт деп саныйсың. Меня сен башкорт деп саныйсың үзүнне. Баш булгач үзүн баш белән генә уйлап яшәмә башта. Акыл. Акыл ул тормоз. Ни өчен? Чөнки акыл үткәннәргә генә нигезләнә. Яисә таяна. Яшәргә кирәк йөрәк белән. Русчалап. Дальше. Просто мне интересно вот этот момент. Так, Русчалап, что там? Русчалап айтканда жить с душой и сердцем. Мин душой и сердцем, оказывается, не веду, получается, по его мнению, эти разговоры. Мне, оказывается, просто, блядь, каким-то хитро выебанным способом веду, что ли, разговоры. И что, я на кого-то работаю, что ли, блядь, по его замыслам? Я просто удивляюсь над его, блядь, километровым смсом. Йөрәк белән хис итмәгәч.
Aha, men yurak bilan his etmayman ekan. Sening fikrlaringda to'paslik, yularlik. Men yuraksiz so'zlayman ekan, mening ishlarim narsaki тупизмga olib borar ekan, как бы, ну так, тупослык это, как это, типа, ну, приводит этот стоп какой-то, да, и юлярлик. Юлярлик это, этот, ну, типа дураклык инде. Но это какой-то черт с Татарстана пишет. Sen әлеге fikrlaring bilan Tatar bilan Boshqirt orasina o'zing pichoq tiqasan, dushmanlashtirasan. O'zingni alla kimga qo'yasan. Men o'zimni alla kimga qo'yam ekan, pichoq tiqam ekan. Men Allohga shukr. Men Boshqirt, Tatar, O'zbek, men aytib turam sizga, butuningizga, bilmaganlarga. Если вы не понимаете мой канал, я вам приношу разные доводы. У меня уже 3 канала. Один TikTok. Bu maqtanib tugul, üstga qo'yib tugul o'zimni. Men sizga yetkazishga tirisham. Kimligimni sizga 100 marta aytdim уже. O'zimni bitin ko'rsatarman пока данный момент. Vaqti kelib ko'rsataman. Ko'ribdan ne foyda endi uni? Ko'rding, ko'rmadingmi? Sud onda tugul. Men Boshqirdiston uchun kurasham. Ham Tatariston uchun da kurasham. Главное, чтобы Boshqirt bilan Tatar birga bo'lsin deyam. Siz menga bunda yozasiz, mana shu iptash, как говорится, Халима. Меня yoza какую-то херню. То, что мен, оказывается, куда-то веду людей не туда. Куда я веду людей? Я постоянно всегда говорю, соединяйтесь с нами. Я вести вас никуда не хочу. Присоединяйтесь и o'zingizni fikrlaringizni qo'yingiz. Mana bit men sizni fikrlaringizni o'qiyman, mana даже публикага o'qiyman и пытаюсь это расчленить ваши смс километровые, блин. Пишите мне в Telegram, а не сюда. Если на то пошло, разговор, если хотите заводить. Потом, исходя от этого, bu kishini so'zlari bo'yicha men kishini разделяй власти ishlamayman. Boshqirt bilan Tatarni. Никак. Наоборот, ikkisi birlashsin deyapman. И показываю им и плохую сторону, и хорошую сторону, чтобы человек осознал и понял, что где-то он ошибся, где-то он перебор сделал или что-то в этом роде. Шундагана киши оңнап жите. И это я хочу добиться. А то, что вы пишете меня, ну, само собой, шундай комментарийларда, олама комментарийларда мен көрдім, ну, это так, среднячок. Но винить меня в чем-то, где мен призываю людей сотрудничать со мной, и чтобы киши турсын, боссын, они, блядь, не мою демагогию слушали, а, блядь, встали и вместе обсуждали, вместе. Менің демагогия, блядь, явно уж, блядь, нахуй, не призывает тому, чтобы, блядь, нахуй, Boshqirt bilan Tatar ызғырсын, но барыбір ызғырса да урысқа қарсы барсын. Но это же, блядь, нелогично, эми. Ничегінде Boshqirt bilan Tatar bir-biri bilan соғышады, урысқа қарсы бара. Я это хуйне не привожу, блядь. Это, мен ондай сөзні сөйлесам, как вы пишете здесь, если интерпретировать в таким виде, но это ебанизм полный, блядь. Получается, мен Tatar yoqada o'zim Tatar bo'la turib qarshi bo'lam. И Boshqirt bo'la turib da o'zim yog'ima qarshi bo'lamman. Понимаете, вот вы, как вы меня, получается, ставите под такой шаблон, блядь. Мен урысқа qarshi. Такой же шаблон я до хрена читал от узбеков. Сен Tatar, сен Boshqirt, оларда шундай тема башлана, блядь. Нацизм башлана узбекта. Потому что убит чистый узбек, а мен метис. Поэтому я им тоже заебался рот затыкать, блядь. Они не могут понять. Они вот так увидят одно меня проведемно, и все пошло, блядь, жара нахуй. Начинают это комментировать, грязь всю выливать свою нахуй изнутри на меня, блядь. А не могут понять весь канал, весь, блядь, почему этот канал открыт, нәрсеге. А мына Казахстанда кишилер бит мені поддерживают. Нәрсеге казаклар айтмай меня, что сен мына шундай дұрыс үшін адам, олар иногда гана мне говорят, что-то я где-то накосячил, да ведь, но никогда они не скажут, что если я против Русни иду, они никогда не скажут, не иди против Русни, ты неправильно делаешь, дейми ведь, а sizler Үзбегі де, Татары да, Башқұрты да айта, біз бит туғанлар,
Nechiginde biz kishiga olamalik yosaymiz uruslarga. Aha, uruslar sizga olamalik yosasin, men shuni aytam, sizga глаза открываю, а вы, получается, тем самым вы мне нахуй еще, блядь, палки с колеса. Но это же не те ли манкурты, блядь, о котором я и говорю, блядь, с начала эфира, блядь. Yoshlarga o'nglatam shuni, блядь. Qortlarga da hozir o'nglatirga kerak. No, manqurt bilan kurashamiz dedim men sizga. Sto'ras mana shu yoqdan balkim yozgan bo'lsangiz, durisiga, ayyi, men dushman naxuy. Totarga da boshqa da men dushman kerak bo'lsa, manqurt bo'lsa, o'zbekka da men dushman kerak bo'lsa, manqurt bo'lsa, urus yog'in olgan men uchun butunisi dushman. Хоть еврей была, мол, блядь, похуй. Украинларда она, я же говорил вам, украинларда меня душман, если они хуйней страдают своим нацизмом, блядь. Вот, надеюсь, я вам ответил. Читаем дальше. Үзімні әллә кімге қоясың. Мен әллә кімге қоймайм үзімні. Аллаға шүкір. Мен оста жүрген кіші. Вы сами слабые, деп бізге язғансың. Само собой. Само собой. А қоя, бірәсігіз вышел со мной, блядь, на дебат? Кто-нибудь вышел? Нихуя! Нихуя! Это только, это что, вон, блядь, Рафис Кашаповы, Руслан Габасовы, которые нихуя, блядь, не могут нахуй, блядь, себя, как говорится, удержать, так скажем, в общении. Рафис Кашапов меня заблокировать сказали с WhatsApp, потому что кутаральма для меня сузлярмна. Правда, глаза колет. После этого, блядь, еще что-то мне предъявляете, нахуй? Меня любой накутанный ошам, блядь. Меня похую. Нету, нахуй. Он, да, блядь, человечности или, блядь, честности. Все, пизда нахуй. Хоть пуп земли будь нахуй. Кутыңны ошамма, барыбыр мен. Кутағым куйып қойғанмын har біріңе, блядь. Татарсыңмы, блядь, башқұртсыңмы, похую меня. Вот это вы должны осознать, это, блядь. А дерьмо, блядь, дерьмо, которое, блядь, льется, блядь, оно будет литься до тех пор, пока вы, нахуй, не услышите мой призыв, блядь. Мой призыв. Урысқа қарсы Мәскеуге баруға. Все, это не обговаривается никак, нахуй. Мәскеуге қарсы бармайсың, нахуй. Сен мен үшін душмансың, нахуй. Отсидевшийся дома, мне душмансың сен де. Манқұртсың, нахуй. Хоть сыгылып қат онда, нахуй. Выходи мне в Телеграм, попизди мне от души, блядь. Заебали, блядь. Утыралар анда, нахуй. Пәттәге, блядь. Хотан итәгендә, нахуй. Еще сулисіз меня. Человек не сотворен слабым. Он самая сильная сущность во вселенной. Мына. Противоречит Корану даже. Коранда әйтелә. Человек слабый. Человек слабый. Мен просто херею от таких слов, блядь. Вот этот демагогию мне пытается развести. Мен білмейм полностью исламны. Имеется в виду араб тілінде оқи білмейм. Орыс тілінде де оқи білем. Буквы вот эти наши, которые вот читаю я. Но мен Аллаға шүкір даун түгіл енді, блядь, до такой степени, что Коранда нәрсе жазылғаны мен білем бит енді. Аллах Таалам өзі айтады, что біз слабый біз. Он нас сотворил, само собой, но не слабым, не сотворил слабым. Вот именно слабые мы. А вот чтобы мы стали сильными, мы должны бороться, как я до этого говорил, навсем своим. И этим местом я вообще не согласен. И этот человек, если мусульманин пытается втереть это идиотизм полный. Так, он самая сильная сущность во вселенной, если будет мир и спокойствие в душе. Свет и любовь внутри человека. Блин, ну. Башта татарша яза, потом дальше меня урысша начинаешь долбить. Вот этот момент тоже я не могу понять. Ну, до конца тогда татар тілінде яз, сен татар тілінде язгаешь. Или копируешь откуда, вставляешь это все. Чьи-то слова, блин. Нахрена? Свет и любовь, да. А ты уже изучаешь не свет и любовь, а сеешь гнев и ненависть, злость и злобу. Проснись ты, глубоко спящий. Сейчас идет полным ходом великий переход сознания. Во, пиздец, блядь. Мана полный лунатизм, блядь. Мен лунатизм натыштым, блядь. Я хуею. Как будто мин лунатикман, и меня вдалбливают про какую-то нахуй космические, блядь, прогрессы, блядь. Ну это полнейший бред, нахуй, то, что мне пытаетесь вы вдолбить. Но я это на публику читаю, чтобы публика тоже осознавала и что-нибудь мне написала от этого в дальнейшем потом, услышав это, да?
Men anlamayman просто. Может, sen de o'tirasingdir bunda. O'tirsang bunda yozib berali menga shuni, блядь. Люди слабые и неблагодарные. Вот именно, вот именно. А человек говорит, этот, ну просто мен аңламайм кишилерни. Вот здесь люди, реально мусульмане сидят, и они, как говорится, могут подтвердить, что Құранда мына шу сөзегез, человек не сотворен слабым. Вот этот вообще полнейший бред, это косяк, это полный. Человек сказано, что слабый. Сказано. Это уму непостижимая вещь вообще. Почему это сказано? Құранда надо ответ искать. Вот все вопросы этому Руслану Айсину. Вот он наш историк, мусульманин, Құранны бля, вот ему вопрос. А я для себя еще уточню вопрос именно у своих. Как говорится, помощь другу деген кебек. В дальнейшем уточню, чтобы вот этот момент озвучить. А ты изучаешь не свет и любовь, а сеешь гнев. Я гнев не сею, а как есть. Вот я даже не придумываю. Мана ничек бара, шуну мен сизге просто жеткизем. Жеткизем таким образом. Это, понимаешь, ты таким лозунгом сейчас это пишешь меня, да, ведь вот этот комментатор, что сен урысны yoqlaysan, понимаешь? Вот когда ты пишешь мне вот такое, что а ты уже изучаешь не свет и любовь, и сеешь гнев, и ненависть, злость и злобу. Это получается, это уже слова узкожопых. Это слова узкожопых, потому что урыслар гана шунды хуйняны яза. Ну это ты натурально манкурт. Манкуртлар да шуны яза. Манкуртлар, которые топят за русню, они будут это писать. Потому что они жить хотят. Туганлар дейді бит меня бір смс бүгін. Комментарий. Туганлары bilan, урыслар bilan, туганлары bilan yashagisi kelar ekan, блядь. Туганлары бар ekan урыслар. Понимаете? Вот с какой контекста подкензы ваш можно понимать, блядь. Проснись ты, глубоко спящий. Ага, мен сплю ekan, блядь. Сіздің, блядь, миығызны ашырға, блядь, мен тырышам, мен жүқлеймін, блядь. Аллаға шүкір, блядь, мен жүқлеймін түнне. Ертең тұрам, Аллаға шүкір, жүқлап тұрам. Сейчас идет полным ходом великий переход сознания. Какого сознания переход великий, блядь? Тупость и отсталость идет. Тупость и отсталость идет, не переход сознания. Нихуя ты, блядь, пиздец, блядь. Космические вещи меня, блядь, хочешь втереть, блядь. К психологам, блядь. И этого никто не в силах остановить или отменить, потому что это идет по плану Творца. Ну, по плану Творца, понятно. По плану Творца Құран yazылып қойылған уже мың ел тому назад yazылып қойылған. И что ты хочешь сказать мне? План Творца? План Творца уже написан. Мы просто не сотрудничаем с ним. Мы ушли в дебри. Мы ушли в дерьмо. Вот в чем проблема. И ты мне пытаешься Аллах Талямны сюда, получается, интерпретировать. Ну, не в таком духе. Аллах Талямны в таком духе нельзя, как говорится, приводить примером. А именно приводить нужно, что Аллах Талям ышанган киши, наоборот, таваккал кылырга тиеш, басырга тиеш, блядь. Урыска каршы басырга тиеш deyip, а бу наоборот сен оркага кишини, блядь, зовешь, чтобы он боялся. А не духа ты даешь людям. Страх, блядь, своими твоими мыслями преподносишь, блядь. Я просто поражаюсь над такими людьми. Улы киши, наверное, всяк язган меня, блядь. Чтобы как можно побольше пробудить людей богов спящих. Людей богов спящих. Каких людей богов спящих? Вот этот момент не понял. Какие люди боги? Астафируллах. Конечно, есть те, которые никогда не проснутся. Это не люди. Нежить, жители, потребители, клоны, биороботы, кащи и т.п. Ну, точно какой-то на всякий син. Психбольной язгансың мына. Однако большинство человека пробудится. Но ты не знаешь, что воин света это не человек с оружием в руках, а высокая божественная сущность с глубокой божественной верой, божественными... Пиздец, слышите, Джамагат? Это идиотизм какой-то пишет тут.
Я в шоке от этого смс-а. Этого никто не в силах остановить или отменить, потому что это идет по плану Творца и помогает в этом вся Вселенная нам, чтобы как можно больше пробудить людей, богов спящих. Каких людей, богов спящих? Шайтан ты! Идиот! Какие люди боги, блядь? Аллах, стафируллах. Какие люди боги могут быть? Как ты можешь людей причислять к богам? Многобожник сраный. Конечно, есть те, которые никогда не проснутся, это не люди. Не жить, не жители, потребители. Бля, одно и то же, сука, блядь. Вот реально он, блядь, сука, копернул вот это дерьмо. Это же, откуда ты это дерьмо копернул, блядь? Значит, читать тошнит, блядь. Короче, я ему ответил. Кыскача нәрсе айтырга иден шуны айт, выложу ютубка твои мысли. Вот я твои мысли, как и обещал, выкладываю. Понимаешь? Потом ты, наверное, там еще кто-то ответ давал, я потом почитаю твой ответ еще. В следующем эпизоде, блядь. Вот такой идиотизм, Туаннар. Вот я не знаю, почему люди вот пытаются, блядь, какие-то нахуй интерпретации нам донести таким образом, что, блядь, я, оказывается, что-то неправильно говорю, блядь. То, что, блядь, в новостях происходит, то, что в жизни что-то происходит, я это просто доношу в своем виде. А не то, что, блядь, я откуда-то нахуй космические мысли, блядь, говорю людям. Космос, ленарсе, блядь, бывает творец, не творец. Идиотизм полный, блядь. Гапырсаң, блядь, сөйлесаң, сөйле, блядь, нормально, ты мусульманка как сөйле. А не какие-то интерпретации, какие-то тупые какие-то мысли твои. И пиши так или пиши в Телеграм, я хер его знает. Вот над такими людьми я поражаюсь иногда. Комментарии пиздец. Вот так. Короче, до хрена такого хлама. Ладно, идемте дальше. Вот так вот, Уганар. Так. Сегодня, видать, в дурдоме палата 6 открыта, космонавт. Наверное, бля. И в натуре они заебали, блядь. Я просто херею. Он еще написал, но сейчас в другом он ютубе, я его потом вытащу, покажу. Не в этом он. Где-то пишет в каком-то ютубе. Вот, кстати, где Мурат ты пишешь, вот там он пишет. Вот там есть его ответы. Я его пока еще не удалил я его. Так, ну вот это вот эти вот как раз отсюда взяты, короче, вот этот Бейсис Татарстан, Хукуматы, это вот как раз группа этого Рафиса Кашапова. И вот они что-то выклали. Как раз тому татарину ответочку дадим. О чем тут говорится, чтобы он понимал, о чем шла речь в 2002 году и что он мне пытается сейчас внедрить, то, что с Творцом там. Оллана Нарсекей, Уртага Хуеб. Вот. История неудобная дата. К 450-летию взятия Казани русскими войсками под предводительством Ивана Грозного опубликовано в журнале «Татарстан» номер 4, 2002 год. 22 года назад, инда. Давайте почитаем, так скажем, я их, откуда с их группы я ушел, вот эти пишут. Группа Рафиса Кашапова, так скажем. Одним из самых трагических и зловещих событий в истории татарского народа, повлекшим его длительный упадок и едва не приведший к полному исчезновению с карты мира, является взятие столицы Казанского ханства русскими войсками под предводительством Ивана Грозного 2-15 октября 1952 года. Иван Грозный II почему-то так пишется, а в другом месте пишется Иван IV взял. Хер поймешь, второй это что, второй героически сдерживали натиск 150-тысячного русского войска, но так и не смогли отразить напор противника, значительно превосходящий их как численность, так и технически. В ходе штурма города было уничтожено все его мужское население, за исключением последнего казанского хана Едигера. А оставшиеся в живых татарские женщины и дети были поголовно проданы в рабство. Реки крови текли по узким казанским улочкам, а горы трупов не давали возможности передвигаться по городу царю и его свите. Вскоре после этого царское правительство совместно с православным духовенством начало осуществлять планомерное изгнание татар со своей земли.
их насильственную христианизацию, а также тотальное уничтожение произведений и памятников культур татарского народа. Эти трагические страницы татарской истории веками старательно замалчивались, либо искажались до неузнаваемости начала монахами, летописцами, потом русскими имперскими историографиями, затем многими советскими, а теперь уже российскими историками. Неужели татарский народ настолько стыдится своего прошлого, что не может позволить себе провести соответствующим образом мероприятие с поминанием павших героев в год 450 тех событий? Хочется думать, что нет. В заключение хочу заметить, что федеральные власти прекрасно понимают, что 450-летию взятия Казани русскими войсками под предводительством Ивана Грозного является, если называть вещи своими именами, еще и 450-летием утраты татарами своей государственности и независимости, заострять внимание населения до этой даты, на этой дате не в интересах Кремля, но и замалчивать ее, что, скорее всего, и случится, тоже будет политической близорукостью. Представляется, что затем, как будет отмечаться в Республике Татарстан, эта историческая дата будут внимательно следить этнические татары, проживающие за ее пределами, поскольку проводимые мероприятия и отношения к ним со стороны республиканских властей будут являться своеобразным индикатором их отношений к исторической памяти татарского народа. Айнур Сибгатуллин написал это. Короче говоря, я понял от этой херни, что если это будет, не будет 15 октября, день падения татарского ханства. И будут отмечать или нет? Вот в чем вопрос. Казанда будут отмечать его или нет? Хрен его знает. Итог вот такой вот. Я так понял. Потом, что я хочу сказать. Явно все татары уезжали в Башкортостан. Попадали в Башкортостан. И потом начинает мне тут говорить, что татарлар Башкортостанда были, понимаешь ли, точнее, Башкортостан их землей было, оказывается. Ну, вот этот тоже момент я не могу понять. Тогда весь Башкортостан тогда тоже, может, был татарский. Башкортлар, может, не было? Вот этот тоже момент я не могу понять. Вот эти татаристы заебали на туре, блядь. Вы определитесь, башта, блядь, үзегіздің историяңызды нахуй yazып шығарыңыз. Башкортлар өзінің историясын yazыңыз, чтобы мы тоже поняли, кто прав, кто виноват. А не, блядь, демагогию тут разводить нахуй, что, блядь, Уфа была, Уфимская губерния была, это Татарстана. Хуй вам, блядь, в сраку, блядь. Это была земля, блядь, Башкортостана и все. Что там было, не было, нахуй. Мы будем знать, пока в данный момент. Мы живы будем знать, что Башкортостан, это начиная сверху с Бураева, сверху вниз до Кавандыка, грубо говоря, это в Башкортостан. Еще үскө чыкмадым әле, Перемгә күтәрелмәдем үскө. Перем өстендәге җирләрдә ул Башкортстанганыкы булган, наверное, всяко. Это нужно тоже уточнять. Поэтому надо конкретизировать вот такие моменты, а не хрень какую-то нести, что до Уфы это был Татарстан. Кишир вам, блядь, Татарстан вам был, блядь. Бежали татары вот от этого, блядь, ебанизма, то, что проиграли на Ивана Грозного. Вот бежали и попали в Уфу. Вот так можно интерпретировать. Более-менее правдоподобно. Вот опять, блядь, ищи свои Башкортостан. Интернет-издание «Медиазона» опубликовало видео расследование, где говорит о двух регионах с самым высоким потерям на войне в Украине. Это Башкортостан и Татарстан. Причиной, почему такие большие потери, называется услужливость и верноподданничество перед Путиным. Вот в чем прикол. До такой степени низость башкорт белән татар халкыны, что они услужливые. Блядь, это пиздец как, блядь, унизительно, блядь. Услужливость, блядь. Это в моем понимании, мой же лексикон не литературный, понимаете ли, блядь. Это пиздолизство называется. Услужливость. В моем лексиконе оно так интерпретируется, блядь.
Mana shunday patak yolovchilar, aymi? Пусть они катятся нахуй. Boshqirdistondan, Tataristondan. Bizga o'xshaganlar, блядь, нахуй. Kurashirga kerak, нахуй. И против них, и против узкожопых, нахуй. Когда вы уже это поймете, блядь? Услужливость, нахуй. Это не дело. Это полнейшее, блядь, нахуй, унижение, блядь. Перед Путиным руководители этих национальных республик Радия Хабирова и Рустама Минниханова. Ага. Как будто они только такие. Вся эта басота, которая под ними, вся она такая. Вся. Бөтенесе шундай. Күтләкләр. Татар тілінде, башқұрт тілінде de bir сөз бар, aymi? Күтләк дегені. Күтләк это шлюха, кто не знал. Шлюха, күтләк, проститутка, курва. Примерно вот так. Желая угодить своему хозяину, понимаете, вот это здесь аж отголоски слова манкурта из книги, да ведь? Манкурт. Желание угодить своему хозяину из Кремля. Эти два мясника уничтожают свое собственное население в катастрофических масштабах. Пиздец, да? Шу куттак башларына Ради Хабиров белән Рустам Миннихановны ата бабалары, блядь, шундай үстерде микән, бу гандонларны? Шундай үстерде микән, Почему мы против них не можем выйти, блядь? Почему мы не можем башку оторвать Хабирову и, блядь, Рустам Минниханову, нахуй? Свои же, мы сами, мы не можем, а? От себя добавим. Служи, башкирский и татарский дурачок, получишь посмертный значок. А Хабиров с Миннихановым получат благодарность от Путина и возможность дальше грабить свои собственные народы. Вот и все. Кыска гана sizga сөз. Так что значок үшін сіз, грубо говоря, мать родную нахуй продали. Вот и все. Сүйінбеке с башни скинулась. Да. Башня скинулась, не сдалась. Шуна и там битында. Ой, да. Тут заголовок... нет, есть. Лига свободной нации. Ядерная доктрина России, угрозы или блеф. Мы видим, что Путин осознанно использует ядерное оружие не с целью сдерживания, но как средство для реализации своих агрессивных замыслов. Это самое последнее, которую Москва пересекает, сжигая за собой все мосты. Россия и настоящее прекрасное будущее утратила всякое моральное право владеть ядерным оружием. Само собой. Вначале где-то я говорил уже, блядь, что бүтін ядерканы нахуй Яшкин күттен тортып алырға. Яшкин күтні, блядь, вообще нахуй. Яшкин кут вообще может не возвращаться в Рашку, блядь. Пизда ему будет нахуй. Этот Яшкин, блядь, чтобы раз и навсегда заткнулся, всю ядерку нахуй забрать и разделить между собой. Все. А потом уже, как говорится, как я до этого в эфире говорил, Башкортостан, Татарстан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан мы сами себе сделаем где-нибудь на Куандыке. Куандыкский вот этот коридор, он все равно уже разъебанный весь. Я там был в свое время, в этом Орске был, Новотроицк там. Конченные территории, блядь, конченые, там природы нету. Сыгелеп коткан нахуй, природа. Заводы все, угнетающие заводы там стоят, которые только нахуй выхлопные газы, грубо говоря, выносят, блядь.
Там смертные места, блядь. Там, блядь, я не знаю, блядь, он да. Природу надо, во-первых, улучшить, блядь. И поэтому, нахуй, вот примерно вот в таких частях, потом, где лунки, блядь, образовались в Башкортостане, вот там можно ставить это всякое ядерные, нахуй, заводы, блядь. Где будет у нас ядерное оружие, чтобы какая-то сука, нахуй, не рыпалась на нас никогда в жизни. Башкортостанга обязательно киряк, нахуй. И она будет сдерживать и Татарстан, точнее, блядь, помогать будет Татарстану, и всем, блядь, кому яйца чешется, нахуй, всех будет сдерживать. Того же, блядь, ебанутого, нахуй, Северную Корею, нахуй, всех долбоящеров, блядь. Кто вдруг захочет на нас что-то полететь, блядь. Примерно так. А оно должно быть у нас, оно обязательно должно быть, блядь. Потому что урысны сигыр үшін өзіні оны методын эшләтергә кирәк. Вот только таким методом можно, блядь, их расчленить нахуй на всю жизнь, блядь. Другим методом нет. Другим методом невозможно. Примерно так. Вот как раз карта, короче. Ага, эту карту надо сохранить, наверное. Вот тут как раз карта, где больше всего погибших от действий участников войны. Интересно, блядь. Вот где больше? Где больше погибших, блядь? Ну да. Вон, на севере погибших 20. Якутия, блядь. Якутия. И 5-9. Что такое 5? Красноярский край. И 9. Что такое? 9 Иркутская область. И 7. 7 Забайкальский край. Больше погибших. Но и почему так оно показывает странно, блядь. Мында Башкортстан белән нәрсәке күрсәтелмәгән. А 15. 15 күрсәтелгән. Башкортстан 6. 6 нәрсә ул, блядь. Пермский край. Татарстан кирмәгән даже. Что-то удивительно, блядь. Ну, эта карта какая-то странная, блядь. Я думаю, это карта, блядь, деления этих регионов, блядь. Херня какая-то. Так. Ну ладно, почти 500 человек убили и покалечили российские военные, которые вернулись в ССВО. 500. Как-то, блядь, почти 500. 500? Что за выражение ебанутое? Не понял. Не менее 242 человек погибли, еще 220 получили тяжкие увечья. Ну, как-то, блядь, ну тут, конечно, понятно. Странно, блядь. 500, ну, мен аңламадым. 500 000 десе была енді. Инсайдер Башкортостан, ну, какой-то хрен пишет, короче, тут. Чуть-чуть тут этот, ошибся он, как писал, я так понял. Короче говоря, минимум, как эти сказали, 1 миллион киши ульды туда-сюда dediler битinde, примерно 1 миллион. Вот оно примерно так и есть. Американцы, если будут даже пиздеть, они на такую тему они пиздеть не будут. Им это не нужно, блядь. Потому что ихние люди умирают. Чужие вообще люди умерли. Поэтому как бы 1 миллион это примерно тематика, это нормально. Этому верить можно, 1 миллион. Так, дальше идем. Ну вот тут как Айгуль Леон говорила тоже, я чуть-чуть послушал там. Сегодня не помню, что она говорила, но суть говорила то, что посадили, короче, в Баймаке опять всех сажают. Вот, ну сейчас дойдем до этого тоже. Баймак-то сажает, короче, по полной программе. Тут комментарий один, верхний уж даже читать не хочу. Молодцы, проснитесь, отделяйтесь нахрен от русских долбоебов. У них Московская область только, земли даже нету. Нам как бы советуют люди. А, вот это овцу нашел я. Алсу, если кто тут увидит, сидит, может, Алсу Залялева. Залялева. Пишет, ты дебиль, смуту не сей, без барыбызда туганнар. Вот про нее я и говорил.
Bugun menga yozgan shulay. Ular оказывается borida tug'anlar ekan. Mana Alsular tug'anlar ekan узкоёбlar bilan. Узкоёбlar bilan они тug'anlar, а biz враги. Вот интересно, а? Поэтому вот таких манкуртов в первую очередь вычищать. В первую очередь, потому что эти манкурты нахуй будут нахуй, наоборот, нам, как говорится, подливать масло в огонь, блядь. Вот такая херня. İşimizde birinci düşman. Так, ну как обычно. Как австралийский политолог бревна в русском глазу не заметил. Ну, опять это пиздеж про это. Ну, как обычно, блядь, этого Яшкин Кута, блядь, слова. Назвал распад страны трагедией, а себя российским патриотом, блядь. Хуеплет, блядь, а не патриот. Целиком я его даже читать не хочу, блядь, черт. Тут пишут, почему Свердловская область долгое время была в числе отстающих регионов по суммам СВО выплат. Согласно транслированной версии, власти региона, где сосредоточено предприятие ВПК, просто не хотели провоцировать отток кадров с военных заводов на СВО. Но вот теперь вот решились. И региональная выплата повышена до 1,5 миллиона. Прикиньте. Свердловский, значит, что-то мутили. Вот имейте в виду. Значит, Свердловский тоже нужно будет, блядь, захватывать, блядь. Значит, там что-то есть, завод какой-то, блядь. Этот завод, если ебануть, значит, явно там выйдет оружие. Поэтому я еще раз говорю, оружие искать нам не надо. Где-то там, вот как Зеленский, блядь, ходить, выпрашивать ни у кого не нужно нахуй оружие. Я иногда говорю же, инвесторы нужно там оружие покупать туда-сюда. Но мне вот дальше доходить уже начало то, что я понимаю, что, блядь, оружие, оказывается, нахуй не нужно. Оружие внутри, блядь. Нам просто кулны кисәгә салып керергә, нәрсәгә Башкортстанга, Татарстанга, и все. Шунда коралларга бөтенләй бер. Я как и говорил, везде оружейники есть, везде, в ментовке. Первое дело ментовки и все тюрьмы освобождать. Все. Вот там у нас будет и оружие, и все будет у нас нахуй. И боеприпасы. Проблем не будет. Ну вот, ответили Яшину, хватит играть на имперской дудочке. Исханов, какой-то мужик тоже ответил ему, чеченец, наверное. Яшкин Кюту. Я его прослушал, но не помню, о чем говорится там. Ну, суть, короче, он тоже сказал, но культурным образом, да? Ну, как бы ругаться же не будет, как я, блядь. Культурно сказал, что этот Яшкин Кют, блядь, охуел. И, грубо говоря, короче, он заебал всех. Вот и все. Распад будет. И тут, конечно, вот этого еще слышал. Ткачука, блядь, который, блядь, всех, блядь, назвал бусурманами, блядь. Это русская община, сука. Андрей Ткачук, какой борода сраная. Вызвал гневную реакцию со стороны мусульман. И типа ему какой-то русский мусульманин вызвал на дуэль куда-то туда, блядь, в Астрахань, блядь, или куда-то в Краснодар, блядь. Я его просмотрел. Этот. Молодец. И вот, однажды в Башкирии, онда життегенде. Мына бит, мына шуны да бит, мына урыс телендә язалар. Нәрсәгә шуны мына мин, блядь, мин аңламыйм инде. Башкорт телендә нәрсәгә язмыйлардыр, татар телендә язмыйлардыр, мин аптырыйм инде. Доносят все на русском, блядь. Сами же, блядь, борются вроде бы, и сами доносят на русском, блядь. И потом, блядь, мне еще говорят, почему я на русском говорю, блядь. Я хуею, блядь. Но мында урыс телендә укырга туры килә. Мин бит, блядь, как переводчик, который, как это, сурдоперевод, блядь, как это называют, блядь. Я же не могу так переводить и читать и переводить сразу. Я же не способен этому.
Этому же надо учиться, блядь. Как у этих, блядь, в ушах которые. Как их называют? Сурдоперевод или как, блядь, сурдоперевод это не мы, наверное. Это такой переводчик. Так, ладно. Стало известно, за что именно судят участников Баймакс событий. Стало известно. И чё? Айнур Каримов на фото был задержан 1 февраля. Гафурийский район. У него 3 детей. 6-3 лет и 9 месяцев. Жена также находится в декретном отпуске. Из материала обвиняемого Айнура Каримова известно, что он схватил за ногу неустановленного сотрудника правоохранительных органов, от чего тот упал на землю, а затем пытался вытащить его из отцепления. Подошел к одному из бойцов ОМОНа, Росгвардии, толкнул его в туловище, от чего тот потерял равновесие и упал на землю. Не менее 5 раз метнул куски снега в сотрудника правоохранительных органов. Каримов вину не признает. Мана Крудерес охуенно как вешает, да? Мында амбал, басып тұра, амбал, блин, шул Айнур Каримов. Он метать снег будет, да, он ёбнет один раз этого мента, он, блядь, пиздой накроется этот мент, блядь. Амбал тут, блядь, шкаф, понимаете? Поэтому, как бы, это полный абсурд, то, что вешают на него, блядь, идиотизм полный, но мы же, как говорится, не можем против Москвы идти, поэтому мы должны это, блядь, все промолчать. Потом второй, часть 2. Стало известно, за что именно судят участников Баймакских событий. 37-летний Велюр Сагадиев, уроженец Баймакского района, жил в Акьяре, работал ИП пассажирской перевозки. У него 3 детей, младшему из которых менее года. На его иждивении находятся престарелые родители. Бүтünсінде 3 бала. Уже как бы 4-шісін бәлкім уже могли бы они зарядить. Вот реально уже как бы мусульман семьясы, 4 бала, балары, допустим. Известно, что в соседстве Сагадиев размещал посты поддержки шихан и башкирского языка. Из материала суда, где рассматривалась апелляция Сагадиева, следует, что его обвиняют по следующим эпизодам. Схватил руками за шлем сотрудника Росгвардии, пытался его стянуть, затем пытался выхватить щит. Нанес менее 1 удара рукой по щиту, вырвал его из рук росгвардейца. Сагадиев, честно, признал свою вину и обещал больше никогда не участвовать ни в каких митингах. Пиздец, заставили, потому что пресс-хаты там, пизды дают. Само собой, это нормально. Это Башкортостанда, Татарстанда, Россияда, это нормально. Пресс-хаты. Стало известно, что именно судят участник собрания номер 3. Альберт Тагиров, родом из Учалинского района, живет там в деревне Баталово, занимался решением проблем села, он закончил Белорусский педколледж, у него 6 детей, Машаллах, 6 детей, младшему 1 год, и его небольшое предприятие обеспечивает работу 15 человек в Баталово. Его обменяют по следующим эпизодам. Подошел к сотруднику полиции, схватил его за ногу и повалил на землю. Нанес удары ногой и рукой противоударный щит. Вину не признает. Напомню, что после Баймакских событий задержано более 8 человек. Дело рассматривается в соседних регионах. Их начали закрывать от наблюдателей и проводить в закрытом режиме. Обвиняемых инкриминируют организацию и участие в массовых беспорядках. До 15 и до 8 лет лишения свободы за организацию и участие соответственно. Охуеть! И применение насилия на отношении представителя власти не опасного для жизни и здоровья до 8 лет лишения свободы. Первый приговор, который уже вынесен, 5 лет тюрьмы. Протестам предшествовал суд над башкирским активистом, на которого написал донос Ради Хабиров. Кризис в Баймаке произошел из-за того, что чиновники Башкирского Белого дома в течение 20 года игнорировали предписание структуры, курируемой у ФСБ по РБ, которая предупреждала их о наличии этнического напряженности за Урале и предлагала действовать. Чиновники же по данным прокуратуры предпочли бездействовать. Это реализовалось в виде прогнозируемого риска баймакских протестов. Госслужащие, ответственные за внутреннюю политику в Башкирии, за это даже не наказаны. Вместо того, чтобы работать действительно сложно направленных политтехнологий, Хабиров и ищут черную кошку в черной комнате, там, где ее нет, нападая практически в круглосуточном режиме на неугодные лично Хабирову независимого, но
но системные СМИ, создавая сетки телеграм-каналов с мизерным просмотром, где пишут мелкие кляузы на членов семьи первого президента Башкортостана Муртазы Рахимова, культивируя в регионе все новые и новые межэлитные конфликты. Это же и хлеб, потому что эту работу сразу видно, и она довольно простая. С технической точки зрения исполнения за нее сразу можно отчитаться, а внутренней политикой надо серьезно и кропотливо заниматься. И еще до этого должны быть компетенции. Таким образом, многочисленные чиновники, работник около чиновничьих структур, армии, которых разрастается в Башкирии, видимо, оправдывает свое существование. Мнашунды хальдуслар. Итог какой? Итог плачевный, что Башкортны һәм татарны үз сүзе юк. Onun için, блядь, Манашул Хабиров, Эрмен Хотана, блядь, решает проблему. И другие какие-то пиздализы, которые, блядь, Москвадан келген. Вот и все. Подобие Назарова, блядь, который русский марш, блядь, устраивает Башкортостанда, нахуй, и Окшасан Биряшунарга. И так далее. Всякая вот эта шушера, блядь, которая пытается, нахуй, нам доказать, что мы, получается, нахуй, никто, и нас никак не звать, нахуй. И тем самым, блядь, унижая и сажая безне, холохна. А без дальше окаим корабу трабас, нахуй. Молчим, блядь, и не даем отпора. Вот и все. Поэтому вы, если даже захотите выйти, вы там не сможете выйти, само собой. Сізні дүмбәсләп тағым тығып қоялар, мына шулай ук. Шуның үшін только бір генә юл, безгә нужно собраться. Мой телеграм-каналны беләсез инде. Исем Граница Хорватия. Помощь, блядь, помощь беженцам дегенмен. Короче говоря, шундай хәл. Шундайны язсагыз, килеп чыга ул. Бүтән җиргә ссылкаларын башлап куйганмын. Шунда керегез, кушылыгыз, әңгәмә ясарбыз, сөйләшербез и будем решать конкретику. Поэтому нам чем больше людей соберется, тем лучше. Мы сколько будем эту резину тянуть, неизвестно. Вот столько времени Алсынов и вот эти все люди будут сидеть и страдать. Страдает оларна семьясы, балалары. Уже мен жүз айттым инде про это. Шунарга, если біз құтқармасақ бұларны, біз бұларға ярдәм бермәсәк, это пиздец будет. Полная жопа. Поэтому я считаю, что мы должны очнуться уже. Мы уже реально уже, блядь, нахуй засиделись. Вот и все. И двоих уже грохнули. Дальше, блядь, в тюрьмах скоро увидите, нахуй, начнут. Их тоже что-то делают при схатах, блядь, заебут, нахуй. Опять, нахуй, там начнется самоубийство, как Навального, блядь. Ёбнут, нахуй, и скажут, блядь, сам сдох, блядь. И вот так вот. Так что вот так, халяр. И вот, как в тот день, сегодня рассказывал, блядь. Новости Казани, Республики Татарстан. Подросток избил третьеклассницу в школе Нижнекамска. Пиздец. И это на всех видосах, блядь, в этом в Инстаграме, ВКонтакте, везде. Вот. Это воспитание. Это воспитание в школе. Всякие маньяки, хуячки, блядь, нахуй, приходят вам, уроки будут детям давать, нахуй. Они смотрят, блядь, то, что происходит в мире. Они смотрят YouTube и так далее. Вот. И потом, блядь, пацан, блядь, избивает здоровую девочку. Сам худой, блядь, дрищ, блядь, избил, блядь, такую нормальную такую, так скажем, девочку, которая могла бы, может, тоже отпор дать. Но не стала, потому что девочка. И вот, все, она в больнице, сотрясение, нахуй. Заебись, блядь, потому что башина тебя она, блядь. Кулы, блядь, башина, сука, и башина тебя, блядь. Это что за родитель, блядь? Если еще олар икisi de татар болып шықса енді, вообще пиздец, блядь. Пиздец полный. Получается, нахуй, это балаларыңызны, нахуй, воспитаниесі мына шулай. Мына шулай. Менің мына балаларым нәрсе болып онда жүрүйлөрдүр, білмеймін даже, блядь. Меня хатынлар көрсетмей балаларына. Шундай хал. Мен, конечно, блядь, нахуй, держал бы их, нахуй, на коротком поводке, но, значит, их судьба пока не в моих руках. Шундай хал. А сізді, если вы живете в полноценной семье, нахуй, значит, балаларыңызны хорарға керек, блядь, нахуй. Они, чтобы они ходили и избивали, блядь, девочек, нахуй, в классе, блядь. Пиздец, нахуй. Біз үскенде, блядь, ғұмырда, нахуй, біз хатын қызға көтаруны бір қашан үреткені yok, нахуй.
Мана мен Узбекистанда оқыдым, блядь. Бізде, наоборот, все уважение было, то все. Если мы даже дрались между собой, мы дрались пацаны, а не кызлар, блядь. И плюс у нас не было такого унижения по башке пинать, блядь, туда-сюда, блядь. Пиздец, это деградация детей, нахуй. Охуеть можно просто. А потому что русский мир. Русский мир. А Узбекистана русского мира не было. Хоть и жили во время СССР. У нас нету такого, блядь, там не было такого. Мандабар. Потом мне начинают говорить, почему ты сравниваешь, почему нас унижаешь. Да потому что у вас нахуй пиздец, сигалебетканцы, уруслар, бля, уже, блядь. Деградация нахуй у вас. Дегроды, ебаные. Чего вас нахуй не осуждать, блядь? Кутыгизга тибрга керек нахуй, чтобы вы очнулись, тупорылые, блядь. Татарстан, блядь. Так. Тут, короче, этот... Интересно так-то. Так, дальше идем. Ну вот, роды вместо аттестата. Ну вот, вот этот закон, Совет хочет, чтобы школьницы рожали детей, предлагает их поощрять льготам при поступлении в вузы. Как учиться и растить ребенка, спросите вы. Очень просто. Среди школьниц и так наиболее высокий показатель матерей, ставших своих детей в детдом. Заебись, на, детдомга кирайкян. Детдомга киряк, короче, сызна балаларагас. Охуенно. Так. Тут реклама русского языка. А, вот, как раз, вот, то, что, блин, я не мог найти. Ну да, шул булган, просто не ошибусь, думаю, айтмадамин, да. Алексеевский, Одашмагамман. Башкирия решила продать 2 санатория и часть Алексеевского. Охуенно, да? Башкирия решила приватизировать часть уставного капитала АО «Агропромышленный комплекс Алексеевский» и 2 санатория АССы и ТАНЫП. Соответствующие изменения региональный комбин внес прогнозный план приватизации имущества 24-26 года. Охуенно. Bizne Алексеевскini sigib уже sotalar. Так и так ведь, блядь, bütün нәрсе уже Москвеники. Хаманы да соталар. Охуенно. И всяко, наверное, это продадут армянам. Армянам нахуй. Точнее, не продадут, а просто с барского плеча Хабиров спустит нахуй свою нахуй ебучку, блядь. Армян хотонына, блядь. Карындашларына, блядь. Итсеккен. Поэтому biz mana shunday narsalarni to'xtatmasak nahуй, bizni не то что нахуй, Башкортостонimizda quttag'imda qolmay nahуй, quttag'imda qolmay. Но это все на бумагах. Mana bizdan bir kim olib olmay, само собой endi. Но talab yotalar. Ну, само собой, оно никуда не исчезнет, оно будет развиваться, все заебись. Но понимать нужно, что biz kirgandan keyin, biz Boshqirdistonni qo'lga olgandan keyin, Alloh bersa, bu aybirlar bizda baribir qoladi. Это все на бумагах, а то, что на бумагах, как они говорят, Филкины грамоты нахуй. Bir narsa Boshqirdistondan chiqmay, Татарстанdan да. Bir narsa нахуй. Bir narsa выходить не будет. Вот как было нахуй, так и останется. Как они сделали? Макдональдс нахуй сделали точка и вкусная, или вкусная точка, блядь. Или в задница в точке нахуй, блядь. Короче говоря, вот так они, да, Макдональдс сделали, отжали у американцев. Вот мы то же самое сделаем нахуй. Bizning o'qituvchilarimiz bek yaxshi, а biz yaxshi ученик. Так что не ссыте, малайлар, егетлер. Потом кто-то пишет. Да, вот один комментатор мне пишет. Время войны были голод у русских народ, вот то время, сколько голодных людей приняли себе Средней Азии, они делились последним куском хлеба. У мусульман говорится, кто тебе камнем бьет, тебе едами, у русских наоборот, наверное. И ему пишут, вот, ну, наверное, наш азиат написал, ему сучки какие-то пишут. В 90-х потом видели эту дружбу и т.д. Резко все стали бородатые, позже устроили резню. Понимаете, вот Манашулай, узкий мир сейчас
пытается нагонять Узбекистанга, Казахстанга, Кыргызстанга, Таджикистанга. И в то же время они, вот эти, так скажем, они дегештайнда, манкуртлары идут на войну на Украину, за них умирают. Вот как их тоже можно понимать. Второе, блядь, пишет Марина Сорокина, сука, сорока сраная. Вы куском хлеба кого упрекаете? О, у них вот такая отмазка уже есть, блядь. Это я уже несколько раз читала такие, блядь. Ты кого упрекаешь куском хлеба? Диалар, азиатларга. Тех, кто погиб вас и себя защищая, позор вам. Оказывается, блядь, нахуй, минем кортатаем, узбек кортатаем, город Герага хатлы борган, нахуй. Город Герада узбек нишлап yurgan, блядь. Германияда город Герага борган, мені кортатаем. Нема, опатадам. И вот эта мразь Марина Сорокина будет мне пиздеть, что хлебом куска упрекать, нахуй. Да я тебе, нахуй, кутак моего бута, блядь, даже буду упрекать. Даже кутак на моего бута я тебе давать жалко для тебя, нахуй, сучка, блядь. Понимаете смысл? Поэтому, когда мне пиздят, что почему ты, блядь, так говоришь про них, почему... Блядь, если ты, блядь, не можешь понять, нахуй, тавтологию всего, что происходит в моих каналах и так далее, ну, надо, блядь, сука, блядь, к психологу сходить, блядь. Понимать, блядь, когда тебе пишут и когда тебе дают ответку, я, конечно, эти негативы сразу удаляю, нахуя, потому что негатив у меня не нужен, блядь, потому что да, хуя под ним пойдет лайк, блядь, это же русским, это и нужно, боты начнут лайкать, нахуя мне лайки, блядь, ихние, чмошные. И в итоге, короче, я пытаюсь расчленить на каждое предложение и донести вам, что эти узкоебые, нахуй, пытаются этот узбекларны, казакларны, когда наши все в тыл туда бежали, и типа они, оказывается, куском хлеба сейчас упрекнули. А когда суки ебаные нахуй гонят, минем узбекларны, кыргыз, таджикларны, всех гонят Москвадан, Узбекистанга пиздуйте, чурки сраные, туда-сюда. А в этот момент, нахуй, понимаешь ли, блядь, они по-другому поют, блядь. А когда на них наезжаешь вот таким макаром, напоминая историю, они начинают с куском хлеба сразу упрекать, блядь. Оказывается, не нужно их. Как называется, двуличность, нахуй, и двойные стандарты. Я, как всегда говорю, четырехэтажные стандарты. Не двойные тут, нахуй, а 4 × 500-этажные стандарты тут. Наебки, блядь. Ихние наебки. И лицемерие, которые не могут они... в себе это вот сдерживать они. Заметьте еще одну вещь, короче. Европейсларда свое лицемерие, ненависть, они не могут никогда, вы не увидите, не покажут. Они только будут скалить свои зубы, они будут смеяться своей вот этой своей улыбочкой красивой, как это говорят, блядь, сука, американская улыбка, или как, блядь, европейская улыбка, хуй, не помню. Короче, вот этой улыбкой будут, получается, вам говорить. Никогда ничего не скажут. Но урыста бір яғы бар, да? Урыста шунаqa бір простой яғы бар ки, урысына да, тупой яғы бар. Что они в лоб, блядь, говорят, блядь. Вот что я заметил, Россия яшап после Узбекистана, это очень... Узбекистан да, в лоб никогда не скажут, чтобы не обидеть человека. А Россия это принято, башкирттарда да шулай. Они уже так живут, они в лобешник говорить они любят. В лобешник. И вот у узкожопых все, что на уме, то, что на языке. Вот в чем прикол. И они не могут этим управлять. Тупорылость это ихняя слабая тупорылая сторона. И у европейцев нет такого. Они тоже есть, у них есть субординация, что можно говорить, что нельзя. А у русларда говорят все подряд нахуй. И вот вам весь вот этот спектакль нахуй. И таким образом, плюс еще вот эти русские общины и все это дерьмо им придает усилий, да, как бы дух кутаря. А безге дух көтерерге тұтынсаң, Аллаға, туда-сюда деп айта башласаң, біз яман, біз террористке айланабыз, біз оламаға айланабыз. Блядь,
men to'ydim уже shunday litsемериядан. Boshqirt bilan totorga aytam, o'zbekka aytam, вам это не надоело уже жрать такое дерьмо? Вам не надоело? Эй, sen musulmon bo'lsang, musulmon bo'l da oxirigacha. Если ты мужик, oxirigacha mujik bo'l. Они, блядь, задние урубай и беги нахуй в сторону русских, блядь. Урус итагina borib, еларга еще поплачь там нахуй. На платочке русский, блядь. Ну, это же, блядь, клоунада полная, блядь. Поэтому, когда вот такие уёбки, нахуй, нам наезжают, мы должны научиться давать отпор уже, блядь. И словесно, для начала, и пизды давать, нахуй, научиться надо. А если надо, и крололарга хула. Вот к чему мы должны дойти. А не тому, что, блядь, нахуй, ссорятся, как крысы последние, блядь, с корабля, когда бегут, блядь. А просто вместе ебашить этот, нахуй, весь корабль, как там, русский корабль, иди нахуй. Вот примерно так. Кто-то сказал такое. Оттуда я взял. Мына шулайрак енді, дуслар. И вот еще один сербы-клоуны, короче, типа сербы. У меня есть один друг нахрен, серб, блядь. Я с ним в Норвегии встретился. Я думал, чувак нормальный. А он, оказывается, меня за то, что я по-русски говорил с ним, он меня за это как бы уважал, любил. А когда понял, что я мусульманин все-таки, он как-то отошел от меня. Прикиньте, как переобулся. Серб вроде бы. Блядь, Дарку его зовут, блядь. Дарко, блядь. Ну, иногда общаемся иногда тоже. Да, так себе. В Сербии он сейчас пока. Ну вот, получается, они любят Путина. И вот последний разговор, я с ним разговаривал, он сказал, идет, ты видишь, да, говорю, наших ебашек туда-сюда. Да, я сам уже перестал понимать, говорю, что происходит. Я говорю, за кого топишь? Ну, ты же знаешь, говорит, я за Путина типа топил. А сейчас хуй его. Я, говорит, за мир топлю, говорит. Потому что, говорит, украинцы тоже типа славяне, и эти славяне. Понимаешь ты? Вот. А сербlarны историясын, кто не знает, я чуть-чуть расскажу. Так, для публики. Сербы тоже ебашились против мусульман. Понимаете? Косово это мусульмане. Они ебашили мусульман наших. Вот у меня соседи Косово, кстати, из Косово. Албанцы, Албания, Косово. Вот, ебатория была. То же самое, что сейчас с Украиной, то же самое было. То же самое. Югославия разделялась, то же самое. Там, блядь, и боснийцы мусульмане. То бардак был конкретный, блядь. Итог какой? Эти гандоны, само собой, почти теледа одинаковые. И с этими сербами, чертями, блядь, я могу легко их понимать там. Эти курва. Вот курва вот оттуда выходит эти слова, блядь, курва. Примерно оттуда, блядь. У поляков курва называется, и этих курва. Ну вот эти вот сербы, эти курвы, которые сейчас служат за Рашку. И вы говорите, что в Рашке служат русские. Русские все в Сербии, а сербы, наоборот, сука, блядь, служат за Путина. Вот идиотизм, блядь. Так что вот такая хуйня тоже есть. И тут один меня просил, какой-то долбень, прямой эфир сделай, поговорим, не будь гандоном, мне пишет один. Брат, ты не тупой, как поедет туда, не будь тупой, гандон, я узбек. Брат, ты не тупой, как поедет туда, не будь тупой, гандон, я узбек. И тут напомнил он, о чем речь идет. Он, оказывается, узбек, но он, блядь, пишет мне на русском, блядь. Нет, писал бы на узбекском, я его понял бы. Но он пишет, блядь, вот такую хуйню. Вот этому узбеку мен отвечу. Узбек тілінде. Қара. Буква у него стоит, ну, комментарий. В Телеграме увидишь свой комментарий. И вот, нашел узбекке айтам. И всем сегодня уже выставлял, кстати, этот, рекламочка так, в студию, блядь, да? Этот. Бүтін узбекке, кыргызга, таджикка сегодня выкладывал видео. Просто по порядку, то, что вот вижу, я читаю и вспоминаю, мыслю. Айттым мен, Европаға келем десеңіз, обращайтесь меня мына телеграмға. Мына как раз телеграмымны оқып отырыппын қазір. Бүтінігіз Россияға барып ішләшні тоқтатыңдар уже. Уже надоели вы уже, реально. Когда вам men shuni gapirsam, sizlar xafa bo'lasizlar menga. Nimaga sizlar menga xafa bo'lasizlar? Men shunga tushunmayman. Men sizlarga, hammalarga yaxshilik bo'lsin deyapman.
Men shu 100 marta videolar ham tushirganman shunaqa. U videolarimni aylantirmaganiga YouTube men vinovat emasman. Хуёвый videolarimni aylantiradi. Yaxshilarni aylantirmaydi, потому что я не знаю, YouTube это так делает, блядь. В итоге на все я дал ответ. Конкретно сегодня уже, блядь, я собрал все мысли, попытался донести. Европаga kelsanglar, Rossiyaga bormasanglar, bizga katta yutuq bo'ladi bu. Rossiyani sindirish kerak. Endi sizlar uni bir marta boyitdinglar, endi kambag'al qilish kerak. U degani hamma o'zbek, tojik, qirg'iz chiqib ketsa Rossiyadan, Rossiya sinadi ekonomически. Bizga yengil bo'ladi uni qo'lga olish. Tushuntira oldimmi endi? Nimaga? Я стараюсь это вывести вас оттуда по-хорошему, чтобы вы там не ходили, не воевали нахуй где-то никуда не надо, не лезли. Mana yerga Yevropaga kelinglar, Yevropani sikinglar, kelib olib. Soqasini. Soqa kerakmi? Soqaga masheri kelinglar. Все, ответил. Пишите мне. Дальше идем. Так, вот опять школа. Добрый вечер, уважаемые родители. Запомните, пожалуйста, заявление на родной русский язык и родную русскую литературу. В 9 классе не будет других родных языков. Это пиздец. Заявление на башкирский, опять башкирт государственный, писать не нужно. Заявление на участие в Всероссийской олимпиаде школьников заполняем по желанию. К нему заполняем согласие на использование персональных данных. В заявление перечисляем все предметы, которые планирует участвовать ребенок. Короче говоря, что я могу сказать? Уничтожение башкирского языка продолжается. Вот такое объявление пришло родителям учеников 45-й школы города Уфы. Если раньше на изучение башкирского языка как родного надо было писать заявление, представляете, biz Boshqirdistonda yashab, o'zimni tilim uchun yozirga eshitishmikan, ruxsat o'qitaymikan bolamni, yo'qmikan deb, bu nindi darajaga biz tushdik, блядь, а? Sizga не кажется, что уже пора shu tillarni kesib olirga? Не кажется, а? Pishaq olib, блядь, просто pishaqqina olib Moskvaga borib tillarni kesirga. Ha? Sizga не хочется, блядь, shuni yozgan tillarni kesirga, блядь. Mana shu qutaq boshni большими вывести вот это то, что я вам читаю, и предъявить, блядь, Putinga нахуй. Mong'ayna shabab qo'yirgan нахуй. И tiling kesib shunda qo'yirga. Endi gapir deyirga. Endi so'la, suka deyirga. Вот этот позор. Писать заявление, то теперь даже заявление писать не надо. Грубо говоря, нахуй послали. Его просто не будет. А потом Хабиров с Бадрановым будет врать, что башкирский язык республики не только сохраняется, но и развивается. Ул Хабиров Гандон o'zi bilmay bit boshqirt tilin. Ул Гандон tatar tilini da bilmay. Arman tilini, наверное, больше bila ул. Сукин сын. Mразь. Позор родителям, блядь. Shu otalarini basharasini qorarayim nahol. Onasini basharasini qorarayim shu Хабировni, Badranovni. Badranov вообще меня тошнит от Badranova, блядь. Сука ебучая, блядь. Откуда он нахуй вообще, блядь? Туда вылез, блядь. Так. Вот, все правильно, нет цирка, нет остановки, зато будет армянская шаурма. Вот, госцирк-то нахуй, а остановка нас сносит. Ну да, проспект Октября, да, нахуя у остановка керак. Все сносит. Хабиров приехал, нахуй, все сносили, блядь. Мин как раз Олу Соту, блядь, нахуй. Пиздец, у бүтін жері сіккалап ташлады. Как этот Собянин, блядь, в Москве. Собянин в Москве то же самое, нахуй. Все наши, блядь, будки поуничтожал. Мразь ебучая. И тут та же система идет. Значит, тут, блядь, явно, блядь, нахуй собянинская система вошла, блядь, уже в Башкортостанга. Потому что этот гандон с Красногорска приперся, Хабиров. Красногорске тоже было все уничтожено, нахуй. Всех загнали, блядь, в торговые центры всех. Ни одной нахуй, bir narsa qolmadi нахуй Москвада. Нигде нахуй кафешек, какие кафе нахуй, магазинчиков не осталось.
пожрать, чтобы надо, искать надо было хуево тучу эти, блядь, сраные Макдональдсы, KFC, бургеры, блядь, где-то жаханам тишегінде. Вот, в Туве свора тувинских подростков жестоко избила русскую школьницу. Молодцы, молодцы, мы нашим нынами кулы. Но, судя по всему, они не забывают свои корни, прекрасно знают свой язык, а это в многонациональной стране самое главное. Ранее бурятские подростки избили своего сверстника за дружбу с русским пареньком. Молодцы, молодцы. Вот я за это, блядь, сигерге керек урысларны. Урна утыртырга керек, бүтінісін. Мразоту эту ебучую нахуй, которую расслабились нахуй, и будет возникать еще в Узбекистане нахуй. Пизды давайте. Нахуй, за нас всех, блядь. Башқұрт мен яза, хин нинди татар, Қазанлы или Мишар татарымы? Мен Уфадан. Нинди татар бұларға мағойынды. Так, пока люди не поймут, что человек это самая главная религия, национальность не поможет. Так, самая главная религия. А, ну да, да. Самое главное есть, ну да. Во. Ну, Башқұртстанда, Татарстанда бетіне мен постоянно айтам. Не будет той демократии, пока не будет ислама. Ислам Башқұртстанда һәм Татарстанда бірінші орында была. Бірінші орында и президентта қойылған президентта исламға буйсынған кіші қойыла. Исламға буйсынмаған манқурт и кәфир болмасқа тиіш. Только исламны яратқан, Аллах Тағалаға буйсынған, төвбе қылған кішігіне президент бұларға тиіш. Қолғаны курят в стороночке нахуй. Нахуй нам не нужны такие, блядь. Нам не нужны, которые, блядь, каферы, блядь. И всякие вот эти многобожники, блядь, сраные, блядь, в виде Хабирова, блядь, которого говорят, щенный, чукунган. Пиздец, блядь, нахуй. Что только нету, блядь. Ужас, ужас. Ну вот этот, блядь. Отец на фронт, мать-одиночка с новорожденным ребенком. В вуз должна учиться обеспечить его и себя. Ну вот, заебись, заебись. Ну да, это опять та же тема. В России родившим школьникам хотят давать максимум до баллов при поступлении в институт. Ну, это тоже какое-то дерьмо. Бізде ондай дерьмолар бірісі да болмасқа тиіш, блядь. Нам только нахуй. Так. Ну вот, русская община о сносе мечети впереди непочатый край работы. Напомню, что Троицк это исконно башкирские, а значит мусульманские земли. Троицк, Новотроицк. Троицк, Новотроицк. Это в этом, что ли? Новотроицке я был. Ну, на Троицк, Новотроицк, Шумакан, или Троицк, койдасың? Троицк, Башкортостанда, Троицк. Я не помню где, блядь. Ну, Новотроицк только я знаю в этом. Шу Куандыкта. Куандык-Крында. Этот Орский Крында, Новотроицк, потом Орский Киля. А, вот. Сегодня день памяти и скорби башкирского народа. В этот день, 224 года назад, в далеком ссылке на такой же оккупированной эстонской земле, умер после 25 лет в заточении национальный герой башкиртов и сподвижник Пугачева Салават Юлаев. 25 ел зинданда отырған. Ни үшін уланда отырған 25 ел. Бір кім оны құтқармаған. А потом говорят, для башкиртов это защитник, великий военачальник, надежда на свободу своего народа. А никто его не спас. Это что за хуйня тоже, блядь? 224 года назад. Что за хуйня была странная? Поэтому у нас Манашул Эйберна, югалтырга керек. Видите, сколько косяков?
недочеты, блядь, біздің предкілерде болған. Бізде ондай бір болмасқа тиіш. Бізге, блядь, тұруға керек уже, тұруға керек. И вытаскивать, ал сына всех надо вытащить нахрен. Своих, всех. Которые даже Кызыларқа засунут, Хизбут Тахрир. Оларны да надо вытащить. Все бүтін Хизбут білен утыра, ИГИЛ білен утырғанларын бүтінісін шығарға керек. Бүтінісін вытаскивать надо оттуда. Бүтінісін. Но условия білен. Башкортостан білен Татарстанда, чтобы они, блядь, хуйней не страдали. Все. Башка, где хотят, пусть они свои дела делают, нахуй. Но Башкортостан білен Татарстанда, нахуй, чтобы духа их не было, блядь. Свои сектантские действия не должны делать, нахуй. Нам сектанты не нужны. Мы их вытащим, Алла верса, но куда соберутся? Имеется в виду, чтобы взрывы не делали на наших территориях, нахуй. Лишние, блядь, геморрой не создавали. Ну вот еще, Юлаю Аюпову предъявили обвинение в организации массовых беспорядков в Баймаке. Ну вот еще одного засовывают. 8 февраля его поймали. Женат, имеет 2 детей. Несовершеннолетний. Хайбулинский район. Он уфимец, родом из Хайбула. Хайбула районundan екен. Уфадан. Ну, она, грубо говоря, Мининкебегинде. Ну, засунули его. Все. Пиздец, блядь. Yaşı yazılmagan. Ну, yaş indi. Yaş kuruna. Şu 30-35 vardır indi. Ну вот, наша сила единства, Россия для русских. Бей не Русь, спасай Россию. Чтобы узнать о нас больше, сканируй QR-код. И вот за это, то, что она сорвала, 6 сентября 19-летняя студентка Челгу Виктория на улице Солнечной, Челябинске, наверное, с надписью «Бей не Русь», поскольку на листовке было название неоценского движения «Русская община». Девушка написала в личное сообщение группы движения и выразила возмущение. 9 сентября в 7 утра в общежитие, в котором живет Виктория, ворвались 2 сотрудников Центра по противодействию экстремизму. Прикиньте, сразу экстремизму киляйкам, блядь, бларга. За то, что они сказали, что, блядь, узкожопые это нахуй нацисты или что-то в этом роде. Что за хуйня, да? Это все, да? И ты становишься экстремизмом, блядь. Охуенно, да? А потому что, нахуй, там нормальные года дают экстремизм. За что экстремизм? Блядь, за то, что, блядь, это Виктория, и Самодавид, Виктория против русских. Это же уму непостижимо. Кто она, блядь? Виктория в Челябинске. Ну, русская. Ну, явно и русская. Или татар мекен. Виктория Исамли. Или башкирт мекен. Интересно. Короче говоря, девушку отпустили лишь спустя 6 часов. Технику Виктории пообещали отдать спустя 4 дня. Однако до сих пор не отдали. Студентка написала заявление в прокуратуру. Пиздец, блядь. Сама русская община отрицает причастность к распространению листовок и назвала их дешевой фейковой объявкой. Пиздец. Пиздят, как дышат. Пиздят, как дышат. Я в Москве, когда был, в метро, когда ездил в свое время, там везде всегда наклейки лежали, нахуй. Такие, блядь, скинхеды, скины, вот такие наклейки были. Да хуя! Блядь, везде метро, да, прилеплено было. Там собираемся там, ну они, наверное, знают, где собираются. Там скины, блядь, и вот такая всякая, еще какие-то, нахуй, организации. Вот всякая поеботина было прилеплено. И не надо пиздеть, блядь, что это не они сами лепят, нахуй. Они, конечно, лепят, нахуй. Суки. Победа на СВО – это победа над всеми, кто не считает себя русским. Ну вот еще один. Участник СВО убил ребенка. Жуткое преступление в Нижнем Тагиле. Его помиловали. В начале сентября в Нижнем Тагиле была убита 11-летняя Настя Якина. Убийцей оказался Владимир Александров, бывший уголовник. Ну, дальше надо смотреть уж.
Поверхностно я читаю. 11 лет u narsa ishlagan 11 yoshlikni насиловал, narsa ishlarga может она. Насилует и уйtirib tashlaydi 11 yash. Потом они говорят, школа bitkach tug'urg'a. Да, шу 11 яшlik уже туа. Если бы он не убил бы ее, она родила бы уже. Явно уж. От маньяка. Поэтому я... вот, началось. МИД РФ требует дать оценку конфликту в школе Ташкента. Нихуя себе, да, блядь? Мария Захар потребовала от Ташкента разобраться в инциденте в одной из узбекистанских школ. В российском МИДе заявили, что Узбекистан, там типа, что дальше уж читать невозможно. Ну, короче говоря, поняли, да. Ну, полный маразм. Ей ответили, короче, что нехуй лезть в внутренности Узбекистана. Нахуй послали ее, короче. Надеюсь, это правда. Надеюсь, они не возьмут слова обратно и не пойдут извиняться. Надеюсь. Ну, тут, как обычно, короче, инвалид. Ни ноги, ни хуя. Тут ползет, короче, получается, 2 ноги, стопы нету, одной ноги полностью нету. И тут Удмуртия. Очень наглядно, это та перспектива, которую путинский режим сегодня может нам предложить сегодня. Если хотите оказаться в таком положении, инвалидном, или желаете этого своему сыну, мужу, брату или отцу, продолжайте поддерживать Путина. Вот так вот. Так что шундыхаль, дуслар. Да, вот, опять, на пожизненной каторге в крепости Рогервик, Палдиски, Эстония, умер национальный герой башкирского народа Батыр Салават Юлаев. Шундыхаль. Но Салават Юлаевны иске алабыз да бит, кулланмыйбыз аны эшен. Biz аны юлын тотарга тиешбез, biz аны всего лишь иске генә алып куябыз. Вот и все. Наш минус огромен, что у нас нету руха, как у Салавата Юлаева. Вот и все. Безге, как говорится, biz аны тырнагына да ярамыйбыз. Понимаете? Тырнагына даже. Туры килмейбез. Шундыхан, дуслар. Не знаю, когда мы друг друга услышим. Ну, тот прикол. Ядерным оружием начали пугать, значит, обычное заканчивается. Опять какие-то долбоебы вылезли. Жители Стерлитамака, Салавата и Ишимбая обратились к Владимиру Путину. Они жалуются на загазованность в городе. Люди вышли на центральную площадь города и записали видеообращение. Ну, это же пиздец. Взрослые люди, блядь, опять экология на тутумалар. Yok o ekologiya sizga hutaqqa kerakmikan? Men anglamayman. Ekologiyani вы, блядь, что, эпайga sulaysizmi? Gazmi, bazmi, блядь. Kitayni qarag'iz. Kitayni ichiga yashagan bilasizmi? Shanxayni bilasizmi? Все в масках живут, блядь. Чего вы нахуй тут лечите нахуй? Башкортостанда природа охуенная. Херню городите, блядь. Если там загазованность нахуй, значит менять другой город, блядь. А самый лучший нахуй сменить Путина и сменить власть. Вот самая тема. А не загазованность, блядь, жаловаться, блядь. Маразматики странные, блядь. Загазон зиму волна. Так, сейчас почитаем. Узкие истерили, что в Казахстане дают именно ханов, Берки, Абылай и т.д. боятся. А ведь Салават Юлаеву помогали и казахи. Ага. Вот. Вот. Так. Путин опять напомнил человечеству о великой возможности простого шамотного кирпича. Действительно, один единственный кирпич, прилетевший в его голову, мог бы устранить в кошмар войны высоковероятный ядерный ад для всех.
Нет никаких сомнений в том, что сегодня Путин тысячекратно опаснее для мира, чем Усама бен Ладен, Ясин Шишани или Асахара. Тем не менее, все эти супчики давно кукуют в царстве теней, а кремлевский упырь собирает совбезы и наполняет чемодан за чемоданом. Штаты жалеют на него не только паршивую ракету, но и даже простой кирпич. Почуяв безнаказанность, Путин вновь делает пальцы веером. Сегодня эта кремлевская Чикатило распсиховалась и поменяла ядерную доктрину РФ. Путин сам себе разрешил ядерный терроризм в ответ на удары конвенциональным простым оружием. Но, по сути, ничего не произошло. Ядерная доктрина – основа госполитики в области ядерного сдерживания. Филькина грамота, которую упырь может менять 20 раз в день, забавляя себя и пугая соседей. Доктрина ничего не стоит и ничего не значит. Это чисто мединская штука, которая не имеет ни практического, ни военного смысла. Когда Путин приспичит, он таки наплевал на все доктрины, забарабанит по ядерным кнопкам. Изменения в доктрине не стоит принимать всерьез. Это не стратегия, не программа, а завывание сбешенного вурдалака. Они рассчитаны на дамочек и пресса, но никого уже не пугает. Невзоров. Невзоров это пишет. Думаю, как так пишет, блин. Ну, вот так вот. Ну да, все ядерные я уже как бы это тоже где-то ответил насчет этого. Того, что башкардан татар шул бабайны әйткәнен эшләп колак салып утырасыз. Это унизительно. Я считаю, это ужасно унизительно нахуй. Потому что, допустим, он бы был бы башкорт или татар аксакалы болса инде, или там казак аксакалы болса инде, и он бы какое-то дело говорил бы путевое, и за ним шли бы люди, аксакал артындан инде, барса инде, ладно, понятно было бы, если и он тоже не идиотом был бы. А это же полнейший, блядь, нахрен финно-угр какой-то, блядь, или еврей, хуй его, блядь, не знаю, кто его нахуй, мать, отец, блядь, не знаем, тоже сшито-крыто нахуй. Bu qutak boshni quloq solib, блядь, Boshqirdistondan Tatariston borgan manqurtlarga men olib turing, блядь. Siz dalbayoblar, блядь. Narsa uchun borasiz, anglaysizmikan вообще, yo'qmikan? Men вот этот момент не могу понять, и, блядь, это все, что вы можете сделать всего лишь. Не больше. Просто пойти на погибель, сдохнуть, без ноги остаться, без руки и вернуться. И нахуй вы кому нужны потом? Если вы даже живые остались. Вы кемге керексиз, блядь? Допустим, манкуртларга точно против была бы. Я так считаю. Потому что манкуртлар, которым сейчас мы вдалбливаем, и вы мне, допустим, пишете, блядь, вы в десна целуетесь с узкожопами, как вы, блядь, думаете, как вы уживетесь в Татарстане, в Башкортостане, я не знаю, как вы хотите жить, блядь. Будьте изгоями, нахуй, значит. Будьте изгоями конкретными, нахуй. Вас, блядь, нигде на работу не будут брать, нахуй. Башкортостанда, Татарстанда. И вам конкретно надо будет уехать. Вот такой, блядь, пресс-хату мы будем устраивать для вас. Потому что, нахуй, другого варианта нету. Сіз оңғарасыз, блядь, оңламайсыз. Нихуя. Просто обидно это, что біздің халық, получается, топчется с этим узким миром, блядь. И нам, блядь, еще против, блядь, пытаетесь, нахуй, вдалбливать что-то. Против что-то пытаетесь нам внушить, блядь, дерьмо вот это. Ну вот, дальше. Какие еще нужны доказательства, что нацисты из русской общины и каратели из ЦПЭ действуют сообща? Это, блядь, уже, блядь, все чайники говорят об этом. Обо всем уже говорят. Уже вроде бы и Кавказ вроде проснулся против русской общины. Вроде бы у них тоже где-то я услышал что-то, пропиздошились они. Ну, а толка-то нету. Там, блядь, русской общине всем нос утерет, там кадыровская община есть. Кадыровскую общину, блядь, еще надо обезглавить. Потом уже, блядь, наверное, перейти на русскую общину у них придется. Сперва у них, блядь, дохуя проблем. А у нас одна проблема, русская община. Башкортостан, Татарстанда, блядь.
Вот это нам нужно избавиться. Не говоря другие регионы. Так. Башкорты, давайте и именно Салават Ханов Золотой Орды мусульман может так, именно Салават Ханов Золотой Орды мусульманам может друг Батыров проснуться. Давайте, понял. Вот я говорю. Ну, Салават deganlar endi ko'p endi bizda ismlar, но, блядь, я не знаю, блядь. Я хрен знает. Меня удивляет другое, блядь, что мы, допустим, mana qizlarni ismlari eski ismlardan qo'yilmay hozir yangi ismlar butunisida блядь, малайларда endi блядь Даниста и Алеким Данис, блядь. Ну вот такие имена. Вот я не знаю, блядь. Ой, меникида нәрсе анда кушхан, блядь, сурамый нитмей нахуй. Пиздец, у меня то же самое, блядь. По сути, блядь. Анда кишини сулерге да не стоит. O'zimda такой же бардак, блядь. Xotinlar Мари, получается. Ну, birinchisi конечно, men o'zim qo'shdim, блядь. Ikkinchisi mendan so'ramay qo'shgan, блядь. Ну, шулай. Ну, надеюсь, endi урыс ism bo'ladi, блядь. По идее. Так. Теперь тут идет такая новость. Война против ислама в Таджикистане. За последние 15 лет правительство Таджикистана издало следующие законы, направленные против заповедей и лозунгов ислама. Первое. Манкуртлар койда яши. Потом они будут еще пиздеть. Я же здесь же с многими, с афганцами как бы пересекался. Я в тот один раз уже говорил об этом, они ненавидят правительство Таджикистана. Они в любой момент могут помочь таджикам, которые захотят избавиться от этого имама Али Рахмона, блядь. В любой момент могут помочь. Муджахеды помогут им. Но такая же хуйня, как у нас Башкортостана, Татарстанда, у них нету лидера, который поведет их по правильному пути, избавиться от этого долбоеба. Читаем дальше. Первое. Молодежь до 18 лет в мечети не пускают. Во, идиотизм. Молодежи до 18 лет запрещено получать религиозное образование в мечетях и медресе. Тоже ебанизм. Запрещено учиться в исламских институтах арабского мира и других стран. Ужас. Запрещено преподавать религию без официальной лицензии, даже если это обучение вашего ребенка Корану. Bular, блядь, пиздец, bizdan o'tgan долбоёблар ekan. Так, запрещено отращивать... за пределами мечети запрещено говорить о религии и призывать к исламу. О, узанаточим. Вот я вас призываю к исламу. Исламга килигес. Таджиклар. Обязательно. Запрещено отращивать бороду до 45 лет, старше 45 лет. При наличии официальной лицензии также запрещено отращивать бороду длиннее 3 сантиметров. Ай, блин, охренеть. Охренеть. Вот демократия. Вот независимый Таджикистан. Независимый Таджикистан. Вот mana shunday diktaturani ko'rib урыслар narsa deya bizga. Что они скажут, эти узкожопые, после этого? Они, конечно, будут говорить, что куском хлеба подавись, бла-бла-бла, бля. Вот, Каримов такой же позор, блядь, создал в Узбекистане. Всех ловил и сбривали бороды, блядь. Сколько наших мусульман были засунуты в тюрьмы, блядь, каримовские. И до сих пор сидят. И после этого что-то, блядь, будете пиздеть, блядь. Шуларга мен 100 мәртә айтам. Мусульманлар да торырга тиеш. Без торганда. Блядь, манкуртыда торырга тиеш, блядь. Намаз укымый торганда басарга тиеш, блядь. Аузына тычым. Если ты башкорт и если ты татар, блядь. Все. У нас нету разделения, блядь. А у этих есть, блядь. Борода, значит, враг, блядь. Видите, как шайтан, блядь, превзошел в ихних, блядь, пониманиях, как, а?
как диктует, блядь. Для них нас, шайтан ихний, делает для них врагами. Ну, Аллах Таалам bularga ko'rsatmaydi baribir. Hozir bo'lmasa ertaga dunyoda jahannam bularni jiri. Запрещено совершать хадж до 45 лет. Астафируллах, астафируллах. Пиздец нахуй. Запрещено давать детям арабские имена. О, блядь. А какие имена надо давать, блядь? Пиздец. Запрещено проводить исламскую свадьбу, посещать паломников и детей в исламские праздники. Запрещено фотографироваться с бородой и хиджабом на паспорт. Ужас, блядь, нахуй. Кстати, недавно вырвался бедный мой друг, один таджик. Приехал в Германию сейчас. Тоже вот так Инстаграм снимает, что за хуйню страдать начал в последнее время. Но про Таджикистан он боится что-то говорить, значит. Понятно, понятно. Вот поэтому, наверное. Кстати, у него нету бороды. Надеюсь, здесь поставит бороду, не знаю. Запрещено фотографироваться с бородой и хиджабом на паспорт. Охуеть. Ну да, у него нету. Бритые, сука, пиздец. Лакированный нахуй. Запрещено молиться в мечети, которой нет в официальном списке. Под этим предлогом было закрыто более сотни мечетей, а некоторые из них превращены в чайханы, рестораны и ночные клубы. Сексом можете заниматься. Молодцы. Вначале женщинам было запрещено носить черный никаб и хиджаб. Мусульманкам запретили носить исламский хиджаб. Ну да. Продавать религиозные книги, включая Коран, запрещено. Таджикистаном управляют остатки коммунистов. Религиозное состояние таджикской нации стало таким же, как религиозное состояние периода СССР. Да шайтаны управляют, какие нахуй коммунисты, блядь. Имам Али Рахман, сука, блядь. Ты носишь свою фамилию и позор твоей фамилии, блядь, тварь. Какой ты Рахман, блядь, ублюдок. Ну вот тут, короче, выползла это, которая меня блоканула в WhatsApp. Аида Абдрахманова, тоже овца тупорылая. С этого замдиректор этого Рафиса Кашапова, блядь. В этом Бейсис Татарстан, блядь. Хукматта, блядь. И что она говорит, блядь? Акция и пикет членов правительства не зазывала. Против террора, против татарских национальных активистов и защита Зинура Аглиуллина. А чё за защита Зинура Аглиуллина? Зинура Аглиуллина, что с ним произошло? Зинура, чё? На прошлой неделе в очередной раз был задержан Зинур Аглиуллин, аксакал татарского национального движения. На него завели уголовное дело. Зинур Аглиуллин обращение к соответственно за рубежом выйти напротив посольства России в страна проживания. С этим Зинуром Аглиуллиным я постоянно цапался нахуй в группе нахуй блядь, хуеплета этого татара, так скажем, татара, блядь. Тоже татарин с Узбекистана этого, блядь. Иршат Хаби, который в Нью-Йорке сидит. У него был Зинур Аглиуллин. Я всегда с ним цапался. Вот он прям по имени там сидел. Он, значит, аксакал какой-то, мозгоеб. И он наезжал на то, что, блядь, нахуй, я когда высказывался, он пытался меня нахуй еще подъебать, блядь. Получается, вот этот Зинур Аглиуллина схватили нахуй уже. Вот пиздец нахуй. Видите как? Да выебывался нахуй. Вот так вот, Дуслар, короче, надо, блядь, вылазить сюда, а не там нахуй выебываться. Вот и все. Так, что там? Также мы требуем освободить полностью загруженных и прекратить уголовное дело против Зинура Аглиуллина. Ну, я его никогда в лицо не видел, блядь. Что за чувак он, блядь? Интересно. Хрен знает. Что за аксакал, блядь. Посмотреть надо было ему в глаза. Интересно, блядь. Кем я он? Видел я его, не видел, блядь. Где-нибудь. Не наталкивался. Сейчас посмотрим. Покажу я вам, если загрузится. Сука, не грузит. Сейчас. Оно же видео только, видео. А где этот Зинур Аглиуллин? Где его лицо, блядь? Хз, блядь. Не видно, Дуслар. Короче, Зинур Аглиуллин. Если найдете там
в телегу скинете его рожу, так скажем. Так. Вот, видите, Аксакал говорит, видите, Бабай, который пытается топить за независимость Татарстана, понимаете? Опять-таки, мен сізге айтып тұрмын бетінде. Шул бабайлар пытаются, как говорится, взять Татарстан. Ну ладно, пытаются взять нахуй. Но они как бы говорят, типа, они только взять хотят, а типа, по их логике, вот так вот. А кто воевать должен, блядь? Вот интересный вопрос, блядь. По их мнению. Так. Блядь. Чё мешает? Так. Так, имена дети. А, вот тут еще комментарий было мне. Елена Ниясова мне, ну, в этот комментирует, блядь, у меня в Ютубе. Типа про иммигрантов. Я написал, хватит гнать гастарбайтеров. На такую, под эту тему они мне, эта овца какая-то написала. Они денег заработали на 10 лет вперед. В переводе на их деньги. И сейчас предъявляют претензии к России, к своему правительству, почему не предъявляете. Вот такую хрень. Ну, конечно, я ее скриншотил и удалил сразу ее, как бы, блоканул. Суть, она написала, но ей никто не ответил нихуя. Пишут мне только, а ему, вот интересно то, что никто не отвечает, кто пишет. А вот им не отвечает, вот таким не отвечает. Я вот чуть-чуть жду, кто же ему ответит из комментаторов. Никто нахуй не отвечает. А в новом ютубе заметил одну вещь. Написал про кыргызов. Кыргызы там очень жестко сидят там. Кто-то написал, кто-то что-то, до сих пор можете зайти почитать. Сидят, написали что-то такое нехорошее, и ему же внизу объясняют, ты долбоеб, говорит, ты за кого топишь? Понимаете? Они сразу своего начинают лечить. Вот какая идеология правильно должна быть у людей, понимаете? А здесь эта сучка написала, и ей никто не пишет даже, блядь. Я жду, нихуя никто не пишет, я уже блокирую, потому что под него уже узкоёбы нахуй могут написать что-нибудь, лишний геморрой. И так и я его нахуй в черный список кидаю таких. Итог какой? Что безде, как я говорю, нет сплоченности. Нет сплоченности. Никто противоречий не пишет. А особенно башкир, блин, татар вообще не пишет это. Потому что башкир, блин, татарда нет у себя сплоченности. И как он может написать, защищая узбека? Я еще не видел таких, которые защищают узбеков, там, таджиков, кыргызов, казахов в России. Не видел еще таких. Потом еще говорят, кто ты нахуй, там говоришь за узбеков, почему ты говоришь за башкиртов, узбек, кильянцев. Такие комментарии тоже были у меня. Кильянцев, пиздишь про татар, что-то там, Узбекистаннан. Айе, мен Узбекистандан. Узбекистандан нахуй. Но мен Башкортостанда яши тұрған кіші. Башкортостан яғындағы кіші. И поэтому я обязан нахуй это делать, если вы не делаете. Я делаю это дерьмо. Грубо говоря, пытаюсь, блядь, вам показать нахуй, чем вы занимаетесь, блядь, все эти годы. Хуйней страдаете. Вот так вот. В оккупированной Галгайче, Ингушетии, на Экажевском кругу появилась надпись на стене.
Смерть каферам. Русский мир правит на нашей земле, сожжем их души в адском огне. Машаллах. Вот такие вот лозунги должны быть в Башкортостане, Татарстане, везде. Везде такие листовки надо налепить. Сказать, собираемся на горсовете нахуй разъебать русню. И нужно собраться. Бүтін Башкортостан должен ишин тошлап шунда барга тиеш. Которые, блядь, манкурты, которые строят сетки, собирают нахуй, создают какие-то нахуй, блядь, БПЛА, блядь, все, блядь, эти, всю хуйню, кто делает Башкортостанда, Татарстанда. Идите, собирайтесь нахуй. Собирайтесь нахуй. Чего вы ждете, блядь? Кого ждете? Просто кишида до такой степени желание, да, ведь, блядь, яшиси келе. Білесің? Давайте вот поговорим по душам, блядь. Һәрбір кешене яшиси келе, үләсе келмей. Ә нәрсәгә мин үләм икән? Ул үлсен. Нахуя миңа үләргә? Башкасы үлсен. Эй, ана, Украинга барсын да үлсен башкасы. Мин нәрсәгә барам, блядь? Я не при делах, я не в политике. Мына шундый тема белән яшиләр халык хәзер. Шундый халык, блядь, белмим нахуй, сез игелек китермисез, бер качан да сез әйбәтлек китермисез дөньяга. Эгоизм белән үлеп китәсез, шулай ук. Никогда, блядь. С таким же лозунгом ваши дети будут расти. Моя хату с краю, мин башкорт татар булсам да, урыска дус. Урыс безне сиксә дә мин шатланам. Мин радостный. Happy New Year, блядь, нахуй. Везде у вас там. Так, дальше вот такая новость была. В Казахстан с начала 2024 года репатриировались более 12 тысяч этнических казахов. Большая часть из них выходцы из Китая. Мына, көрдіңіз? Казахстанга үзләренең казакларын уже кертәләр. Понимаете? Ә без Башкортстан белән Татарстанга, блядь, этне дә кертәлмибез. Потому что без хуҗа түгел. Без хуҗа түгел без. Алар үзенә халкын кайдандыр изләп тапканлар, казакларны. Әле казаклар бик күп нема да дигәннәр мине ана монгол танышларым. Монголиядә. Так что если завозить Казахстан заполнять, я как в тот раз уже говорил, всю пустыню надо сделать как в Китае. Где-то в Китае же пустыню они пытаются зеленью насадить. Вот Казахстан надо насадить надо зелени и пустить также людей. Казахстанда тоже обширных мест до хера, короче. А вот Башкортостанда эта проблема будет после этой войны. Нам придется завозить. Башкортларны таба алмыйсыз, башкортлар юк. Нам придется завозить всех подряд. Потом всех подряд завезем. Должны у каждого быть, у этой нации школы свои. Это тоже надо думать. Даже, допустим, тех же соседей, допустим, даже заведем. Ну, мыскыллап бетинде, казакларга бетинде. Без бер мәктәп ачып турып, мына казаклар килде, целый авыл, допустим. Мы аларга бит мы не будем, как русские, внедрять башкирский язык. Но это было бы как-то нелогично, да ведь? Мы только избавились от этого русского мира, блядь, и тут приходит людям, мы башкирский внедрять, что ли? Мна, где можно будет потом, как говорится, обломать рога себе. Поэтому двойные стандарты, четырехэтажные стандарты, как я говорил, не должны быть у нас. Безгә самое главное независимость алырга. Ә мәктәпләр булырга тиеш
разный тілде. И должно все государством обеспечиваться, а не частные школы. Частные школы нам нахуй не нужны. У нас есть государство, которое будет, блядь, обеспечивать. Ошарғасы да бұларға тиіш мәктәптә. Завтрак, обед, продленкасы болса, ужин, вот это чаепитие, сағат 4-тә. Все должно быть бесплатно. До 11 класса бесплатно. Потом училище. Училище тоже должно быть бесплатно. Университет. Университет вообще контракт болмасқа тиіш. Потому что укырға әлі бара тұрған кіші юк әлі, блядь. Оларны жәлі битергә укырға. Оларны надо приманить чем-то, чтобы они учиться ходили. Получается, значит, надо все бесплатно делать. И все должно государство оплачивать. Учителям, ректорам и всякой хуйне этой. Коррупции не должно быть. Никакой. Наверное, сказки какие-то говорю. Но это реальность. Это можно сделать. 3 дня. Как я говорю, 3 дня. Башкортостан на Татарстан тро, Москва бара, 3 дня нам хватит. Это не сказки. Шундыхан. И тут вот Манкурт татар бик күп деген. Бірсі йоза. Сирин Гараев. Манкурт. Россия не колониальная империя, а цивилизация с тысячелетней историей, как Индия, как Китай. Сказочники, да, блядь? Россия наследница Золотой Орды, а еще раньше Великой Татарии. Через Россию проходит самый короткий быстрый путь. Транссибирский магистраль. Из Китая, Японии, Юго-Восточной Азии в Европу. Россия не распадется. Россия выйдет из кризиса обновленной и сильной. А вот вы, спортсмены, лимитрофы, выживете или исчезнете в разворачиваемой сегодня всемирной катастрофе. Это вот вопрос. Мна. Понимаете? Вот с таким маразмом, с такими идиотами нам надо бороться. Мына башкорт белән татарга это касается. Это вот татар манкурты. Бу татар манкуртлары дохуя. Башкорт үзе әз вообще. Башкортта да манкурт булса, это вообще идиотизм. Бу татарлар все это мутят. Но в то же время я не хочу, чтобы татарларга тоже башкортлар говорили, что, блядь, типа, ну, такие наезды делали какие-то непонятные там насчет языка, там, не языка, мой язык, твой язык, блядь. Блядь, какая разница, чей язык, блядь. Тут кто кого ебал уже неизвестно. А известно то, что безне хас сигалар. Шу сигудан шығырға керек бізге. Қолғаны бізге вообще қораңғы, блядь. Кімні тілі, мені тілім, сені тілің. Допустим, мына английский. Английский, просто в мире английский давайте возьмем. Английский кімні тілі ол вообще? Кімдір оны ішлеткені үшін кімдір, блядь, присмыкал? Это какого мы нахуй маразма распустили, что башкорт тілі ол татар тіліні какой-то сленгі екен. Сене что, жалко, что ли? Если на то пошло. Мен, может, қазақ тілінде сөйлесем. Или өзбек тілінде сөйлесем. Но Башқұртстанда яшим. Мен башқұрт тілін вообще қолданмаймын керек болса. Но мен Башқұртстанда яшим. Өзімнің тілім білән. Мына, шунарға біз если жауап тапсақ, мы тогда только сможем что-то оценить. Что будет дальше? Потому что, когда мы будем утыкать сенің тілің, менің тілім, Казахстаннан, Узбекстаннан, Кыргызстаннан, Таджикстаннан келгенлер, они охуеют это увидев. Они скажут, что за хуйня?
Men bit boshqirdni da anglayman, tatarni da anglayman deya u. Boshqa qozoq bilan o'zbek. Меня до сих пор это, сейчас даже об этом говорят. Кыргызлар да шуны aytadi. А мында, понимаешь, башкирт bilan татар не могут поделить. Чей же это язык, блядь? Поэтому, когда вы историки, дохуя знающие, блядь, нахуй, если вы такие умные, нахуй, и пишите мне комментарии и так далее, блядь, превозноситесь, нахуй, своим языком, siz boshda, нахуй, блядь, Boshqirdistonda boshqirt maktablarini ochib qo'yig'iz, нахуй, Tataristonda tatar maktablarini, а потом выебываетесь. По-другому никак, нахуй. Вот shundagina dars bera boshlasangiz, geometriya, fizika, блядь, все, блядь, нахуй, bizni tilda bo'lsa, shunda so'ylashirmiz. Чтобы я тоже ozgina подучил литературный язык. Потому что men, допустим, mana bir kunni tatarcha сөйлешам degan bir какой-то хрень есть, где-то там выскакивает ВКонтакте или где-то там, men tatarcha сөйлешам или что такое. Men boshqacha сөйлешам deganni men ko'rganim yo'q даже. И onda, блядь, hayvonlarni ismlari qo'yadi, ko'rib qoldim. Блядь, я не знаю, копировал я в телегу, кидал или нет группу. Hayvonlarni ismini, блядь, даже men bilmayman. Блядь, дохуя hayvonlar bor dunyoda. Men uni ismini bilmayman. Ну, o'ris tilida bilaman, блядь. Men uni o'zbek tilida da bilmayman hayvonlarning ismini, блядь. Хз, блядь, нахуй. Анаконда, допустим. Narsa bo'la u o'zbekcha, narsa bo'la u tatarcha. Хз, блядь. Kobra bilmaymiz. Yılan. Aymi? Допустим, aytam. Eshakni bilamiz, molni bilamiz, и все, а другие вещи мы не знаем. Потому что maktab yo'q. Maktab bo'lmag'ach, uydagina oni o'qib bo'lmaydi. Uyda da o'qiyim desang da, uyda da bir kitob kerak-da endi. Kitobni kimdir chiqarga tegish. Qozon nashriyati. Qo'ya u Qozon nashriyati yo'qoldi. Yo'q, quttag'imda chiqmay biladi. Butun yerda Qozon deganda bit u ishlatilmaydi, u kitoblar yo'q. Я его, блядь, может, в детстве видел, эти Qozon nashriyati, блядь. А Уфанiki qo'ya. Вот тут еще одна рекламная. Этот пишет, чувак с Казахстана, да, он родом? Немец с Казахстана или я не знаю, кто он. Почему 250 тысяч узбеков приглашают на работу в Германию? И зачем 250 тысяч украинцев уехали из Германии? Вот на это он что-то дает вопрос, я не знаю. И тот пишет, прощай, немытая Россия, 6 дней назад, кто-то пишет. Очень интересная, хорошая новость. Как раз сейчас русские яростно выгоняют мигрантов и гастарбайтеров, узбеков, таджиков, кыргызов из России. Проводят рейды, ловят людей, сажают, гонят на войну, унижают их все, мужики и бабы и молодежь. Может, кто-то из мигрантов и сможет поехать на работу в Германию. Там в России узбеки работают строителем на фабриках и заводах, пищевой отрасли, в сервисе, уборщиком улиц и дворов и т.д. Это я вам не говорил. Это они пишут. На малооплачиваемых работах с плохими жилищными условиями. Русские обвиняют азиатов во всех несмертных грехах, ругают. А ведь эти люди не пьют, не матерятся, уважают старших, тихие, утрудливые. Ну, не матерятся уж не ко мне, конечно. А как они готовят плов и манты, разные шашлыки? Вот это по теме. Но для русских они всегда черные, черножопые, чурки и т.д. на богатом и великом русском языке. Думаю, терпеливые узбеки наелись русской культурой, русским гостеприимством, русским расизмом и ксенофобией. Те, кто уже уехали работать в Европу, США, рады условиям работы и проживания, оплате труда, медицине, охране труда, толерантности. Во, толерантности. Как мне один братишка узбек говорит, вы, говорит, в толерантной Европе живете, блядь. Да, да. Толерантной Европе, натуре. Когда
там, я не кричу, где же тут геи, где же тут голубые, где кто кого трахает. Я об этом не говорю, потому что меня похую. Похую, потому что Харбер бенде Аллах Тааламны Крымда өзі жауап береді. Но Башкортостан и Татарстанда я не говорю, что мы гейские клубы будем открывать. Я против этого. Поэтому Харбер нәрсекей дәүләт үзенә канунларын чыгара. Без кысылмыйбыз, алар да безгә кысылмый. Все. Вот примерно такая тема. Чем учить русский мат, лучше им учить немецкий и английский языки. Не надо нервничать, как в России, вздрагивать от вида полицаев, ментов, от ругани русских старух и пьяных молодух, от кулаков скинхедов. Рыба ищет где глубже, человек ищет где лучше. Германия богатейшая страна Европы, не русские, немцы лучшие буквы. Ну, не скажу. Мында енді немецларны бик мақтағанлар, енді не скажу, я здесь свою, блять, лепту нахуй добавлю. Мен Норвегияда болдым, нацизм онда бар. Германияда болдым, онда да нацизм бар, біткәне юк, имейте в виду. Почему? Я вам скажу тайну. Германияда сколько, блять, процентов узкожопых живет? Да хуя и больше. Это их второе приземление. Россия, когда буря, они живут в Германии. И в любой момент эти пидоры нахуй начинают кричать, что они узкожопые, начинают выебываться везде. Понимаете смысл? Не говоря другие места, там по чуть-чуть давит, но Германия, да, немец там же может яртысы келеді нахуй, яртысы урыс, яртысы немец. Вот так можно вычислять их. Вот точно знаю, блядь. Куда ни плюнь нахуй, блядь, узкожопые, блядь, Германии. Куда ни плюнь, блядь. Поэтому больно нахуй обольщаться тоже не надо. И самую такую тематику понял, блядь, вот именно Узем Франции, да, понимаю, что нацизма нахуй во Франции, Аллах шикар, реально нет. Реально нету. Здесь такого нету. Просто потому что здесь этот аплар. А арабы это не турки. Поэтому турков с арабами тоже нужно научиться различать. Турки в Германии, они пиздолизы. Это уже коренные пиздолизы. А арабы, они, допустим, что-то если не нравится, они начинают выебываться. Это не тот контингент людей. Это как мы, вот. Допустим, нам что-то не нравится, мы начинаем выступать. А у турков нет такой хуйни. В Германии как шелковые нахуй живут турки там. Шелковые. Из турков, если их назвать можно турками, курды. Самые выебистые это курды. Вот курды нахуй каждые 6 секунд могут бушевать. Но не турки. Поэтому, как говорится, пока яшап көрмейсің, білмейсің құттағымды. Так. Нерусские Елизавета Александровна Зорина о ксенофобии. Фамилия на ИЖТГ займе. Однажды меня с подругой калмычкой не пустили в кафе в центре Петербурга. Получается, это русская с калмычкой подругой где-то были. Широкоплечий охранник перегородил нам дорогу и сказал: для вас нет мест, хотя за его спиной был почти пустой зал. Дело было в том, как мы выглядели в цвете наших волос и разрезе глаз. Мы были не русскими. Понимаете? Как один видос видел, где-то еще я говорил вроде бы об этом, куда-то я сюда закидывал, как черного не пустили в Америке в ресторан. Он вроде бы как артист туда пришел, но его не пустили покушать. Но выступать ему можно как артисту, а кушать с белыми нельзя. Принцип ресторана.
такая же хуйня, блядь. Мои подруги часто кричали на улице и в транспорте: эй, узкоглазая, вали свой Китай. Блядь, пиздец, да, блядь? А мне старые добрые понаехали черножопые. Вот такая хуйня. Ну, тут дохуя чего, блядь, уж читать не буду. Понятно, короче. Нацизм не останавливается. А башкортнада, мне кажется, күзі қысықы вроде бы. Менің нәнәмні да күзі вроде бы не крупными прям были. Ну, кысығырағы. Поэтому, если мы, получается, уважаем друг друга, уважаем, любим башкорт, татар, и нас не уважает узкожопые, получается, нам надо, наверное, научиться уже, блядь, нахуй им отвечать. Сколько мы можем молчать, блядь, если нас будут чмырить годами, блядь, нахуй. Вы, блядь, уже сіңіп кеткен, получается. Сүйекке қадар, блядь, сіңген болғаш, значит, надо, ничектір, блядь, уже очнуться от этого. Да. В Башкортостане голосуют за то, в каком селе будет мобильный интернет в следующем году. Даже мобильный интернет по голосованию, оказывается, у нас устанавливают. Что за колхоз, блядь? В 21 веке, блядь. Мощный интернет. Вот насчет этого можете, конечно, удивиться. Европа, да, интернет слабый. А Россия, да, самый мощный интернет, блядь. На самом деле. Пиздец мощный. Но из-за того, что вот таких нет антенн, вон там напротив где-то там мигает у меня, если не видно тут. Из-за того, что нет антенн везде, у нас слабый. Башкортостан тоже слабый интернет. Мегафон, непонятно, блядь. Самый хороший только у нас МТС, говорят там. А хороший интернет только в Москве. Мегафон, Билайн, МТС. Почему? Потому что регионам нахуй интернет, блядь. Они же рабы, блядь. А в Москве только хозяева живут. Поэтому у них мощный интернет. Вот и все. Чтоб нас, блядь, нахуй не баловать. Заявление Лиги Свободы Нации о последних ксенофобских заявлениях русской общины. Советник по международным делам Лиги Свободы Нации Доржо Дугаров прокомментировал все более растущую активность России элементов. Вот это я понимаю. Ответ бурятов на антиисламское заявление русской общины. Доржо Дугаров. Болт-Баттер, вспомнил. Нәрсеке, семья достым, монголлар бар деген ем енді. Болт-Баттер ире, и инктой хатыны. Инктоя, и мен төте тойы деп үйреймін енді анарға. Орысша сөйлешеміз енді аным білем, мен монголша білмеймін да енді. Олар біздің тілін білмейлер. Натуральный монголлар. Нәрсеке, Улан-Батор ма, қойдан алар, шыннан. Нәрсекей. Вот. У них вот такое имя должно быть. А не Александра, как я вам читал до этого, еще кто-то. А вот Доржо Дугаров. Вот примерно вот такие имена должны быть. У бурятов, у якутов, у тувинцев. Вот такие имена, а не какие-то крещенные узкожопые имена. Примерно у них вот такие Болт-Баттер, Инктой. Вот такие имена должны быть. А не так Ишмат-Тошмат, блядь, пиздец нахуй. Всех шукомдырган, блядь. Ну да, в России хотят возбуждать дела на иностранцев за русофобию. Еще одна причина сажать вас, всех азиатов, и в армию отправлять. Потому что они еще не хотят останавливать войну. А им еще люди нужны, еще, как говорится, мяса надо. Мяса мало.
Понимаете? А мясо в цене нынче. Кадыровцы или титушки? Вот титушки, кто такие, я не понимаю. Теперь в каждом регионе России. Колониальный режим усиливает своих наместников. Ну вот. Айтып тұрам бит енді. Манқурты будут мочить нас самих, если мы баш көтәрмәсәк. А без башкорт татар була тұрып, или там чечен, Дагестан була тұрып, біз үзебезнең манқуртларыбызны үзебез башын алырга тиешбез. Это вот в полном серьезе. Потому что алар урыс белән кушылып, безне башыбызны алалар. И тут получается что? Бездә чиста нация калмый. Бездә пычрак нация кала. Пычрак нация это манкурты. Манкурты, которым похую он кто. У него нет идентичности, у манкурта. У него есть только хозяин. Хозяин, который прикажет ему, что делать, он это делает. Шундай хәл, дуслар. И тут чуть-чуть община Евразии, мы надо жибергенler, так, для общего понимания, наверное, почитаем. От тенгри к Аллаху, ну вот тенгрианство. У монголов, кстати, как раз тенгри они. Тенгри. Она говорила, я говорю, кто ты? Она говорила тенгрианство. Тенгри. Получается, раньше вот были тенгри, но эти монголы до сих пор тенгри, короче. Трансформация, так, от тенгри к Аллаху, трансформация верования в Центральной Азии. Тенгрианство или тангрианство – древняя религия распространения среди тюркских и монгольских народов Центральной Азии. Ее корни уходят глубоко в историю, возможно, к временам неолита. Основной основой этой веры было поклонение богу неба, Тенгри, а также почитание природных духов, джиннов и предков. Происхождение тенгрианства. Джиннов и духов. Ну, видите, вот тут уже ошибка идет. Тенгри к богу неба хотя бы можно было бы как-то простить. Но уже когда идет духов, джиннов и предков, ну это уже полный идиотизм идет. Мен мана аңламайм вообще. Мен бит енді көп китап оқыған кіші түгіл. Для меня это как бы нонсенс, блядь. Происхождение тенгрианства возникло среди кочевых народов евразийских степей. Формировались на протяжении тысячелетий, впитывая элементы шаманизма и анимизма. Мына көрдіңіз, шаманизм уже бұл шайтанны дусты дегені енді бұл. Достигло это то же самое, что в Дагестане, в Чечне танцуют же они. Аллах Акбар, вот это зикр делают, такие танцуют, да? Ну, это тоже один вид идиотизма. Это как бы, блядь, с любым я поспорю. Это не наше нахуй. Это ихняя форма зикра. И они будут отвечать за это. И мы не можем их переубедить, потому что это приведет к войне. И получается, это ихняя ноша. И эту ношу они сами будут отвечать перед Аллахом. Поэтому мы также монголам, допустим, бурятам своим, сахаларга, біз не будем внедрять, как этот узкий мир, как Иван Грозный крестил наших татар. Мы такую хуйню, мы не сможем это сделать и не имеем права делать. И когда нам говорят, что какие-то сектанты, блядь, что этот неверующий и мочи его, под таким лозунгом мы не должны жить. Поэтому, когда нам отходят от Корана налево-направо, все, нахуй, нам они не нужны. Если они с миром жить будут в Башкортостане, Татарстане, подобие Хизбут Тахри, Вовчики, блядь, эти всякие, блядь, хуеплеты, для меня они хуеплеты все равно будут. Если они, блядь,
придумывают свои книжки, блядь, как свидетель Йогова, да, ведь, блядь, начинает говорить там, Бог такой был, начинает им виды приспоставлять, да, ведь. Нет, все. Они, если не взрывают у нас, живут тихо, пусть живут. Если они начинают взрывать нахуй, значит их нужно утилизировать. Нахуй. Просто утилизировать. Вот и все. Мозги, чтоб нам не ебали. И постараться привести их, блядь, к нормальной жизни, нахуй. В идеологии вообще. Формировалась на территории... Так, понятно. Достигла рассвета период тюркских каганатов 6-8 века нашей эры. Ну, видите, вот был Нарсекей до ислама вот такой вот выход. Был Маганин, да, Оларган, за что-то же они должны были все равно верить. Это человеческий фактор. Что-то. Вот и они верили, блин. Вода, воздух, там, хош-пош, блядь. Ислам, зародившийся на Аравийском полуострове в 7 веке нашей эры, начал распространяться в Центральной Азии примерно с 8 века. Этот процесс был длительным и неравномерным. Первоначально ислам проникал через торговые пути и миссионеров. Активное распространение началось после арабских завоеваний в регионе. Массовая исламизация происходила в период 10-14 веков. Замещение тенгрианства исламом происходило по нескольким причинам. Ислам предлагал более структурированную религиозную систему. Мусульманская культура воспринималась как более прогрессивная и цивилизованная. Принятие ислама часто было связано с политическими и экономическими выгодами. Ислам успешно адаптировался к местным традициям, частично включая их в свою практику. Однако процесс не был мгновенным. Многие элементы тигрианства сохранились в народных верованиях и обычаях даже после официального принятия ислама, например. Почитание святых мест, мазаров, часто связано с древними культами. Сохранение некоторых шаманских практик, продолжение традиции почитания предков. Ну да, есть такая тематика, почитание предков, об этом даже мне, помню, что-то двоюродная сестренка говорила об этом. Типа надо, говорит, на могилу съездить кому-то там в Самарканд, куда-то еще там, Бухару, куда-то там, типа этот, дуа сделать там, что-то такое. Что-то я не понимал, что за нахрен. Ну вот эта тематика, наверное, тоже вот способствует таким местам. И, конечно же, добавим сюда вот этот, когда я до ислама я не понимал этого, после ислама более-менее мне открыли факты, и как этот, Навруз, вот Навруз, который мы проводим Навруз, это тоже, блядь, нахуй, солнцепоклонников. Это, блядь, нахуй пришло со стороны, блядь, таджиков, персов вот этих, вот этот ебанизм. Если ошибаюсь, подправить потом. Вот это Навруз, как бы можно было бы как-то сказать его, как бы конец посевов там, блядь, как бы да Сабантуй, хотя бы, да ведь? Но бизнес Сабантуй, да, не говорится, что мы поклоняемся солнцу. Сабантуй это праздник плуга, блядь. Это тоже как бы, конечно, блядь, его с Аллахом нельзя преподносить. Там и не преподносится это. А вот Навруз, я охренел, когда узнал, что это солнце огнепоклонников, солнцепоклонников, блядь, ну это же пиздец нахуй. Это полный нахрен, вот этот, такая же тема нахрен. Многобожие. Ана, ишетасizmi? Alloh Alloh deb arabu oqronda. Сөйләшә үзе белән үзе, Аллах Аллах дия постоянно. Хоть и он наркоман, хоть и этот, да, ведь, но Аллах аузынан чыкмый, арабны. Понимаете смысл? И каждый будет заслуживать по своим поступкам. Выхода нет у нас. Суть барабар Аллахны онотмай. А не говорит там, я тигрианство, там, солнце у меня там, или там еще кто-то есть у него. У него всегда аузына Аллах шыға. Алкаш болса да. Или там, я не знаю, он чокнутый, я не знаю, кто он. Видите, 1:30 он не спит, музыку врубает, не спит, у него кайф ловит он, потому что в натуре он наркоман, мне кажется. Потому что я с одним грузином был наркоманом в тюряге, когда я был. Он этот, такой же темой страдал, короче, об стенку лез, блядь. Меня, говорит, ноги грызут, блядь.
Меня грызут, говорит, нахуй. Вбился об стенку, нахуй, потом. Пиздец, я охуел с ним, блядь. В камере, блядь. В Германии. Вот так вот. Наркоман был, блядь. Ломки, во, вспомнил это слово. Ломки, блядь, у них. Ночные, блядь. Так. А вот. Сегодня ислам является доминирующей религией в большинстве стран Центральной Азии, но интерес к интегрианству, как и к части культурного наследия, растет. Некоторые группы даже пытаются возродить эту древнюю веру, видя в ней источник национальной идентичности. Ну, я не знаю, я с этим не согласен, как бы, это полный, короче, опять в дикарское состояние спуститься. Стать дикарями, нахуй. Вот если к этому приведет оно, нахуй это нужно. Таким образом, переход от тигарианства к исламу в Центральной Азии представляет собой сложный исторический процесс, отражающий культурные, политические и социальные изменения в регионе на протяжении веков. Но так как ислам распространяется быстрее остальных религий, за ним будущее. Само собой, само собой. Kur'an, Kur'an bo'yicha biz yashasak, Alloh bersa, Boshqirdiston, Татарстан, все будет нормально. Не нужны нам нахрен какие-то ярлыки на себе вешать. И не нужно. Вот как раз вот ФСБ нужен ХИЗБ. В Казани Вахитовский район суд, который считается дежурным ФСБшным, арестовал на 2 месяца 4 мусульманок по подозрению в создании ячейки террористической организации. Ну все, мына киртәләр инде уларны 2 аймы. Онда бер эләккәч уже чыкмыйсың ондан. Ничә кеше бына мин беләм бит инде тегрәс әйткән идем. Казанда утыралар по полной программе. Мин танаган кешене дә, так скажем, ире утырып чыккан. То ли не помню инде, блядь. То ли 8 ел утырган, блядь, то ли... Ну, до хрена утырган, блядь. До хрена, блядь. Понимаете? До хрена берали, утырало за то, что там что-то сказал против, по исламу. Против русских. Ну, тоже, наверное, вот так вот хизбуты были, наверное. Хозанда бит хизбутлар до хрена, блядь. Пиздец, там секты эти всякие, блядь. Соляв еще эти, еще какие-то, блин, да хуя и больше. Короче говоря, им инкриминируют статью 205.5 Уголовного кодекса организации участия в деятельности террористической организации. 15 лет свободы лишения. Понимаете? До чего докатились. Тут Алсынова посадили там на 4. Этих 15 лет еще им. Вот так вот. Вот ее муж Амир Хакимуллин ранее был приговорен по той же статье 17 годам колонии строгого режима. С одной из арестованных мусульман задерживали ее мужа. Пиздец. Я хуею, блядь. Мусульмане из этой республики говорят, что большинство хатильских хизба осуждены и находятся в колониях, либо эмигрировали из России. Поэтому теперь взялись за женщин. Первое дело по статье этой части, первой и второй, в отношении мусульманок было возбуждено в 2015 году. Тогда их оставили на свободе. Взяли подписку о невыезде. Заебись. Но под угрозой срока сестры с детьми тайно покинули, сестры с детьми тайно покинули страну и попросили убежище в Украине и других государствах. И вот теперь вторая попытка осудить женщин по террористической статье. Ну вот видите как? Почему-то Хизбут Тахрилар, манда Европада спокойно Тахрилар, никто их не сажает. Вон полно этих хизбутов, блядь, в Швеции, в Норвегии, блядь. Хуева туча с Узбекистана, блядь. Хуева туча. И нормально живут. Здесь нет такого идиотизма, как в России, понимаете? Поэтому уничтожение России только приведет к спокойной нашей жизни. Башкортостанда, Татарстанда. Мен бит айтам бит инде, күптәрен җепелдәтмәсәләр, бұлар, если взрывами не будут заниматься эти хизбуты, Башкортостанда, Татарстанда пусть живут. Похую. Мы же демократическую страну строим. Значит, они должны жить. Потому что олар да татар, башкорт. Просто у них мозги нахуй на бикрене нахуй. Ну, что поделаешь, с тупорылыми тоже приходится жить. Мы же не можем откинуть свою нацию куда-то, сказать, что он тупой, блядь.
И тех же, допустим, инвалидов вышвырнуть куда-нибудь и так далее, и так далее. Давайте будем всех вышвырять нахуй. Вон там пол Башкортостана, Татарстана белән килә әле инвалидлар. Аларны кая чыгарып чөергә? Хизби очень удобное решение для ФСБ. Вооруженный спецназ выезжает на задержание террористов, соответствующей оплаты, при этом гарантировано, что сопротивления не будет, а следовательно лепить дело на основании подкинутой литературы и показаний засекреченных свидетелей. Это просто вариант от отдыха. Это не самоубийственные операции на Муджахид горах, где можно и пулю схлопотать. Поэтому даже если пересажают всех реальных членов Хизб Тахрир, система будет продолжать фабриковать новые дела в членстве террористической организации. Вот и все. Рахат дунья. Жинель бетуневер, понимаете? Лычки зарабатываются, все такое. И всяко в этой поеботине всей, да, ведь работали вот эти менты, которые брали татары. Татары. Башкортостанда башкортлар, татарлар. Вы что думаете, нахуй? Менты? Татаров нету, что ли? Я сам лично знал этого гондона из 6-го отдела, нахуй. С Татарстана, в Москве работал. Перевели почему-то, больно, наверное, дохуя лизал. Москву его перевели. Москву на Ленинский проспект, нахуй. Нахуя перевели, я не знаю. Блять, звали его вроде бы, блять, не спиздеть, нахуй. То ли, нахуй, Руслан, блять, то ли Рамиль, блядь, хуй его, блядь, что-то такое, блядь, из 6-го отдела. А 6-й отдел? Что за отдел это? Вроде бы пиздец, охуенный отдел. Больно охуенный. Шундыхаль. Поэтому, исходя от этого, дохуя вот этого дерьма татарского, до хрена. Поэтому эти манкуртов надо мочить. Их жалеть не надо нахуй, потому что у них и семья зараженная такая же, манкуртская. Потому что этот хуеплет, эти дерьмо нахуй, которое он зарабатывает на взятках, и все это дерьмо он приносит домой. Поэтому, как говорится, у него вся семья питается этим дерьмом. Вот и все. И это они называют халяльный труд, когда они, блядь, ни за что, блядь, шьют нахуй статью, блядь, иголочки, иголочки. Хоп, татуировочки нахуй. Не шейте мне статью, да? Девочки-припевочки. Зечки. Так, Мурашулай. Черная вдова в поисках очередной жертвы и белой лады. Что за дерьмо? Рассматривала только военных. Была замужем за офицером. А, так, овца какая-то, знакомится. Уважаю участников спецоперации и живу войной уже 3 года. Там же мои братишки и друзья. Хочется найти уже стабильность и надолго. Готова снова войти в режим ожидания. Верная. Пиздец. Верная. Черная вдова в поисках черной жертвы и белой лады. Ай, блядь, хуей над людьми. Вот так вот. Вот видите как? Вдова, короче, 5 лямов получила. Я уже от себя добавлю. Ищет другого уже. А чё? Опять хлопанет нахуй. Опять 5 лямов. Нормальный заработок нахуй. Нормальная дружба нахуй. Нормальная ебли нахуй. Заебись. Мурашунды хатунлар нахуй. Мен бит инде далеко мне ходить не надо. Мені бывшием тоже шундай ук айтты. Соғышқа бар дейді. И 200 000 айына эшлисең дейді. Я же постоянно искать төшерәм бит инде шуны, блядь. Так, тут не почитал сейчас. Почитаю комменты. Какую тысячелетие? Раши, если посмотреть, даты ханов Золотой Орды, ложь вылезет. Книга Гитлера «Майн Каф». Угадайте, кто больше всех берет. В Германии много русских и казахских немцев. Они давно русифицировались. Да, необходимо привлекать тюркских иммигрантов в своей республике, тогда у вас будет большое сообщество. Русские будут себя неуютно, начнут уезжать на болото. Само собой. Само собой. Бізге Средняя Азия, само собой. Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. Оларға зеленый свет боларға тиеш. Я же говорю, границ у нас не будет.
Заехали, здесь будут жить. Заехали, уехали, у себя будут жить. Похуй будет. Вот примерно вот это должно быть у нас. Ничего не должно там контролировать, даже ничего не должно там, блядь. Там нечего контролировать, там не должно быть границ, блядь. Всего лишь у него будет свой паспорт, так скажем, зеленый, да, узбекский, допустим. Или там голубого цвета, синего цвета, казахский, допустим. И у нас какой-нибудь, я не знаю, блядь. Или Башкортостанга, Татарстанга, или паспорт ее, акшасы югали, блядь. Вот так, мечтать, так скажем, пока можно только. Шулай. Поэтому хотелось бы, конечно, знаете, мына, туғанлар, чтобы, блядь, Башкортостанда, Татарстанда, блядь, реально, блядь, русских не было. Потому что они, знаете, вот, мына, кішіні бит бір мәртәбә, блядь, мына нәрсәгедер обижать итәсең бит, мына ачуландырасың бит кішіні, әйме, бір мәртәбә. И у него будет, останется, а именно мына урыста ул бар ул нәрсә. Останется у него обида, мстить. И начнется внутри Башкортостана с Татарстаном какое-то гниение. Вот эта гниль будет постоянно превосходить себя. Вот вы нахуй, типа, взяли независимость, теперь вы начали наезжать на нас. И это все будет отрицательно идти, блядь, московские болота. И вот это вся кипиш нахуй, и внутри греть змею, эту кобру, я думаю, не стоит. Шунарга грубым образом их нужно будет нахуй оттуда выселять. Вот как они крымских татар с чеченцами, с черкесами выселяли Казахстанга, Узбекистанга, біз де шуларды должны будем выселить нахуй. В первую очередь это навальнистов, само собой, навальнистов нахуй надо послать, путинистов и все это русскую узкую общину, которая ходила, бегала по Уфе, блядь, поднятыми руками нахуй. Там, типа, фашистскими. Она примерно из этой категории людей надо вышворачивать нахуй, освобождать нахуй ихние дома, и эти дома как раз выдавать тем людям, которые захотят приехать в Башкортостан. Бесплатно. Бесплатно. Всем. Вот эти дома. Все. Как это местоимением, местослагаемое не меняет значение, блядь. Что-то в этом роде, блядь. Ничего не должно меняться, просто, как говорится, кишисегина олмаша. А дом, хата, все остается на месте. А они просто своими чемоданами садятся, 1500 километров пиздуют московское болото. Если оно еще не будет хохлядским болотом. Короче говоря, олар икisi de один сапога, два сапога пара. Вот они проебаться должны оба нахуй, по сути. Вот и все. Башкортостан для Татарстана. Біз де шундай ук нацизмға тиішбіз, я думаю. Ну, имеется в виду, не как, блядь, нахуй Иван Грозный, блядь. Мы же их не будем приводить в ислам, да ведь? Ну, хотя бы, блядь, нахуй, вот таких жестких правах мы должны их пресечь. Своими, так скажем, уставными законами. Как в армии, они же уставом ебли нас, ебут нас уставом своим. У нас тоже должен быть устав Башкортостана с Татарстаном, нахуй, выгнать нахуй узкожопых. Вот. Вот, видите, идиотизм их полный рост растет. Ихние умы надо перевернуть только в нашем репертуаре. В России предложили построить 1000 поселков для массового размножения. Да, получается, секс-вечеринки в Европе, там гей-парады, парад прошел, начинают пиздеть, да ведь? А сами что? Массовое размножение они хотят, оказывается, сделать в поселках, в 1000 поселках. Что, в поселках они еблезаводы хотят открыть, что ли, нахуй? Чтобы там каждый день африканцы приходили, ебали этих всех, нахуй. Чтобы быстро понарожать Пушкинов, блядь, везде, нахуй.
Вот я хуею над ними. Нет, блядь, нахуй у норвежцев там или у немцев взять, блядь, как делают они дороги, асфальт там, блядь, да ведь? Нормальные темы. Они только мынандай, блядь, әлләнде буксидик нәрсәләрне, блядь, җыялар нахуй Европадан и создают в своем, блядь, мире дерьмо опять какое-то, блядь. Потом они говорят, там же геи, там же эти, а тут что? Групповой секс, блядь. К этому хотят они построить эти поселки, блядь. Размножение, оказывается. Что, курортные отели, что ли, там хотят сделать? Чтобы туда все приезжали, размножаться, что ли? И эти российские бабы должны, как эти доярки нахуй, постоянно там рожать. Это идиотизм. Так, я же не... Ага, дошли до этого. Дошли до депортированные узбекистанцы борются за выживание на родине. Дезертира похитили, вывезли РФ. И в РФ, короче. Я же не был вроде в эти времена еще в этом эфире, да, ведь пару дней. Ну вот, насчет депортированных узбеков. Опять Узбекистан. Кимдер меня язган, типа, у нас все хорошо, мы типа не там, не голодранцы, там, не голодающие стране, там, у нас все нормально, типа, у них типа не Африка или там, не Шанхай, не Китай там, или что-то такое он сравнил, да, с кем-то там, самым бедным населением, да, допустим. Ну, понятно, понятно, Узбекистан, да, Аллаха шукр, это нормально, там и жизнь нормальная, то, там не сдохнешь, по сути, да, базара нет. Но когда люди дают интервью вот таким образом и не могут как бы это в себе, как говорится, держать, они же не будут придумывать. Они же не придумывают какую-то хуйню. То, что у них хуево, они хуево говорят. Они же не будут говорить. Вот, допустим, сижу я же не могу вам сказать, что у меня все классно, все, я заебись живу. Как есть, я вам говорю, как живу, так и живу. Вот с окна вам торчу, живу вот. Они то же самое, но только еще и то, блядь, на видео сняли все это дело, как они живут. А Узбекистан до 37 миллионов. И когда начинает меня язырга, что у них все ЗБ, я точно знаю, там ничего не ЗБ, потому что у меня пол родственников там живут. Не у всех ЗБ. Поэтому Мин призываю, Манашуна в своих эфирах постоянно забываю сказать, вот вспомнил сейчас. Призываю, шу заебись деген узбеклерге. Это касается башкортларга да, татарларга да, я уже 1000 раз это повторялся где-то. Но вот этот момент я, может, не говорил. Бүтін Узбекистанда, как они говорят, Алишер Усмановых нету. Алишер Усманов только один, и то он охотно еврей. Узида хуй поймешь, может узбек, может еврей тоже. Ну явно, блядь, какой-то пиздолиз в России, который, блядь, просто так не разбогател, блядь. Как он говорил, блядь, я начинал что-то в Подмосковье, что-то там мы химичили, потом с другом, потом вот так мы и разбогатели. Хуйня это все. Пока не спиздишь, не проживешь. Вот с таким лозунгом люди богатеют. И поэтому, что я хотел сказать, что если вы дохуя пытаетесь умничать и помочь своим узбекам, также касается башкорт, татаргада и другим нациям, вы, которые уехали нахуй за границу, там туда-сюда, тогда создавайте места рабочие Узбекистанда. Также Башкортостан для Татарстана касается. Создавайте места. Займитесь этим. Каждому нахуй создавайте. 37 миллион екен, значит, 37 миллионына создай. Ну, это, конечно, я утрирую. 6 миллиона урамда юрибіз дедік. Кімдір мне сказал 10 миллиона. 10 миллион безработный.
Rossiyadan hozir qochsa, создайте 10 millionga место им, создайте. Что, Узбекистанда bitgan, что ли? Производство создать места, что ли, нет, что ли? Создайте места, чтобы они не рыпались, Россия. А если вы не можете, когда вы мне пишете комментарии, всякую хуйню несете, нехуй их уговаривать, чтобы они, блядь, не ехали в Европу, а ехали в Россию. Типа, блядь, я не указка им, куда что делать, нахуй, кто-то написал, вот помню, какой комментарий, типа, не указывай узбекам, что делать, нахуй. Но если вам не указывать, и я же как бы всех разжевываю здесь, если я вам не буду указывать, тогда действуйте, нахуй, таким образом, чтобы они, когда вернулись домой, не давали интервью, что им хуево там живется. Значит, создайте им условия, блядь, Узбекистанда, чтобы никто не вякал там больше. А были богатыми все. А если не можете, нахуй, значит, создавайте места, чтобы они в Европу могли уезжать. Дороги, точнее, открывайте. Создавайте вот такие моменты. А Россияga borib унижаться etib yurugingiz, bu foyda tugul bu. Это чистейшее унижение, вот и все. Я не знаю, башкир bilan татарга пытаюсь внедрить, o'zimni millatimga внедрить, чтобы они на войну не шли, а этим внедряю, чтобы они не шли работать. И плюс, говорю, бутынысына, прям всем вот этим 13 говорю, блядь, приезжайте в Европу, вы уже заебали нахуй. То эти, блядь, умирать прутся, а эти, блядь, до усрачки едут подметать московские улицы, блядь. Ну вы определитесь. Потом меня ачуланып yürümәгез. Вы определитесь уже, блядь, на что вы тянете. И потом til baryerini menga aytdilar. Til bilmaydi, uni bilmaydi, buni bilmaydi. Men bilamanmi? Mana men sizlar bilan o'zbekcha, tatarcha, o'rischa gaplashib o'tiribman. Men sizlar bilan fransuzcha gaplashganim yo'q-ku. Parle français. Вот это слово знаю только и все. Учить надо мне. Fransuz tilini bilsam bitimda, блядь, нахуй. Narsa ishlarga можно bunda, понимаете? Ну, urinasi kelmay, bilasizmi? Ko'ngil tortmay, блядь. Ilhom yo'q. Понимаете? А kimda bor ilhom, urinasi kelagiz, yodlag'iz. Hozir уже yodlay boshlarga можете, блядь. Hozir уже читайте, учите сейчас, блядь. Французский, немецкий, английский. Все. Oq yo'l, kelagiz. Но это не означает, что, блядь, сюда, когда вы едете, бояться надо, что от этого мне хуево, от этого мне херово. Нет, не надо бояться. Я в эту воду уже 2 раза окунаюсь, блядь. Аллаха шукр, нормально. Полет нормальный. Просто больших денег сразу я не обещаю вам. Но когда вы едете не по мобилизации, то у вас все двери открыты, вам похую, вам документы не нужны. А когда вы едете по мобилизации или по какой-то хуйне, бежите от политической тематики, вам нужны документы. Поэтому здесь уже будет выбор у каждого разный. Шунарга ishlarga kela turgan kishiga, o'zbeklarga, как Rossiyaga borgan kishilarga, tojik, qirg'izga, munda kelib yashasangiz, вас не тревожит. Каримова нет у вас. Если только от Эмомали Рахмона убежать таджикам, ну, будет тема какая-то. А так вам просто приехать здесь, и вам будет похуй, где работать и что делать. Но зато вы будете как люди здесь ходить, блядь. Никто вас не будет на вас давить, чурка, мурка, да, блядь. Мы их насыпми беркимда. Мында просто рахатланып яшайсыз. Всего лишь я этого хочу вам донести. А вы начинаете, qanaqa ish qilaman, uni qilaman. Men ish bilan ta'minlanmayman. Men ishim yo'q, men o'zimni ham ishim yo'q. Поэтому чем больше вас здесь будет,
тем нам будет лучше. Тем больше будет там узбекские кафешки, рестораны. Интересно же. Этот, bizning контингент была. Вот как Россияда рахаты, шығасың узбеклер, шығасың таджиклар, кыргызлар, классно же. Тут то же самое можно устроить. А то выходишь, одни и те же рожи, блядь, африканцы, эти афганцы, арабы и турки. Заебали, по сути. Что-то наших нету. Надо размножить. Что-то непорядок. Вот примерно вот таким лозунгом надо вас всех сюда загонять. Потому что освобождать надо Россию для великой нашей победы. Так скажем, войны, блядь, нахуй, против Москвы. А для этого, нахуй, вы, как костяк, короче, да, России сейчас на войне. Вы держите все там. Экономически. Поэтому ломать экономически нужно только через приезжих, так скажем, гастарбайтеров, как они говорят. Шунарга, білмеймін, өзіңіз білесіз. Но мен сіздің орныңызда болсам, әйме, ұмтылырым, блядь, әйбәт шәһәрләргә, әйбәт дәүләтләргә, чем вот этот гнилой узкий мир. Вот и все. Я по жизни с детства помню, думал, блядь, почему нахуй все уезжают с Узбекистана, выучив язык, блядь? Почему нельзя было уехать так? Я охуевал просто от этого. Ну, оказывается, они ехали просто работать. А можно, оказывается, просто ехать и не работать, нахуй. А можно и просто ехать, просто жить. Можно и без языка ехать. Да любой способ, блядь, можно ехать. Главное уехать, нахуй. А то, блядь, нас зомбировали всю жизнь, железной занавесью, нахуй, пугали. Этим. Тупые мысли. Чтобы мы не уезжали. А так, как я всегда постоянно говорю, пытаюсь открыть им глаза, блядь. Чтобы никто не боялся. Ехал и все. Nima bo'lsa bo'ldi, chiqib kelaveringlar. Onasini emsin deb. Hech narsa bo'lmaydi, нахуй. Hech narsa. Руки, ноги есть, на хлеб найдешь тут. Вот и все. А для начала, как всем говорю, сперва можете сдаться в беженство. В беженство сдались, они вам все дадут, чики-пики, потом вы уже тут сами поймаете курс, да, что делать надо. И все. И работа найдется, все есть. Парижда эш тығылып нахуй, работать некому нахуй. Вы думаете, что вот эти африканские беженцы приезжают сюда, там арабы, турки, они думаете работают? Нихуя. Они дармоеды. Это дармоеды Европы. Они коренные жители. Они знают, что здесь можно не работать, получать деньги. Они это нахуй не нужно, эта работа. А вот мы привыкли работать. Поэтому килип шляп колагас, пока молодые вы. Нарубите бабла. И открывайте в Узбекистане, блядь, огромные, блядь, тиджаратлар, карханалар очилар, чтобы, блядь, туда загонять уже своих же там, которые не приехали, людей. И вот тогда только можно отток, блядь, этих узбеков организовать Узбекистан обратно из России. Вы этого не можете понять. Это глобальная, блядь, глобализация, которую нужно делать, нахуй. А один никто не может это сделать, нахуй. Они не смогут это сделать. Надо толпой это делать. То же самое, это война, только экономическая война. Экономическая, стратегическая война, которая занесет уже не рубли эти сраные деревянные, блядь, Узбекистан там, или Кыргызстан, или Таджикистан, а уже евро будет капать. Сейчас 1 евро 102, в тот раз говорил, да, сегодня я не знаю сколько. 102, блядь. Ну, 100 был, 1 рубль, блядь, 100 рублей это 1 евро. Ну, представьте, здесь вы получите, блядь, минимум в день 100, допустим, да, вот мне 80 обещали недавно. Блядь, ну пусть 100 будете получать, блядь, 3000, блядь. 300 тысяч рублей вы будете получать. Нихуя, 300 тысяч вы в России, блядь, кутызга секседа и дадут такие деньги, блядь, 300 тысяч, блядь. А здесь легко, нахуй, легко, блядь. Только надо к этому, блядь, так скажем, дойти к этому моменту, нахуй. Дойти это все дело. Ну, попутно язык учить надо. Вот шундыхаль, дуслар. Это так чисто, блядь.
отступление, блядь, от темы было. А так башқұрт bilan татарға да yüzетtim мен. Суғышқа бармаңыз, мында келегіз дедім. Мен все научу, покажу дедім. Плюс мынанда мені шаһарда білесіздер бит енді мына башқұрттар білейін да. Ишмурат мында яшеу. Страсбург, недалеко от меня. Но я с ним еще не виделся. Никак не могу туда поехать, блядь. Ты что, не спишь? Да я буду спать. Теге прикрикан шықмағаш да хуя попиздеть надо же. Шунды хал, достар. Надеюсь, узбекам потом послушают, правильно поймут. Таджикам, кыргызам тоже всем передаю салам, чтобы они тоже это поняли, услышали, что российские паспорта уже пришло время смывать в очко. Вот и все. Смойте нахуй его. Вон, мои паспорта вообще тоже хуй его, где я их хрен знает. А я даже рад, что у меня их отобрали. У меня нет паспортов, мне похуй вообще. Так что особенно еще этот сраный российский, блядь, это пиздец нахуй. Вот так вот. Так, дальше идем. Голос Умы пишет. В Женеве подняли тему подавления протестов в Башкортостане. 24 сентября в Женеве прошла сессия Совета по правам человека ООН, где выступали Марьяна Кацарова, Болгария, и спецдокладчик в области прав человека в России. Она затронула также тему подавления протестов в Башкортостане. Она заявила, что протесты были жестоко подавлены, а его участники получили травмы, были возбуждены уголовные дела. Протесты в Башкортостане стали самым крупным протестом с момента вторжения русской армии в Украину. Ибо Аймакское дело стало самым крупным уголовным делом в истории современной так называемой Российской Федерации. Итак, здесь остановлюсь и добавлю узунда. Лепту свою, блядь, мынағабыз. Бұл тематиканы, мына, не деді Марьяна Кацарова, Болгария. Женеве. Кто им дал этот разрешение эту тему поднять? Второе. Если эта тема, само собой, интересна узкому миру, имперцам, навальнистам и всякой шушере, блядь, это они подняли эту тему. Если это ихнее дело рук, деген кулар шу бұлар қолынан келген бұл іш болса, потому что дохуя по это пиздец несколько дней, блядь, каждая реклама делает. Это все дело дождя, блядь. Это получается на политические очки они зарабатывают себе, баллы. Получается, накрывая, блядь, тем самым нахуй путинский режим. Ну, это минус нам. Бізге бұл плюс түгел. Вы как бы тут, блядь, до крыши не прыгайте нахуй. Это нихуя. Вам как раз таки до этого пример был. Если 224 года назад нахуй Салават Юлаева посадили на 25 лет нахуй, если в то время беспредел был, вы считаете, что это, сказав сейчас, этот ООН сраный какой-то нахуй, если даже в то время, само собой, ООН не было, вот такая тема, нахуй, думаете, будет интерпретироваться, нахуй, в Европе? Куда, когда без керек емес. Олар даже білмей, кто такой башқұрт bilan татар. Поймите, бізді всех Руси говорят. Понимаете смысл? И то, что в Женеве, блядь, про это пропиздошились, не тем самым, что он был башкиртом, вот Фаиль Алсынов. Нет. Это пропиздошилось просто регион России всего лишь. Интерпретация, блядь, что это тоже тот же русский мир. Просто, блядь, этот кипиш нужен, блядь, для этих гондонов, чтобы какую-то очки взять нахуй у Европы и у американцев, чтобы надавить на Путина. Всего лишь. Ни больше, ни меньше. Поэтому мы на эту хуйню не должны нахуй вестись, блядь. Вот дальше в конце. Российская Федерация является государством-террористом. Понятно. А почему Российская Федерация является террористом? Понимаете, вот Мунда говорит обо всем, только чтобы интерпретировать только Россию полную с Украиной.
Он не говорится, что Башкортостан это отдельная, хочешь отдельная там, другая. Yo'q, unda bizga bir nahvoy bir bunday yordami yo'q bular bizga. Это просто этот ход конем нахуй. Пешки там отдыхают просто, блядь. И исходя от этого ko'zbo'yamachilik, как o'zbeklarda aytadilar, ko'zbo'yamachilik, шарлатанство. Шарлатанство, которое, блядь, они хотят просто взять курс на то, что, блядь, в Дагестане бардак, в Чечне бардак, в Бурятии бардак, туда-сюда. Но это все Путин виноват. А мы вот когда навальницы придем, или вот эти Яшин-Куты, блядь, придут, эти, и типа все сделают классно, короче, да, ведь? Главное, нам дайте эту возможность, и все. Мы поменяем быстро, и все будет нормально. И в Башкортостане будет нормально, везде будет нормально. И типа всех выпустят. Алсына всех выпустят. Только с тюрьмы выпустят. А весь Башкортостан и Татарстан также будет находиться внутри большой тюрьмы под названием, как они говорят, РФ. Поэтому, как говорится, вот такие нахуй движения, блядь, нахуй, нам не должны, блядь, нахуй, вообще, блядь, bir quloqdan kirga, bir quloqdan chiqarga тиеш, блядь. Biz вообще quloq solmasga тиешбиз мындай хуйталарni. Потому что каждый играет под свою, блядь, дудку, нахуй. Каждый играет под себя, чтобы урвать что-нибудь, нахуй. Как я до этого еще как-то говорил, Павел Железняк мне сказал, что вот эти, кто по политике топит, навальнисты, получили, блядь, огромную сумму денег, когда они поднимают такую контору. Если в Европе открывается контора по демократии, они же ведь Америка, Европа это демократические эти создали вот эти поебучины. И вот когда это открывается, Америка и Европа таким людям запашляют бабло. Понимаете смысл? Поэтому у каждого есть фирма открытая. Вот на днях тоже увидел у Руслана Габасова Башкорт Орден. Всяко Руслан Габасов тоже кто-то уже запашляет. Но мы не знаем кто. Рафиса Кашапова, само собой, запашляет Англия. Это конкретно Павел Железняк говорил об этом. Поэтому bizga bular только притащит чужой мир, как вот как раз таки узкожопые боятся то, что типа мы уйдем и за нами придет Америка, там Европа и так далее. Вот чтобы вот этой хуйни не было, нужно делать такой конструктивный нахуй диалог, чтобы bizni boshqa bilan totar o'zi jingib chiqarga тиеш. O'zi урысni jingib chiqarga тиеш, а с теми потом только, как говорится, потихоньку строить какие-то диалоги всего лишь. Но не такие, что мы будем зависеть от них. Вот в чем проблема в данный момент. Поэтому вот эта вся хуета, которую они начинают нам писать и диктовать, это все дерьмо. Это все дерьмо, которое выводят они на нас, что и без, блядь, тем самым мы должны, блядь, послушать этот узкий мир, войти, блядь, на Навальнистина Остана или там Яшин-Кут Остана, и тем самым мы живем охуенно. И они нам дадут полномочия, там Башкортостан достанет опять президентом, нахуй, какой-то Кутакбаш, который они поставят, и в Татарстане свой президент будет, и будет называться президентом, обратно вернут президентов, обратно будет регионы, все классно, все как жили в 90-х, все будет классно, все классно. Итог, опять 5-10 лет и в рабстве. Поэтому такую хуйню нам нельзя позволять. Вообще даже думать об этом мы не должны. Дальше. Русские военкоры уже не таясь рассказывают о мясных штурмах, о насильственной мобилизации, о том, что мобилизация не закончена и происходит точно до сих пор.
Мобилизованных с помощью угроз заставляют подписывать контракт. Мына. Көрдіңіз? Отдельно стоит отметить рассказ о мобилизации со свежеоккупированных территорий по отношению к тамошним мобилизованным расистам не испытывали никакой жалости, потому что там были не русские. Аналогично никакой жалости они не испытывают и по отношению к любым подразделениям из национальных республик. Вот и все. Нацизм, получается, полный идет в этом, в ебучих этих, блядь, телеграм-каналах, блядь. Ну, само собой, и в армии. Во, кстати, постоянно этот, блядь, Майкл Наки читает, блядь. Филолог в засаде, блядь. Постоянно, нахуй. Будет ли избыток желающих в здравом уме и с трезвой памяти идти на бестолковый мясокомбинат с возможностью выйти оттуда ампутантом, если повезет? О демобилизации по достижении цели думать уныло. Многие части по несколько составов уже поменяли. Качество значительной массы добровольцев из социально уязвимых и неблагоприятных сегментов общества, принимающее решение по сути на фаталистический авось и руководствующее в первую очередь материальной составляющей. Нихуя, первый раз читаю вот эти ебанутые смайлики, блядь. Эти и смайлик, где, блядь. Хуялики вот эти. Дерьмо ихнее, блядь. Меня ондай нәрселерді оқысыда келмей нахуй. Нам же уже ясно ведь, что есть у нас Осхан районная группа, блядь, в которой меня хорошо вот засунули, так скажем, туда просто так не попадешь. И нам это дает, что он наш лайны, что манкурты Башкортостандан жиялар, блядь, всю поеботину и отправляют, блядь, на войну. Вот и все. Нам этого хватает. Что мы понимаем, что наших по полной программе истребляют, и все. От этого как бы мы уже знаем или как. Все. И вот еще один чувак, короче. Салавату Елькибаеву предъявили обвинение под так называемым байкманскому делу. Вот то же самое вот. Начались 25 сентября, после 8 месяцев его пребывания в СИЗО. Охренеть, 8 месяцев в СИЗО сидит. Он отец 3 детей и единственный кормилец семьи, занимался изготовлением мебели. По байкманскому делу возбуждено более 80 уголовных дел, которые передаются в суды за пределами Башкортостана. Тольятти, Самара. О, еще, видите, Тольятти, Самара, еще Мин, Оренбург, Дептрам. И другие города. Первый приговор был вынесен Ильшату Ульябаеву, который получил 5 лет лишения свободы. О, круто, да? Уже 5 жылға кеткен. Алсенов 4 жылға кетті бетінде. Это еще цветочки. Мы еще не знаем, они сколько могут там еще просидеть. Может, им, блядь, двойной добавят. Может, там еще они, блядь, в тюрьме кипишовать будут, им добавят еще что-нибудь там. Или там заставят в армию еще отправиться нахуй. Койдан білясіз еще? Аллахына біля. Поэтому сидеть, ждать им очень тяжело. Поэтому мы должны извне, блядь, зайти как-то помочь, блядь. Освободить это все дело. Как? Я тут не могу понять, блядь. Давайте как-то сообща надо действовать. Как мы будем действовать, блядь? Вот как мы будем это дело делать, блин? Как нам собрать людей, чтобы они взяли в руки оружие и пошли на Москву? Как это сделать? Вопрос всем и аудитории. Всему миру этот вопрос. Меня, наверное, уже лишат всего, наверное. Вот россиян начнут лишать свободы за оскорбление власти в интернете. Всё, блядь. Я тут пожизненное, наверное, заключение уже получил себе. Я ненавижу, нахуй, узкожопых. За публичное оскорбление может грозить штраф до 1 миллиона рублей. О, пиздец, я миллионером стал, блядь. Обязательно либо принудительная работа или лишение свободы до 2 лет. Угу. До 2 лет посадят и в армию отправят через 2 дня. Сразу. Так. Госдума приготовила, как обычно. Василий Пискарев. Запомните фамилию Пискарева. Пискарчик. Блять, этот Пискарчик должен, нахуй, блять, пизды получить, нахуй, когда мы зайдем, блять. Вот так вот. Ну, что еще тут не обсуждали?
Башкирия, вот это говорил, нет, Башкирия строит школы по концепции но в Кармаскалах конь не стоит. Вроде говорил об этом уже старые же, да? Короче, школы не строятся. Все, вроде прошел. Все то, что было, более-менее сказано. О, началось. Э, Север Реали. Из поселка Новгородской области уезжают местные жители, опасаясь атак на склад с боеприпасами рядом с ними. Об этом издании рассказал один из жителей поселка Котово, который расположен в Акулевском районе Новгородской области. Рядом с населенным пунктом находится 13-й арсенал главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России. Собеседник Север Реали сказал, что люди начали уезжать несколько дней назад, когда в поселок приехала машина с ПВО. Он добавил, что таксисты не справляются с большим количеством заказов, а цена поездки из Котова до райцентра Акуловка, находящаяся в 19 километров, выросла до 1000 рублей из-за спроса. Вот такая хуйня. Все делают ноги. Так что вот так вот. Поэтому я... Так, что тут? 400 тысяч покинут Украину, друзья. Если вам нравится то, что я делаю, и никто не имеет... Что за нахуй? 400 тысяч покинут Украину. Короче говоря, бүтін Башқұртстан белән Татарстанны юлындагы бүтін боеприпасларны да тоже полностью сиккәләп ташларга кирәк, я так думаю. Потому что когда, если даже мы зайдем, нахуй, эти боеприпасы, нахуй, нам только мозги будут ебать, нахуй. Которыми нас же будут бомбить потом, Башкортостан и Татарстан. Поэтому я считаю, нахуй, их надо разъебать. Потому, если мы даже будем заходить, нахуй, нам нужно зайти таким образом, чтобы мы могли только, нахуй, хуяриться хотя бы, нахуй, автоматами всего лишь. Чтобы на нас, блядь, бомбы, нахуй, или что-нибудь не прилетало, нахуй. Поэтому, я думаю, надо разъебать все, нахуй, где есть боеприпасы, именно ракеты там и так далее, которые, нахуй, будут бомбить, да? И самое интересное, нахуй, разъебать бы все самолеты, которые летают, блядь. Вот эта тема была бы, нахуй. А потом только аларны дрон белән генә сигергә, нахуй. Елабугдагы дронларны нәрсәсен, фабрикасын полностью захватить, нахуй. И дрон белән генә бәргә, нахуй. Вот и все. Вот такая вот тематика. А тем, кто там делает дроны, блядь, кто там студенты, все вот эти, да, ведь нахуй, их только перевести в другие места, чтобы они нахуй, блядь, безопасности эту всю тему дальше продолжали делать для нас уже. Чтобы мы додолбили эту сраную Москву. Вот только так. Дроновую атаку мы должны создать. Башкортостанан, Татарстанан. Потому что вот этими самолетами, если мы будем хуяриться с ними, то мы полностью урон притащим Башкортостану, Татарстанга. Ну, как бы лишний урон, блядь. Кешелер уля лишний, это нахуй нам надо. Лучше мелкими, блядь, движениями надо дела делать. Подобие партизанские движения, но только такое партизанское движение, чтобы вот как украинцы в курс зашли, блядь, там сколько сказали, 10 тысяч человек зашли или 6 тысяч человек. Вот примерно вот так у нас тоже должно быть. Заход наш должен быть такой охуенный, понимаете? И плюс еще внутри народ должны поднять мы. Тюрьмы освободить и так далее. Айтам бит инде, 1000 кеше җитә безгә. 1000 кеше башланганга җитә. А потом эшкә кергәч, уже сколько все пойдут за нас. Я вот думаю, вот, что они, блядь, за Русню не пойдут. Надеюсь. Ышанып калам инде үзебезнең халыкка. Шулай. Шундый хәл. 2:20 туганнар. Короче, наверное, хәерләшәбез. Потому что сәгать уже таң атты анда, Башкортстанда.
Вот все уже дрыхнут, спят. 5 киши, 2 киши мында утыр. Рахмат сезге бүтүнүңүзгө. Потихоньку будем вырубать, наверное. Потому что одну давайте вырубим быстренько. Киши Big S.